Доброе утро. Меня зовут Сергей Владимирович Клячкин. Я работаю в Арктическом и Антарктическом НИИ. Должность моя называется заведующий лабораторией численных методов ледовых прогнозов. Это значит, что основная задача нашей лаборатории – подготовка составления краткосрочных ледовых прогнозов на основе методов численного моделирования. Поэтому, хочешь не хочешь, а пришлось нам разбираться и немножко познакомиться с понятиями, методами и особенностями моделирования состояния и эволюции морского ледяного покрова. Вот сегодня об этом мы коротко поговорим. Тема очень большая. В одну лекцию все втиснуть совершенно невозможно, поэтому будем так, не то чтобы поверхностно, но так быстро, ускоренно. Во-первых, сначала, что такое моделирование? Моделирование – это любого природного объекта, включая и морской ледяной покров, это составление или формулировка системы уравнений, или каких-то математических выражений, описывающих, имитирующих основные процессы, происходящие в моделируемом объекте и взаимодействие этого объекта с окружающей средой. Вот, собственно, в этом заключается смысл математического моделирования. Моделей, если говорить о моделировании ледяного покрова, моделей очень много, разнообразных. Отличаются они и по целям, и по методам формализации или параметризации природных процессов, по масштабам, по уровню математического аппарата и так далее. Если так коротко, можно сказать так, бывают модели исследовательские, бывают модели прикладные. Это если говорить о целях. Прикладная модель направлена на решение каких-то практических задач. Скажем, если целью является составление прогноза, то эта модель прикладная. В прикладной модели очень важно добиться того, чтобы она в своей работе строго выдерживала временной регламент. Для этого она должна опираться только лишь на надежно доступные исходные данные. А следовательно, прикладные модели неизбежно подвергаются некоторым упрощениям, потому что некоторые данные для использования очень подробных и сложных математических выражений, такие данные бывают недоступны или труднодоступны, или требуют длительной подготовки. Поэтому прикладные модели несколько упрощаются по сравнению с исследовательскими. Исследовательские модели тоже иногда подвергаются упрощениям, но с другой целью. Например, игнорируются какие-то природные факторы, намеренно игнорируются для того, чтобы более явственно, более выпукло увидеть механизм действия какого-то другого природного фактора. Масштабы бывают разные. Какие-то модели описывают, допустим, всю Северную полярную область, весь Северный Ледовитый океан, включая окраинные моря. А бывают модели, описывающие локальные области. И от этого, от выбранного масштаба, сущность модели несколько меняется. Постановка граничных условий другая и так далее. То есть есть очень широкое разнообразие математических моделей. Сначала я бы хотел коротко дать общую характеристику морского ледяного покрова. Вообще, что это такое, как он формируется, как он описывается, какими характеристиками, какими параметрами. Все, наверное, видели лед, если не морской, то уж, по крайней мере, речной. Все, кто живет в нашем городе, видели лед на Неве. Все мы знаем, что это множество льдин или других ледяных образований с широким разнообразием форм, толщин, форм подледного или надледного рельефа. В морском льду еще встречаются такие ледяные образования, как айсберги, ледяные острова, торосы и так далее.
чтобы, значит, ну, какие основные источники наших сведений о состоянии морского льда? Ну, на первое место хочется поставить визуальные авиационные наблюдения, не потому, что они играют такую большую роль сейчас они практически не используются, а почему я поставил их на первое место? Из уважения к отцам-основателям. В течение 60 лет, ну, почти 60 лет, с 30-х до 90-х годов, вот визуальные авиационные наблюдения – это был основной источник данных, основной источник сведений о морском ледяном покрове. И, наверное, 90% наших знаний о морском ледяном покрове получены именно путем авиационных визуальных наблюдений. В настоящее время этот метод наблюдений используется крайне редко, в каких-то особых случаях. Но вот таким образом были заложены основы. Визуальные судовые наблюдения, ну, это все, это похоже на авиационные, потому что они визуальные, ключевое слово. Используются они нерегулярно. От авиационных они главным образом отличаются тем, что с борта судна видно лучше, можно разглядеть такие подробности, которые с самолета не видны, но зато широта охвата наблюдений гораздо меньше. С самолета можно увидеть большую площадь, судно такую большую не увидишь. Визуальные береговые наблюдения. Это наблюдения регулярные, в чем их особая ценность. Они ведутся десятки лет без перерывов, поэтому формируются длительные временные ряды. Это очень ценно. Но, конечно, возможности визуальных береговых наблюдений ограничены, понятно. Только в пределах видимости, стоя на берегу. Контактные инструментальные наблюдения. Это очень ценная информация. И для более подробного анализа прогнозов необходимо периодически анализировать оценки. Это очень ценные сведения, которые можно получить только используя сложную тонкую аппаратуру, но такие наблюдения редкие, привязаны к специальным экспедициям, проводятся эпизодически. Ну и, наконец, последнее вот... Сейчас, извините, у нас тут какие-то помехи. Ну, минуту. Прогнозы, и наряду с официальными прогнозами здесь вот приводятся еще оценки по другим расчетным схемам и вот гидродинамические прогнозы по модели ПЛАВ и ГГО. Ну, здесь оценки приводятся как по всей территории Северной Евразии, так и отдельно по территории ЕДР, по Западной Сибири, по Восточной. Я уже пошел. Надо ему звонить, чтобы он выключал микрофон. Да. Все, у нас техника восстановлена. Извините за задержку. Ну и, наконец, последний в списке, но это последние не по важности. Это спутниковые данные. В настоящее время это главный источник данных о состоянии морского ледяного покрова. Где-то этот вид информации начали использовать с середины 70-х годов, когда появились первые спутниковые снимки, доступные для широкого круга потребителей. Вот. На сегодняшний день спутников очень много, разные там спектральные диапазоны используются, разные разрешающие способности. Но я про это подробно говорить не буду, потому что это отдельная тема. Но самое главное, нужно знать, что этот вид информации в настоящее время – это главный источник данных о состоянии морского ледяного покрова. Как я выше сказал, морской лед – это множество разнообразных ледяных образований. Льдин, торосов, стомух, айсбергов, ледяных островов и так далее. Разнообразие форм, размеров, рельефов огромное, широчайшее. Ну и для того, чтобы как-то это разнообразие упорядочить, как-то систематизировать, вот, были придумана
основателями морского ледоведения была придумана так называемая номенклатура морского льда. Были сформулированы несколько характеристик, несколько параметров, которые описывают состояние морского льда. Первая и основная характеристика – это толщина льда. Ну, это понятно, это расстояние от верхней до нижней поверхности льдины выражается в метрах, ну или чаще в сантиметрах. Возраст. Что такое возраст? Чтобы измерить толщину льда, нужно продырявить дырочку, это нужно высадиться на лед, это нужно иметь с собой какой-то инструмент, потом оттуда каким-то образом нужно с этого льда вернуться домой. Это все сложно, это все дорого, это требует обеспечения безопасности. То есть измерить толщину льда непосредственно контактно не так-то просто. Казалось бы, просто, но на самом деле это с точки зрения логистики не очень просто. А вот если посмотреть на лед просто вот морским выпуклым глазом с самолета или судна, то можно заметить, что льдины выглядят по-разному. Какие-то более темные, какие-то более светлые. Разные по-разному выглядят сколы. Бывают по-разному выглядит рельеф верхней поверхности. И было замечено, что по мере увеличения толщины льда меняется внешний вид льдины. И придумали такую характеристику, как возраст. Каждая возрастная градация имеет определенное название и соответствующий диапазон толщин. Сначала тоненький лед, он имеет такое-то название, потолще такое-то, потолще такое-то. Чуть ниже мы подробнее об этом поговорим. Сплоченность. Относительная площадь, занятая льдом, любым. Можно этому понятию дать вероятностную интерпретацию. Это точка, брошенная наугад на морскую поверхность, может с какой-то вероятностью попасть в лед или в открытую воду. Если лед занимает всю поверхность моря, полностью всю, то вероятность попадания в лед составляет 100%, а вероятность попадания в воду составляет 0. Вот таким образом, вот это как бы вероятностная интерпретация понятия сплоченность, а по-простому это относительная площадь, занятая льдом. Выражается в баллах от 0 до 10 в российской номенклатуре. Иногда выражается в процентах, иногда в долях единицы, но смысл один и тот же. Частная сплоченность – это то же самое, но только относительная площадь, занятая не любым льдом, а льдом определенной возрастной градации. Также выражается в баллах от 0 до 10 или в процентах, или в долях единицы. Форма льда. Ну, это по существу горизонтальный размер льдин. Каждая форма имеет свое название и соответствующий диапазон размеров. Торосистость. Относительная доля площади, занятая торосами. Это прямое наследие вот этой эпохи, когда господствовали у нас визуальные авиационные наблюдения. Люди смотрели из иллюминатора самолета, смотрели вниз на лед и видели, где-то торосов много, где-то торосов мало, где-то их совсем нет, а где-то наоборот вся поверхность льда, вся испещрена торосами. Живого места не увидеть. Придумали вот такую характеристику, как торосистость. Выражается она тоже в баллах от 0 до 5. Разрушенность – это стадия таяния льда. По мере таяния льда характерным образом меняется его, также меняется внешний вид. Самые первые признаки таяния на льду появляются темные пятна, так называемые. Это значит, где-то вот на границе воды, на границе льда и снега, где лед обычно покрыт снегом, и вот там в нижних слоях снега скапливается талая вода. Если посмотреть сверху, то с высоты самолета, то в таких местах снег имеет несколько более темный цвет. Это первые признаки таяния. Дальше возникают следующие признаки таяния, следующие, они все видны визуально, и была придумана соответствующая шкала, 5-бальная шкала. 0 баллов – это признаков таяния нет, 5 баллов – это лед как бы на последней стадии таяния. Заснеженность льда, это относительная площадь, покрытая снегом, выражается по 3-бальной шкале. Принцип такой же. Есть еще и другие характеристики, но мы подробно о них говорить не будем, потому что это уже за пределами сегодняшней лекции.
Сплоченность льда, которая выражается в баллах от 0 до 10, тоже имеет определенные стандартные градации. Отдельно плавающие льдины, редкий лед, разреженный, сплоченный, очень сплоченный и сплошной. Ну, тут, по-моему, комментарии какие-то не требуются, все понятно. Это вот традиционно принятые стандартные градации сплоченности льда. Вот возрастные градации льда. Тут немножко, значит, посложнее. Первая возрастная градация – начальные формы льда. Это сало, ледяные иглы, шуга. Это лед, который еще не приобрел форму пластины. У него еще нет четко выраженной верхней и нижней поверхности. Это отдельные кристаллы или небольшие конгломераты кристаллов, которые еще не смерзлись в сплошную ледяную пластину. Темный нилос – это уже пластина. Это сплошная ледяная пластина толщиной менее 5 сантиметров. Темный. Почему называется темный? Потому что визуально он выглядит, имеет очень темный цвет. Настолько тоненький лед, что снизу просвечивается морская вода. Чем лед толще, тем он кажется светлее. Ну, это видно из названий. Светлый нилос, потом серый лед, серо-белый, однолетний тонкий, он же белый, однолетний средний, толстый, двухлетний, многолетний. У каждой возрастной градации свой диапазон толщин, вот, кроме вот 3 последних. Вы видите, что однолетний толстый лед это имеет толщину более 120 сантиметров, а верхний предел у него не ограничен, потому что за один зимний сезон лед может достичь разной толщины. Где-то может 150 сантиметров, а где-то 200, а где-то больше, чем 200. Поэтому четко обозначенной верхней границы толщины у толстого льда нет. Двухлетний лед тоже имеет разную толщину, но обычно от 200 до 300 сантиметров, так, чаще всего. Ну и, наконец, многолетний лед. А многолетний лед – это более чем двухлетний. У него тоже нет четкого диапазона толщин. Ну, как правило, это более 300 сантиметров. Иногда может достигать толщины 500 и 600, ну, 5, 6 и даже 7 метров. Но это не часто, но, тем не менее, иногда бывает. Форма льда. Ну, то есть размеры льдин. Совсем маленькие льдинки размером менее 2 метров называются тертый лед. Ну и дальше мелкобитый, крупнобитый, обломки, поля, обширные поля, гигантские поля. Каждый диапазон, каждая форма льда имеет свой диапазон размеров. Ну, вот, например, гигантские ледяные поля – это поля с горизонтальным размером более 10 километров. Встречается нечасто, но тем не менее бывает. Ну и, наконец, вот интересная штука – это припай. У берега формируется сплошная ледяная пластина, она неподвижно связана с берегом, а размер ее может быть, ну, практически любой, от нескольких десятков метров до сотен километров. Такая пластина может тянуться от берега в сторону моря. А если смотреть ее размер вдоль берега, то это могут быть и сотни, и даже тысячи километров. Ледяные образования. Вот встречаются специфические ледяные образования. Это торос, нагромождение ледяных обломков. Причем нагромождение формируется и сверху на верхней поверхности льда, и снизу под водой, под нижней поверхностью льда. Нижняя часть тороса, которая называется киль, в несколько раз больше, чем верхняя часть тороса, которая называется парус. Вот на этой картинке можно увидеть торос в разрезе. Вот его верхняя часть, а вот его подводная часть. Вот видны соотношения размеров. А вот фотография этого же тороса, сделанная с высоты борта атомного ледокола. Ну, там метров 10 примерно высота. Ну, может, поменьше. Вот тянется вот эта гряда. Стамуха. Это торос, севший на мель. Торосы движутся по поверхности воды вместе со всем ледяным покровом и могут оказаться в такой части моря, где малые глубины. Киль цепляется за дно, торос останавливается, а окружающий лед продолжает двигаться. И на этот севший на мель торос нагромождаются новые обломки льда, и получается вот такое ледяное образование,
стамуха. Иногда они имеют исполинские размеры. Горизонтальный размер может превышать километр, полтора, а высоту могут достигать метров 10. А это над водой. А под водой, ну, до дна, это тоже может быть и 10, и 8, и больше метров. То есть очень крупные ледяные образования. Это ледяные острова. Ну, это обломок многолетнего припая. Если припай в Арктике бывает так, что припай за один летний сезон не тает, не успевает растаять, на следующую зиму толщина его увеличивается, и следующим летом он опять не успевает растаять, и так повторяется в течение многих лет, формируется ледяная пластина огромной толщины. Она может возвышаться над поверхностью воды там, метра на 3-4, а под водой может быть там метров 30, а то и 40. Однажды она отламывается и начинает путешествовать по океану. Ледяной остров. Для Арктики это довольно редкое явление, а для Антарктики широкое, часто встречающееся. Айсберг. Ну, это вот обломок выводного ледника суши. Формы у айсбергов бывают разные. Ну, чаще всего они такой конической формы, иногда столообразной формы. Но главное в айсберге тоже так же, как в торосе, что его подводная часть в разы больше, чем надводная. Береговые навалы. Вот тоже интересное природное явление, интересное ледяное образование. Иногда они тянутся вдоль берега на многие километры. Высоты могут иметь высоту там, и 5, и 7, и 10 метров. Если где-то на берегу, вблизи уреза воды, какие-то там постройки или какие-то инженерные объекты, то могут быть убытки, повреждения, поломки и так далее. Ну и тут такая табличка, в которой, так сказать, обобщаются вот эти вот характеристики ледяного покрова, о которых мы говорили выше, с помощью которых можно описать состояние морского льда. Картирование морских льдов. Ну, как известно, любой объект, расположенный на поверхности Земли, можно положить на карту. То же самое относится и к морским льдам. При картировании морских льдов было в свое время придумано такое ключевое понятие, как однородная ледовая зона. Участок морской поверхности, в пределах которого основные характеристики ледяного покрова, а основные у нас это возрастной состав, общей частной сплоченности, пространственно однородны. То есть считается, что в пределах вот этой однородной ледовой зоны частная сплоченность разных возрастных градаций морского льда одинаковая. В пределах однородной зоны она однородна. Там такого-то льда столько-то баллов, а такого-то льда столько-то баллов. И все. Торосистость при этом может быть разная, но торосистость – это уже вторичная характеристика ледяного покрова. И вот эти однородные ледовые зоны являются основой для картирования морских льдов. На ледовых картах наносятся границы однородных ледовых зон, и с помощью специальных значков, с помощью специальной легенды, специальной символики указываются характеристики ледяного покрова для каждой однородной зоны. В настоящее время есть два варианта символики, российская и международная. Если ледовая карта предназначена для внутреннего потребления внутри России, чаще всего составитель ледовой карты использует российскую символику, придуманную тоже в далекие времена, когда преобладали у нас авиационные визуальные наблюдения. Вот если карта предназначается для демонстрации где-то на международном уровне, для каких-то иностранных партнеров, тогда приходится использовать международную символику. Вот российская символика. Вот с помощью вот таких значков обозначаются форма морского льда, тертый лед, мелкобитый, крупнобитый, обломки, там пурум-пурум, вот они все тут нарисованы. Внутри такого значка рисуется специальный символ, который обозначает возраст льда. Звездочка –
это значит у нас светлый нилос, одна черточка – это серый лед, две черточки – серо-белый лед, косая черточка – такой-то лед, сякой-то лед. То есть вот в совокупности вот форма значка и символ внутри этого значка дают нам представление о том, какой возраст льда и какой размер льда, и какая форма льда. И все вместе это изображается вот таким, и значит, такой кружочек, на котором показывается сплоченность льда. Верхняя цифра – общая сплоченность, нижние цифры – это частные сплоченности. Сумма частных сплоченностей должна быть равна общей сплоченности. Вот на карту наносится вот такой значок. Специалист видит вот этот вот значок и понимает, какой лед присутствует в данной однородной ледовой зоне и в каких количествах. Вот таков принцип российской символики. А вот символика иностранная, международная, которая используется для картирования морских льдов уже за пределами России. Принцип тот же самый, но только для обозначения формы и возраста льда используются не значки, там, не ромбики, кружочки, там, звездочки, а циферки, специальные коды. Возрастные градации имеют свои коды, формы льда имеют свои коды. Если эти коды выучить наизусть, вот, то, глядя вот на этот символ, легко понять, какой лед присутствует в однородной ледовой зоне. Если наизусть не помнишь, значит, нужно заглядывать в эту вот шпаргалочку. В принципе, ничего сложного. Вот фрагмент ледовой карты. Вот зона 1. Вот мы видим, какой лед присутствует в зоне 1 и в каких количествах. Вот с таким крестиком это однолетний лед средней толщины. Он составляет 7-8 баллов. Поля, обломки полей, крупнобитый лед. С одной косой чертой это однолетний лед, однолетний тонкий лед. Он составляет 1-2 балла. Ну, то есть, грубо говоря, 1,5. Крупнобитый. Ну и, наконец, 1 балл составляют молодые льды. Нилосы, серые и серо-белые. Вот, то есть, вот глядя на этот символ, все становится понятно. В этой зоне немножко те же самые виды льдов присутствуют, но немножко в других пропорциях. Здесь тоже все те же виды льдов, но еще в других пропорциях. Почему разным цветом закрашены эти зоны? Потому что в этой и в этой преобладающим льдом является однолетний лед средней толщины. Он больше, чем любой другой. А здесь максимум приходится на однолетний тонкий лед. В зависимости от преобладающего вида льда по-разному раскрашивается, разным цветом закрашивается однородная ледовая зона. Вот на таких принципах строится картирование морских льдов. Ну и, наконец, численные значения некоторых характеристик льда. Плотность льда. Мы видим, что она немножечко меньше, чем плотность воды. Благодаря этому лед, собственно, и плавает по поверхности воды. Но поскольку разница маленькая, то плавающий лед, большая часть объема погружена в воду, а над водой выступает меньшая часть. Теплоемкость льда, теплопроводность, теплота плавления, альбедо. Ну, мы видим, что альбедо меняется в широких пределах. Вот нужно обратить внимание. 0,4 – это лед уже на высокой стадии таяния. Он уже очень мало отражает. Уже значительную часть приходящей солнечной энергии поглощает. Прочность льда на сжатие, на изгиб, вы видите, тоже очень широкие диапазоны изменчивости. От 5 до 20 мегапаскалей, скажем, если прочность на сжатие. Не от 5, а от 0,5 до 20 мегапаскалей. В зависимости от температуры, от солености, от кристаллической структуры, от целого ряда параметров прочность льда может меняться. Значит, ну, поговорим немножко о тепловых процессах. Морской лед – это продукт взаимодействия атмосферы и океана. Образуется из воды, поэтому невозможно не упомянуть процесс изменения теплового состояния океана, если мы говорим о ледяном покрове. Если тепловой баланс океана отрицательный, поверхности моря отрицательный, то есть поверхность моря получает тепла мало, а отдает много, то температура воды
понижается и, начиная с какого-то, в конце концов, достигает точки замерзания. Тепловой баланс поверхности моря состоит вот из перечисленных здесь составляющих. Вот, коротковолновое, длинноволновое излучение. Это все можно, вот эти первые 3 пункта можно объединить в понятие радиационный баланс. Турбулентный обмен с атмосферой, испарение, осадки – это вот то, что связано с взаимодействием с атмосферой. И, ну и, наконец, последние 3 пункта – это взаимодействие морской поверхности с окружающими и нижележащими слоями океана. Вот соотношение, каждый из этих пунктов что-то вносит, иногда работает только на нагревание, и некоторые работают только на охлаждение, некоторые из этих пунктов могут быть или вносить тепло, или забирать тепло по-разному. Ну, например, испарение с поверхности моря – это явление, которое всегда забирает тепло из моря. А, скажем, контактный теплообмен между поверхностью моря и атмосферой, ну, тут может быть по-разному, в зависимости от температур, от соотношения температур. Ну и в конечном счете, если тепловой баланс отрицательный, то температура воды достигает точки замерзания. И дальнейший отток тепла приводит уже не к снижению температуры, а к образованию льда на поверхности моря. Температура, при которой вода переходит в твердое состояние, зависит от солености. Чем солонее, чем выше соленость воды, тем ниже температура замерзания. Если соленость равна нулю, то есть если вода пресная, вода замерзает при температуре 0 градусов по Цельсию. С увеличением солености вот эта температура замерзания снижается. Ну, как мы видим, не очень сильно. При высокой солености океанской 35 промилле температура снижается до минус 2 градусов. Вроде бы немного, но это имеет существенное значение. Во-первых, значит, да, нужно сказать вот о чем, что соленость еще играет роль не только тем, что она влияет на температуру замерзания, но и на некоторый дальнейший механизм замерзания. Соли, захваченные льдом, постепенно пробивают себе, концентрируются в таких ячейках внутри тела, внутри ледяного покрова и постепенно стекают вниз. И оказывается, и постепенно выходят из льда в воду, стекают в воду. И подо льдом образуется повышенная соленость, вода с повышенной соленостью, а более соленая вода более плотная, более тяжелая. И появление вот такой тяжелой воды под самым льдом приводит к активизации перемешивания морской воды подо льдом, к активизации плотностной конвекции. А конвекция влияет на дальнейшее ледообразование. Ну и также лед, содержащий соли, имеет несколько иные теплофизические и механические свойства, в отличие от льда, образовавшегося из пресной воды. О чем еще нужно знать, говоря о ледообразовании? По мере охлаждения воды, охлаждение воды, которое предшествует ледообразованию, сопровождается изменением плотности воды. Плотность воды зависит от 3 важнейших факторов: температура, соленость и давление. Вот. Ну, поскольку мы говорим о морском льде, а лед плавает по поверхности моря, то на таких малых глубинах, вблизи поверхности моря, вблизи поверхности воды, влияние давления на плотность ничтожно. Можно о ней забыть. Давление играет роль только на огромных глубинах, там, исчисляемых километрами. Это нас не касается. А вот зависимость плотности воды от солености и температуры более заметная. Зависимость от солености простая. Чем выше соленость, тем выше плотность. Простая, но существенная. А вот зависимость плотности от температуры менее заметная, но более сложная. С понижением температуры плотность
растет, достигает какой-то максимальной точки, а потом при дальнейшем снижении температуры плотность начинает уменьшаться. Вот на этом графичке можно посмотреть, вот как зависит плотность воды от температуры воды. Вот если соленость, в случае пресной воды, когда соленость равна нулю, снижение температуры приводит к росту плотности, и где-то в какой-то точке эта плотность достигает максимума. Вот это называется, вот это значение температуры, это температура наибольшей плотности. Дальше при дальнейшем снижении температуры плотность понижается. Если в воду добавить немножечко соли, то форма вот этой кривой похожа, но температура наибольшей плотности получается меньше, чем для пресной воды. Для воды со средней соленостью вот эта температура наибольшей плотности еще ниже. А для воды с высокой соленостью вот эта температура, точка наибольшей плотности вообще не достигается. Вот видите, она как бы уже... Мы можем мысленно ее сюда продлить, но это будет мысленно. В реальности вот эта температура наибольшей плотности для высокосоленой воды не достигается. И вот соленость, при которой вот эта вот точка наибольшей плотности находится как раз вот на этой линии, это 24 695 промилле. Это значение, которое отделяет морские воды, соленую воду от так называемой солоноватой воды. Зачем я все это говорю? Это важно, чтобы понимать, что в соленой воде и в солоноватой воде несколько по-разному происходит процесс охлаждения, процесс перемешивания. Охлаждение воды и связанного с ним перемешивания, то бишь плотностной конвекции. В пресной воде, ну или в воде с низкой соленостью, вода охлаждается, ее плотность увеличивается, идет активная конвекция. То есть более плотная вода на поверхности начинает проваливаться вниз и замещается более теплой водой, поднимающейся из глубины. Но когда достигнута точка максимальной плотности, дальнейшее охлаждение, при дальнейшем охлаждении конвекции не происходит. Поверхностная, более холодная вода оказывается более легкой. Она спокойненько лежит на поверхности и охлаждается. А в воде с высокой соленостью вот этого явления нет. Вот это вот, говоря о формировании ледяного покрова, эту особенность, конечно, нужно помнить, иметь в виду и не забывать. Вот. Говоря о ледообразовании, нужно еще упомянуть некоторые вещи, такие любопытные. Иногда вода замерзает не при температуре замерзания, о которой вот мы говорили выше, а при гораздо более низкой температуре. То есть существует такое явление, как переохлаждение воды. Переохлаждение возможно, если вода очень чистая, нет взвешенных частиц и каких-то там пылинок, камушков, там, чего-то такого, бактерий, микроорганизмов. Вот, и вода находится в состоянии покоя, ну или как можно менее подвижно. В лаборатории можно охлаждать воду до нескольких десятков градусов. Такие опыты проводились. В природе такое явление встречается очень редко, но тем не менее иногда встречается. Вот. Второе, что нужно помнить, это на поверхности воды существует такая тонкая пленочка, имеющая температуру на градус, а то и на 2 градуса ниже, чем ниже лежащий слой воды. Пленочка эта тоненькая, толщина ее исчисляется микронами какими-то. Связано это с явлением силы поверхностного натяжения, насколько я помню. Это явление такое не очень хорошо изученное, но особенность его в том, что когда определяется температура воды дистанционно с помощью каких-то инфракрасных датчиков, инфракрасных приемников, то такая температура, полученная с помощью дистанционного инфракрасного измерения, может отличаться от температуры воды, измеренной традиционным контактным способом с помощью термометра. И вот это отличие объясняется именно наличием вот этой холодной пленки.
Ну и, наконец, то, о чем мы говорили, что первоначальный лед появляется в виде мелких кристаллов, не связанных между собой. И только по прошествии иногда минут, а иногда часов формируется сплошная ледяная пластина, имеющая ясно выраженную верхнюю и нижнюю поверхность. Тепловой баланс самого ледяного покрова. Ну, мы видим, что составляющие теплового баланса льда очень похожи на тепловой баланс, на составляющие теплового баланса океана. Единственное, что внутри ледяного покрова нет, естественно, никаких там турбулентных движений. Лед – это не жидкость, а твердое тело. Это, я думаю, что это понятно. В случае отрицательного теплового баланса отрицательного теплового баланса нижней поверхности морского льда происходит формирование новых порций, превращение толщины ледяного покрова. Вот. Для описания вот этого процесса, математического описания, используется термодинамическая модель. Может быть многослойная среда, когда рассматривается реальный профиль, вертикальный профиль температуры льда. Бывает более упрощенная модель, когда принимается, что профиль температуры во льду линейный. Вот. Ну, такая однослойная модель, ну или, строго говоря, не однослойная, а двухслойная, о ней чуть ниже мы поговорим. Такая упрощенная модель более приемлема для льдов небольшой толщины, скажем, там, до 1 метра. Если лед толще, то уже упрощенная двухслойная модель работает не очень хорошо. Ну, вот вы видите уравнение теплопроводности для льда и для снега. Изменение температуры во времени определяется градиентом температуры, вертикальным градиентом температуры, теплопроводностью и потоком тепла на верхней поверхности ледяного покрова. Ставятся определенные граничные условия на верхней поверхности снега, где снег контактирует с атмосферой. На границе льда и снега обычно принимается равенство потоков тепла. И на нижней границе ледяного покрова, на нижней границе льда, где имеет место контакт льда и воды. И вот при таких вот граничных условиях это уравнение численно решается. Аналитическое решение такого уравнения чрезвычайно сложно, нужно там всякие допущения принимать и так далее. Аналогично строится, принципиально аналогично строится, моделируется изменение толщины льда в случае таяния. Вот. Изменение толщины льда, вот dH по dt, определяется вертикальным профилем температуры, теплопроводность, удельная теплота плавления морского льда, плотность и поток тепла на границе с атмосферой. Значит, мы уже говорили выше, что тепловой баланс ледяного покрова похож по своим составляющим на тепловой баланс океана, то есть тоже присутствует радиационная составляющая, то есть приходящая коротковолновая солнечная радиация, длинноволновая радиация, приходящая к поверхности ледяного покрова, собственное длинноволновое излучение ледяного покрова. И очень важную роль в этом случае играет альбедо. Альбедо – это, от слова альба, что означает белый. То есть альбедо – это степень белости, если можно так выразиться. Высокая альбедо – это значит, что поверхность близка к абсолютно белому телу или к зеркальному телу, можно так сказать. Чем выше альбедо, тем больше отражений, тем меньше поглощения. Лед, покрытый свежевыпавшим снегом, отражает примерно 90%
приходящего излучения. Может быть законный вопрос, какого излучения, коротковолнового или длинноволнового. По-разному. Альбедо есть в каждом диапазоне спектра свое значение альбедо. Но для практических расчетов, для практического моделирования обычно используется интегральная альбедо. Так вот, для свежевыпавшего снега эта интегральная альбедо составляет примерно 0,9. То есть 90% приходящей радиации отражается. По мере таяния альбедо снижается, и когда лед уже мокрый, во-первых, на нем нет снега, лед мокрый, сильно, на последней стадии таяния находится, скажем так, то его альбедо где-то составляет уже 0,4. То есть отражается только 40% приходящего излучения, а 60% поглощается. Теплофизические характеристики льда, такие как теплоемкость, теплопроводность, теплота плавления и кристаллизации, непостоянны. Они зависят от солености льда, они зависят от кристаллической структуры льда. Можно при практических расчетах принимать какие-то средние значения, но иногда, если требуется очень высокая точность расчетов, используются определенные полуэмпирические зависимости, связывающие вот эти теплофизические параметры льда с температурой и соленостью. Вот. Поток тепла от воды к нижней поверхности льда. Это очень важный параметр. То есть мы знаем, что в точке контакта льда и воды имеет место так называемая склейка температур. То есть вода и лед имеют одинаковую температуру. Но если мы чуть-чуть опустимся ниже, то там уже вода немножечко теплее. А если еще ниже, она еще немножко теплее. То есть под льдом существует, вода под льдом имеет определенный градиент температуры. А градиент температуры приводит к тому, что формируется поток тепла, направленный от воды к нижней поверхности льда. Вот. Эта характеристика рассчитывается, ее довольно сложно вычислить при моделировании. Нужно хорошо рассчитать, уверенно и достаточно надежно, адекватно рассчитать вертикальный профиль температуры подо льдом. Если такой расчет оказывается успешным, тогда у нас, в принципе, можно оценить вот этот вот параметр. Иногда его значения бывают довольно высокими, и в этих случаях скорость нарастания толщины льда резко уменьшается. Вроде бы сильные морозы, вроде лед должен нарастать, а он не нарастает, потому что под ним теплая вода. Вот пример расчетов нарастания толщины льда с помощью более сложной многослойной модели ледяного, многослойной модели льда, о которой мы говорили выше. Вот мы можем увидеть соотношение измеренных и расчетных значений толщины льда. Вот точечками у нас такими обозначены наблюдения, а линия показывает результат модельного расчета. Видите, что в принципе совпадение очень даже неплохое. Все то же самое можно вычислить с помощью более упрощенной модели термодинамики льда. Это модель двухслойная. Два слоя – это лед и снег, и все. И мы считаем, что и во льду, и в снеге вертикальный профиль температуры линейный, и тогда нам не нужно вычислять, тогда радикально упрощается вычисление вертикальных градиентов температуры, и вот эта вот система уравнений решается аналитически. С помощью там несложных, то есть производные заменяются конечными разностями, и все это превращается в обычное квадратное уравнение. И вот результат решения квадратного уравнения вот он здесь перед вашим взором. Видите, формула такая вроде бы громоздкая, но на самом деле ничего в ней сложного нет. Она алгебраически простая. Можно пользоваться этой моделью.
вот такой более простой, но это она уверенно и очень неплохо работает для льдов небольшой толщины, ну, до метра. Начиная для более толстых льдов, она уже начинает давать погрешности. Если у нас вот этот промежуток времени маленький, там, сутки, двое, трое, то за такие промежутки времени изменение толщины льда тоненького заметные. Но в тоненьких льдах, как мы говорили, вот эта модель работает хорошо. А эта модель не очень хорошо работает для толстых льдов. Но за малые промежутки времени, допустим, сутки, двое, трое, изменение толщины толстого льда, лед, который и так уже толстый, там больше метра, изменение толщины настолько мизерное, что, в общем, вот этими ошибками можно пренебречь. То есть для практических расчетов вот такая двухслойная модель тоже имеет право на существование. Динамика ледяного покрова. Так, что у нас? Динамика ледяного покрова. Морской лед находится в постоянном движении. Почему? Потому что он подвержен воздействию внешних сил. Ветер, течение, наклоны уровня воздействуют на этот лед, и льдины, составляющие ледяной покров, перемещаются, перераспределяются, иногда происходит сплочение, льдины сжимаются, прижимаются друг к другу, пространство чистой воды, исчезают промежутки между льдинами, а бывает наоборот, происходит разрежение, льдины иногда сильно давят друг на друга, ломаются, нагромождаются. Короче говоря, динамика, то есть движение ледяного покрова, оказывает очень существенное влияние на состояние ледяного покрова, на всю его, скажем, судьбу. А бывает так, что на лед действуют силы, и ветер над ним дует, и вода под ним там куда-то течет, и уровень наклоняется, а лед никуда не движется. Он скреплен с берегом, этот лед припай. И если мы хотим моделировать динамику ледяного покрова, то есть движение, то мы обязательно должны знать, где этот лед может двигаться в принципе, а где он в принципе неподвижен. Вот. То есть надо знать границы вот этого неподвижного льда, а они тоже со временем меняются. Основные силы, воздействующие на ледяной покров, это, как я уже упомянул, это ветер, течение, причем течение бывает различного типа. Вы знаете, что есть множество механизмов, генерирующих движение морской воды, ну, независимо от того, из-за чего возникло течение любого происхождения оказывает влияние на лед. Наклон уровня моря, взаимодействие между льдинами, льдины друг на друга давят, льдины друг с другом контактируют, и из-за этого дрейф льда определенным образом, это влияет на общий дрейф льда, скажем так. Ну и, конечно, вращение Земли, поскольку любое тело, движущееся по поверхности Земли, подвержено влиянию силы Кориолиса, которую мы все помним. Результат действия вот этих внешних сил зависит от самих сил, ну и зависит от свойств самого ледяного покрова. Какая у него сплоченность, толщина, торосистость, размер льдин. Зависит от того, в каком бассейне, в каком море происходит все это, в огромном океане или в маленьком каком-нибудь заливчике, какие формы конфигурации берегов, есть ли острова, там какие-то препятствия и так далее. Ну и, естественно, роль каждой из упомянутых сил меняется во времени и в пространстве. Все это не постоянно, все это изменчиво. Ну, ветер, если говорить о ветре. Под действием ветра на верхней поверхности льда возникают тангенциальные напряжения. То есть происходит передача импульса от движущегося потока воздуха к ледяному покрову. Напряжения могут быть, значит, тангенциальные, о которых я сказал, ну или касательные. Это сила трения между поверхностью льда и воздушным потоком. И нормальные напряжения, которые определяются давлением ветра на возвышающуюся боковую поверхность льдины, возвышающуюся над водой, и торосы, если таковые имеются на поверхности льда.
Обычно для того, чтобы оценить вот это напряжение, создаваемое ветром, используется так называемый квадратичный закон или квадратичная зависимость. Она в основе лежит полуэмпирическая теория турбулентности. А выглядит эта квадратичная зависимость вот таким вот образом. Здесь вот у нас скорость ветра на высоте 10 метров. Это скорость движения льда. Здесь все то же самое, но только берется абсолютное значение вот этой вот разности. Модуль. Плотность воздуха и коэффициент. Вот этот коэффициент, вот этот СА, коэффициент, обычно при практических расчетах, это как бы интегральный коэффициент, описывающий и тангенциальные, и нормальные напряжения. Каким образом этот коэффициент захватывает вот эти нормальные напряжения, связанные с торосами, я скажу чуть позже. Необходимо иметь в виду, что соотношение скорости ветра и скорости льда такое, что вот этим вот W, скоростью льда, можно, в общем-то, и пренебречь. Они отличаются на один и даже на два порядка. Но если скорость ветра исчисляется у нас метрами в секунду, а иногда и 10, и 20 бывает, и больше метров в секунду, то скорость движения льда – это сантиметры, первые десятки сантиметров в секунду. Если дрейф льда достигает 1 или 1,5 метра в секунду, то это уже сумасшедший дрейф, просто близкий к экстремальному. Редчайшее природное явление, опасное. Обычно скорость движения льда – это 10-20 сантиметров в секунду. То есть разница между вот этими величинами очень большая, и можно смело вот эту формулу упростить, убрать отсюда вот это W, и тогда у нас получится, что вот это напряжение ветра определяется только скоростью ветра, плотностью воздуха и вот этим самым коэффициентом. Коэффициент изменяется в широких пределах, вот тут указано в каких пределах, и изменяется он в зависимости от торосистости. Вот. Опыты, проведенные в лабораториях в 60-х, 50-х годах, позволили построить вот примерно такую табличку. Как изменяется вот этот самый коэффициент в зависимости от балла торосистости. Это балл торосистости, это вот относительная доля поверхности льда, покрытая торосами. Как видите, вот если лед имеет торосистость 5 баллов, то примерно 45% площади этого льда покрыто торосами. Вот. Табличка эта вызывает споры, потому что никто точно не знает, или, скажем так, есть разные точки зрения на то, сколько процентов льда покрыто торосами при том или ином значении торосистости. Вот это соотношение торосистости и значения коэффициента, такое уже, скажем так, принятое и особых дискуссий не вызывает. То есть так вот изменение вот этого коэффициента вот таким вот косвенным образом учитывает проявление не только тангенциальных, но и нормальных напряжений. Вот как меняется соотношение скорости дрейфа льда и скорости ветра. Забегая вперед, скажу, что ветер играет ключевую, основную роль, основополагающую роль в дрейфе морского льда. Все остальные факторы, они там на 2-м, 3-м, 5-м, 10-м месте. Главное – это ветер, поэтому можно, не сильно погрешив против истины, вот построить такую простенький такой графичек, как считать, что дрейф приблизительно линейно связан со скоростью ветра через вот этот вот так называемый ветровой коэффициент. Чем быстрее ветер, тем быстрее дрейф. Так вот, этот ветровой коэффициент, связывающий скорость ветра и скорость дрейфа, зависит от толщины льда. Видите, чем тоньше лед, тем коэффициент выше, это значит, что тонкий лед дрейфует быстрее, чем толстый при прочих равных условиях. В общем, да, так оно и есть. Но из-за вращения Земли дрейф несколько отклоняется от ветра в северном полушарии вправо, и вот мы видим, на какой угол происходит это отклонение в зависимости от толщины льда. Чем толще лед, тем
сильнее дрейф отклоняется от ветра. В северном полушарии вправо, в южном полушарии влево. Вот этот ветровой коэффициент и дрейфовый угол, повторю еще раз, это такие характеристики, которые мы используем, предполагая, что дрейф зависит от ветра. На самом деле, конечно, дрейф зависит не только от ветра, а от множества факторов. Но если мы рассмотрим, так сказать, крупно, не вдаваясь в детали, то мы увидим, что главное все-таки при формировании дрейфа льда – это ветер. Течение. Формально физический механизм воздействия течений аналогичен механизму воздействия ветра. Точно такие же тангенциальные напряжения, точно такие же нормальные напряжения, но все это не на верхней поверхности, а на нижней поверхности. Вот. И передача импульса определяется тоже и плотностью, но в данном случае плотностью уже воды, а не воздуха. И вот относительной скоростью, ну, разницей скоростей между течением, вот оно у нас, и дрейфом льда. Вы помните формулу, которая была для ветра, она была похожа. Отличие заключается в том, радикальное отличие, что, ну, во-первых, плотность воды гораздо больше, чем плотность воздуха, а во-вторых, характерные значения скорости течения и скорости дрейфа примерно одного порядка, вполне сопоставимые величины. Поэтому так вот легко упростить вот это вот выражение, отбросив скорость дрейфа, как мы сделали с ветром, здесь уже нельзя. Поэтому это надо рассчитывать, чтобы рассчитать вот это вот тангенциальное воздействие течения, нужно учитывать и скорость течения, и скорость дрейфа самого льда. Вот этот коэффициент трения, точно так же, как и в случае с ветром, зависит от шероховатости. Но уже в данном случае шероховатости нижней поверхности. Нижней поверхности льда. Зависимость это несколько иная, не такая, как в случае ветра. В случае ветра мы помним, что чем больше шероховатость, тем больше коэффициент. И все. Здесь будет немножко по-другому. Здесь этот коэффициент растет, а начиная с какого-то момента он начинает снижаться. С какого момента? От какого-то значения торосности. Достигает максимума, потом снижается. Почему так происходит? Потому что торосистость, если торосистость достигает очень высоких значений, торосы расположены часто, то внизу под водой вот эти вот кили торосов уже начинают сливаться в одну общую какую-то массу, в одно общее такое вот ледяное образование под водой. И когда они начинают, эти кили, складываться вместе, то шероховатость нижней поверхности ледяного покрова начинает уменьшаться. Вот если сравнить вот эту картинку, какая тут шероховатость, и какая вот на этой картинке шероховатость. Очень близко расположенные торосы приводят к тому, что шероховатость нижней поверхности начинает снижаться. Соответственно, вот этот коэффициент при высоких торосистостях снижается. Вот это главное отличие формирования, главное отличие воздействия воды на лед от воздействия ветра на лед. Уровень моря. Если уровень моря у нас в невозмущенном состоянии, то сила тяжести направлена строго по нормали к поверхности воды. Мы это знаем. А если уровень моря у нас вышел из состояния равновесия, то тогда появляется, значит, угол между поверхностью моря и силой тяжести уже не 90 градусов, а какой-то другой. И у нас появляется проекция силы тяжести на поверхность моря. Лед, лежащий на поверхности моря, а если поверхность моря имеет наклон, просто, грубо говоря, как на саночках, начинает скатываться по наклонной плоскости. Сила, которая определяет, математические выражения вот этой силы, воздействующей на лед, связанной с наклоном поверхности моря, вот она выражается вот таким простеньким таким выражением. Это плотность льда, это ускорение силы тяжести, G, это у нас толщина льда, а это вот градиент уровня. Ну, тут так написано, что, я же не знаю, почему так неразборчиво написано, но смысл в том, что это градиент уровня. Плотность льда
на ускорение силы тяжести, толщина льда и градиент уровня. Все просто, только нужно знать градиент уровня. А вычислить его подчас бывает не очень-то легко. Сила Кориолиса. Ну, силу Кориолиса мы знаем, что связана с вращением Земли. Сила фиктивная. На самом деле ее нет. Реально ее нет. Но из-за того, что Земля вращается, то каждое тело, движущееся по поверхности Земли, получает какое-то отклонение. То есть со стороны кажется, что на него действует какая-то сила. Горизонтальные составляющие силы Кориолиса, воздействующие на дрейф льда, вот описываются вот этими вот выражениями. Плотность и толщина ледяного покрова, угловая скорость вращения Земли, широта места и что там у нас еще? Проекция скорости дрейфа на горизонтальной оси. Здесь В, а здесь У. Если посмотреть на вот эти вот, видите, тут это проекция вот этой силы Кориолиса на ось X, а здесь на ось Y. Здесь с плюсом, а здесь с минусом. Если на это посмотреть внимательно, то мы поймем, что сила Кориолиса всегда направлена под углом 90 градусов к вектору скорости. В северном полушарии влево, в северном полушарии вправо, в южном влево. И сила Кориолиса возникает только тогда, когда тело, ну в нашем случае лед, движется по поверхности Земли. Земли, я имею в виду планеты Земля, не по суше, по поверхности моря. Как только тело приходит в движение относительно поверхности Земли, начинает действовать сила Кориолиса. Если тело находится в неподвижном состоянии, то Кориолис у нас отдыхает. Ну и, наконец, самый сложный момент, самая сложная штука, которая воздействует на динамику ледяного покрова, это сила внутреннего взаимодействия в ледяном покрове. Поскольку, как мы помним, ледяной покров состоит из множества льдин, льдины разные, у них разные там размеры, формы, толщины. Они движутся немножко по-разному. Одна льдинка чуть быстрее, другая чуть медленнее. Одна отклоняется вправо на больший угол, другая на меньший. Кроме того, внешние силы, генерирующие движение льда, тоже имеют пространственную изменчивость. И все это приводит к тому, что льдины, ну, в случае, естественно, сплоченного ледяного покрова, когда льдины механически контактируют между собой, льдины оказывают воздействие друг на друга. Удары, давление, трение, то есть обмениваются импульсом. И в общем, в целом это отражается на общей картине дрейфа. Иногда вот это воздействие льдин друг на друга, удары или давление, или трение, достигают величин, близких к прочности льда, и тогда льдины могут ломаться, трескаться, происходит нагромождение обломков, а это уже влияет на шероховатость поверхности льда, и на, как мы помним, шероховатость отражается на напряжениях, вызываемых ветрами и течениями, ну, то есть все это отражается на всей дальнейшей, скажем так, судьбе морского ледяного покрова. Обычно сила внутреннего взаимодействия определяется вот тут таким образом. Значит, у нас, вот как тут написано в этих формулах. H – это толщина льда, а вот эти вот сигма – это компоненты тензора напряжения. Напряжение – это реакция тела, ну или в нашем случае среды, на деформацию. То есть тело или среда сопротивляется деформированию. Деформация – это изменение положения точек среды друг относительно друга. В случае ледяного покрова деформация – это имеется в виду перемещение льдин друг относительно друга, сплочение, разрежение, дрейф и тому подобные вещи. Льдины меняются. Взаимное расположение льдин несколько меняется. Вот, деформация описывается с помощью тензора деформации. Вот они,
компоненты тензора деформации вот тут расписаны. Это, что это такое? Это просто-напросто обычные пространственные производные от составляющих скорости дрейфа на оси. ду по dx, dv по dx, ду по dy, dv по dy. Связь между деформациями и напряжениями, это называется реологические соотношения. Для ледяного покрова однозначного, четкого и строгого реологического соотношения просто не существует, потому что ледяной покров – это очень сложная, разнообразная среда, в которой проявляются свойства и упругие, и вязкие, и пластические. Выбор реологической модели – это отдельная и довольно сложная задача. Однозначно она не решена до сих пор. Для разных моделей используются разные реологические соотношения. Вот. Говоря о реологии ледяного покрова, нужно обязательно помнить вот о каких вещах. Деформация ледяного покрова, то есть перемещение льдин относительно друг друга, является необратимой. То есть если льдины сместились под действием каких-то сил, произошла деформация. Когда силы прекратили действовать, льдины обратно в исходное состояние не вернутся. То есть деформация необратима. А обратимость деформации – это одно из ключевых свойств упругости. Поэтому можно сказать, что для ледяного покрова, как среды, упругие свойства не характерны. Он упругостью не обладает. Именно ледяной покров как среда. Лед как материал упругостью определенной обладает там, при определенных условиях. Когда льдины движутся, обмениваются импульсом, скорости их выравниваются, то есть более быстрые льдины притормаживаются за счет влияния более медленных, а медленные немножко ускоряются за счет влияния более быстрых. Ну, так, если совсем упрощенно говорить. Происходит такое выравнивание скоростей. Это такое явление характерно для вязких жидкостей. То есть ледяной покров в определенном смысле обладает свойством вязкости. Ну и, наконец, деформация и напряжение, возникающее в ледяном покрове, очень сильно зависит от того, происходит разлом льдин и нагромождение обломков или нет. То есть, а разлом и нагромождение обломков происходит в том случае, если напряжение достигают определенного критического значения. Если достигли критического значения, происходит разлом, образование торосов, и динамика льда идет как бы по одному сценарию. А если не достигли, то сценарий несколько иной. Это вот такое свойство отчасти напоминает поведение пластических сред. То есть некоторое наличие вот этого порогового механизма, когда характер деформации радикально меняется в зависимости от того, достигнуты или не достигнуты критические уровни напряжения, это как-то вот ассоциируется с поведением пластических сред. Вот, поэтому, ну вот, как, на мой взгляд, наиболее адекватное описание реологии ледяного покрова должно быть вязкопластическим. То есть до критическом случае вязкое описание, а в случае, если напряжение превышает критический предел, то у нас допускается торошение и накопление лишнего объема в некоторой единичной площади. А если напряжение недостаточное, то у нас торошение запрещено, и тогда определенным образом корректируется поле дрейфа. Дрейф должен быть бездивергентным, чтобы его дивергенция была, чтобы была не отрицательной. Ну, это так, я очень бегло и поверхностно все это описываю, рассказываю. Если внимательно это изучать, то тут нужна не одна лекция, а курс. Если учитывать или не учитывать пластичность ледяного покрова, вот действие вот этого порогового механизма, то профиль скорости дрейфа при приближении льда к берегу, к некоторому препятствию, будет заметно отличаться. Вот эти две линии, линия 1 и линия 2,
показывает, как меняется скорость дрейфа, расчетная, модельная скорость дрейфа, если мы не учитываем вот эту пластическую составляющую, вот наличие вот этого порогового механизма. А если мы ее учитываем, то скорость дрейфа имеет вот таким образом меняется при приближении к берегу. Резко падает, а вблизи берега формируется, вот тут, на подходе к берегу, область, где скорость дрейфа близка к нулю. То есть такая малоподвижная или почти неподвижная ледяная такая подушка. В природе так и бывает. Так, в общем-то, и бывает, когда масса дрейфующего льда надвигается на непреодолимое неподвижное препятствие, допустим, на берег, на остров или на что-то. То есть вот эти линии 3 и 4 более близки к правде жизни, нежели линии 1 и 2. Вот это просто иллюстрация того, что вязкопластическая интерпретация реологии более адекватна природе, чем чисто вязкая. Ну вот тоже любопытная картинка, как меняется соотношение, баланс сил и скорость дрейфа в зависимости от силы сопротивления, которая воздействует, с которой встречается ледяной покров. Вот на картинке А мы видим вот это вот вектор, обозначенный вот этой буковкой тау. Это силы, вызывающие дрейф. Это может быть там ветер, течение, наклон уровня, неважно. Вот они все вместе. Силы, которые генерируют дрейф. А вектор R – это силы, сопротивляющиеся дрейфу. Вот при таком соотношении, вот при такой величине вектора R у нас получается баланс сил устанавливается вот при такой скорости дрейфа. C – это кориолиз. Он всегда направлен под углом 90 градусов к вектору скорости. Если мы начнем увеличивать вот этот вектор, то есть если лед встречает более сильное сопротивление, то баланс сил у нас установится при том же значении вектора тау, сил, генерирующих дрейф. У нас баланс сил установится вот при такой схеме. То есть вектор W – это вектор дрейфа. Уменьшился и повернулся влево относительно вот этого, по сравнению с этим. Стал короче и повернулся влево. Угол стал меньше, и вектор стал меньше. То есть лед по мере приближения к какому-то препятствию затормаживается и поворачивается влево. Это очень интересное явление, которое приводит к серьезным последствиям. Ну, наконец, если мы все силы смогли описать, то мы можем построить уравнение баланса количества движения. Это второй закон Ньютона. Масса на ускорение на сумму действующих сил. Ну, устанавливаем граничные условия. Ну, подробно не будем в это вникать. Тут нет сейчас у нас времени и необходимости. Уравнение это решается численно. Аналитически его решить невозможно, потому что у нас модельная область имеет произвольный характер, такую сложную конфигурацию. И мы можем получить поле дрейфа. Значит, для численной реализации что делается чаще всего в общем случае? Модельная область аппроксимируется расчетной сеткой. Шаг сетки может быть разным, от 5 километров до 50 километров, в зависимости от задачи, в зависимости от возможности компьютера, от массы характеристик, от массы условий. Как правило, этот шаг сетки зависит от величины моделируемой области. Здесь мы видим весь Северный Ледовитый океан, огромная территория, и аппроксимируется сеткой с шагом 50 километров. А здесь маленькая, это самое, как ее называют, господи, Байдарадская губа. Вот она здесь, вот она здесь, и вот она здесь. Аппроксимируется сеточкой с шагом 5 километров. Выбирается временной шаг модели. Он для ледяного покрова, для динамических процессов обычно исчисляется минутами, для термических процессов исчисляется часами какими-то.
Наиболее такой, ну, как, на мой взгляд, прогрессивный способ моделирования ледяного покрова – это использование метода так называемых маркеров, условных льдин. То есть ледяной покров имитируется набором маркеров. Каждый маркер имеет свои индивидуальные, уникальные характеристики. Если лед подвергается торошению, то в первую очередь вытарашиваются, то есть исчезают из расчета маркеры с наименьшей толщиной, а их толщина равномерно распределяется среди оставшихся маркеров, более толстых. Это есть эквивалентная толщина торосов. Ну, кинематика тут простая и понятная. Каждый маркер перемещается, вот его начальное положение, вот его скорость, вот промежуток, шаг по времени, о котором я говорил выше, он исчисляется 10 минут, может быть, там, 5 минут, главное, что это первые минуты. В каждой ячейке сетки можно посчитать, сколько там каких маркеров. Столько-то маркеров с такой-то толщиной, столько-то маркеров с такой-то толщиной. Можно оценить общую сплоченность и частную сплоченность льда в каждой ячейке сетки. Единственное, что при этом надо сделать, нужно определиться, сколько маркеров в ячейке сетки может быть вообще всего. Максимально допустимое количество маркеров. Потому что маркер же это условная льдина. Можно считать, что в одной ячейке сетки может быть 10 маркеров и не больше. А можно считать, что 100. Это условная льдина. Вот. Ну, в зависимости от возможности компьютера, от времени, которое требуется на выполнение расчета, это время должно быть тоже каким-то реальным, не слишком длительным. У нас так, это не туда я нажал, так. Можно так. В нашем случае, той модели, которой мы пользуемся, мы принимаем максимально возможное количество маркеров 40 штук. Вот с помощью таких простеньких формул определяется общая частная сплоченность и льда в каждой ячейке сетки. Это коротко о численной реализации модели. Подготовка исходных данных. Для ледяного покрова основным источником исходных данных является спутниковый снимок. Спутниковый снимок ложится на стол эксперта. Эксперт, обладающий большим опытом и знаниями, превращает этот снимок в электронную ледовую карту, прочерчивает границы однородных ледовых зон и для каждой зоны определяет характеристики ледяного покрова, общую частную сплоченность и возрастной состав. А затем эта электронная ледовая карта в векторном формате, в формате GIS, преобразуется в аналогичную ледовую карту, но уже в формате численной модели, где для каждой ячейки сетки записываются характеристики ледяного покрова. Если данных на фактической ледовой карте недостаточно, вот наша вся модельная область, а вот область, которая показана на фактической ледовой карте. А вот это все серое. Серое, недостаток данных восполняется из результатов предыдущего прогноза или предыдущего расчета. Вот у нас карта, ледовая карта, где нет никаких серых зон. Она полностью готова к новому расчету. Для задания толщины льда, напомню, что эксперт, анализирующий спутниковый снимок, не может определить толщину льда, он определяет только возраст. Он говорит, что вот в этой зоне однолетний лед средней толщины составляет столько-то баллов. А однолетний лед средней толщины – это лед, у которого толщина варьируется в диапазоне от 70 до 120 сантиметров. Так вот, все-таки 70 или 80 или 100 или 120. Для решения этого вопроса либо используется результат предыдущего прогноза, либо используется так называемое нормальное распределение Гаусса, хорошо, я надеюсь, всем известное. Мы знаем, что из опыта, из наблюдений известно, что чем толще лед, тем шире разнообразие, чем больше средняя толщина льда, тем шире разнообразие толщин. Можно с помощью распределения Гаусса задать, сколько маркеров какой толщины должны присутствовать в данной однородной ледовой зоне.
или в данные ячейки сетки. Вот. Ну, это тут примеры того, как определяется количество маркеров, сколько маркеров какой толщины. Исходные данные по гидрологии, по термохолийной структуре моря. В реальной жизни, конечно, никаких реальных данных по термохолийной структуре в оперативном режиме мы не получаем и не получим. И надеяться на это бессмысленно. В лучшем случае мы можем получить данные по температуре поверхности воды с помощью инфракрасного спутникового снимка. Значит, для модельного расчета используется результат предыдущего прогноза, который корректируется в зависимости от сегодняшнего реального состояния ледяного покрова. Вот поле температуры воды на поверхности до коррекции, после коррекции. Это вот результат предыдущего прогноза, который должен использоваться как начальное условие для следующего прогноза. Вот это результат предыдущего прогноза в чистом виде. На него накладывается сегодняшняя фактическая кромка льда, коррекция. Вот получается у нас вот такое начальное поле температуры поверхности воды. Искусственная процедура, которая заведомо, мы знаем, что она не совсем адекватно отражает природу. Но это, как говорится, не от хорошей жизни. Ничего другого у нас нет. Ну и наконец, данные по атмосфере. Атмосферный форсинг. Значит, при моделировании ледяного покрова в принципе, можно построить полную систему уравнений, в которой мы бы моделировали не только лед, но и океан, и атмосферу. В реальной жизни обычно моделируется океан и лед, а атмосфера берется уже готовая из каких-нибудь атмосферных моделей, результаты которых можно найти в интернете. Вот так вот в реальной жизни так и происходит. Берем результаты атмосферной модели, допустим, европейского центра или американской системы GFS, Global Forecasting System, и используем уже готовый атмосферный форсинг, то есть уже готовый прогноз состояния атмосферы там, на 2, 3, 5, 7 суток. Атмосферное давление, приземный ветер и приземная температура воздуха. Все там интерполируем, приводим в соответствие с нашей сеткой. Это все такие вещи понятные. Но главное, что мы берем атмосферу уже готовую. Мы сами ее не вычисляем. Ну и, наконец, результат моделирования. Результат моделирования – это вот набор цифровых файлов. Каждая циферка тут чего-то обозначает. Ну, в каждой модели разные способы записи вот этих результирующих цифровых файлов. Но в любом случае это вот какой-то цифровой файл. Этот цифровой файл можно отобразить в виде картинки. Вот прогностическая карта. Модельный расчет там какой-то там октября какого-то года, море Лаптевых и кусочек Карского. А вот фактическая карта. Вот видите, что в принципе распределение очень похоже. Вот то же самое для летнего периода. Вот можно посмотреть временной ход какой-нибудь характеристики ледяного покрова вот в течение периода прогноза. Вот у нас прогноз 7-суточный. Вот как меняется толщина льда в течение 7 суток. Вот в этой точечке, которая тут крестиком обозначена. Видите, толщина льда растет, но не монотонно. У нее есть всякие там вот эти флуктуации, которые связаны с дрейфом. А вот как меняется дрейф. Видите, у него такие колебания полусуточные. Ясно, что происхождение этих колебаний – приливы. И эти же приливы отражаются и на сжатии. А сжатие – это вот давление льдин друг на друга, грубо говоря, о которых мы говорили выше. Вот. Часто результат модельного расчета необходимо отображать в виде в форматах, совместимых с современными геоинформационными системами. Ну, тогда определенная процедура, которая преображает вот тот самый цифровой файл, преображает его в формат, совместимый с ГИСом. С ГИСом или, допустим, с ЭКНИСом, с какой-то электронной картографической навигационной системой. Вот.
Ну, это тут в зависимости от требований потребителя можно придумывать разные способы отображения результатов. Вот. Ну и, наконец, если мы говорим о расчетах и прогнозах, то нам нужно оценивать их достоверность. Достоверность их оценивается по принципу такому. В каждой ячейке сетки прогноз либо оправдался, либо нет. Ошибка превышает предельно допустимое значение или не превышает. В каждой ячейке сетки. Превышает, в эту ячейку записываем нолик. Не превышает, записываем единичку. Суммируем эти нолики и единички, делим на количество анализируемых ячеек, получаем оправдываемость в процентах. Вот такие вот обобщенные цифры по оправдываемости ледовых прогнозов, выполненных с помощью численной математической модели. Вот значения где-то близкие к 90%. Причем видно, что чем лед толще, тем оправдываемость выше. Почему? Потому что более толстые льды менее подвижны, менее мобильны, менее изменчивы, их прогнозировать легче. Молодой лед, он самый переменный, самый непостоянный, самый такой капризный, то возникает, то исчезает, то замерзает, тает. Его труднее всего поймать. Вот. Ну вот, собственно, на этом я, наверное, закончу сегодня, вот, потому что время вышло. Так, спасибо, Сергей Владимирович. Да. Давайте посмотрим, есть ли вопросы. Да. Так, вопросы. А это в чате. В чате. Это нужно сюда. Посмотрите. Да, вот чат. От Виктора Абрамова. Так. Нет. Ну, вопросов я так не вижу пока. Пока нет. А на слух устно мы не услышим вопросов? Посмотрите. Показалось, что модель лучше сходится с фактическим положением дел на летнем примере. Это из-за отсутствия молодого льда? Хороший вопрос. Дело в том, что летом возраст льда вообще не определяется. Летом эксперт, получив снимок, определяет по снимку только общую сплоченность. Возрастной состав эксперт не определяет. И, соответственно, прогнозист, получив от эксперта ледовую карту, на которой нарисована только общая сплоченность без возрастного состава, прогнозист, чтобы запустить прогностическую модель, надо знать толщины. И толщины определяются с помощью тоже хитрой процедуры в летнем случае, когда на фактической карте не указан возраст. И на выходе у нас получается прогностическая карта, на которой только общая сплоченность. По общей сплоченности и летом, и зимой ошибки не столь велики. По общей сплоченности прогнозы обычно хорошо сходятся. Вот по возрастному составу прогнозы сходятся хуже. Поэтому получается, что летние прогнозы вроде как более достоверны, чем зимние. Не потому, что летом нет молодого льда, а потому что летом мы вообще вот эти частные сплоченности не оцениваем. Оцениваем только общую. Так, ладно. Ну, спасибо, Сергей Владимирович, за очень интересную лекцию. Well, good morning, everyone, or good morning to you in St. Petersburg and other places in Russia. I'm glad to have the opportunity to give you this lecture today. Unfortunately, from remote, I would have loved to be in St. Petersburg and with you all. But due to the circumstances with the coronavirus, of course, that's not possible these days. But maybe we see each other next year. So let's hope for that. My background is in physical oceanography, and more and more been moving that towards satellite oceanography in the last number of decades, and have been having had the pleasure of working for a long time now with Vladimir and other Russian colleagues, as well as with a number of the French lecturers that took part yesterday, including Bertrand Chaperon. So
my lecture today will focus on mesoscale processes and dynamics in the marginal ice zone, and consider the importance of satellite observations for study these particular important processes and dynamical structures. I have the contribution to this presentation from a number of colleagues, and particularly from the Nansen Center with Anton Korosov and Einar Olason. Yeah, let me put it into slide mode. Do you see this? Yes, perfect, Jørgen. Yeah. Okay, good. Yeah. So just to get your attention on this mesoscale processes and dynamics in the marginal ice zone, what is this? Well, in the mesoscale, of course, indicates to some extent the spatial dimensions, and in the horizontal, it typically would mean in order 30 to 50 kilometers in these high latitude seas, but it can go down to also below 10 kilometers as we are moving towards submesoscale in the order of a few kilometers. And the processes and the dynamics is entirely a coupled air, sea ice, ocean system. So the interactions can have a numerous way to occur. From the atmosphere to the sea ice and to the ocean, which of course can be taking place at very rapid time scale. And the spatial scale, on the other hand, in the atmosphere is of course larger, but then the marginal ice zone comes in and strongly influence this ability to have so the atmosphere is no longer allowed essentially to have this typically large spatial dimension. It involves into very strong gradients across the marginal ice zone. So the ocean, in contrast to the atmosphere, has a much longer time scale in the order of tens of days, but the spatial dimension is much smaller. So what we have to put this into a context of is then basically timescales from less than a day to tens of days, and space scales from 50 kilometers downwards towards a few kilometers. Let's say from 100 kilometers downwards towards a few kilometers. And this particular marginal ice zone is not a strict line or a strict position. It is a transition zone from where you go from open ocean to sea ice. And it can vary in width under given wind directions. If the wind is blowing towards the ice, it will compact the ice, and hence the marginal ice zone can be rather narrow from open ocean to let's say very high concentration of sea ice. Whereas if it's blowing from the ocean, from the sea ice to the ocean, the width of the marginal ice zone can be much larger. And this is again an illustration of how the dynamics therefore may vary in horizontal dimension, essentially just as a result of the wind direction and wind speed. So it's a very coupled air, sea ice, ocean interactive system we find in the marginal ice zone. And the gradients that we often observe is larger than any other places in high latitude seas. So my presentation will give you a short background, then we shall look into the satellite observations and tailor that to the marginal ice zone and to the mesoscale processes and variability. And then in closing, there will be a summary.
I will forward the presentation to you, so you shall be able to have a copy of this before the end of the course. But let me start by just informing you about the high latitude seas and the Arctic Ocean and the characteristic circulation, ocean circulation, which is found here. You see blue lines and arrows here that illustrates basically the motion of the polar water. What we mean with polar water is that it is essentially a cold water mass, and it's also essentially a very fresh water mass. And the red lines and arrows, in contrast, illustrates the circulation of the Atlantic water, what we call the Northeast Atlantic Norwegian current. And this is warm and saline in contrast to the polar water. As such, we are basically shaping up two distinctly different water masses in the Arctic with a profound change in density. And as such, with the density gradients, we are basically shaping a circulation regime up there, which is to some extent based on this characteristic different water masses that we have. So the Atlantic water comes into the Arctic Ocean through the Fram Strait and through the Barents Sea opening, which is shown by the arrows further north of northeast in the Barents Sea. And it has its way around, finds its way around in the Arctic. And you see the blue lines has indications of flow that sometimes agree with the red lines, and other places it disagree, it's opposite almost. The reason for this is that the density differences again force the polar water to be light. Although it's cold, it's much fresher, and the distinct fresh water leads to a density anomaly, which is rather light in comparison to the Atlantic water. So when you see these arrows going in different direction, it is because we have the light water on the top, the polar water, and the Atlantic water below. So you can see the Beaufort Gyre, for instance, has a distinct clockwise circulation in the upper layer associated with the polar water, and it has a anti-clockwise circulation in the layers below where the Atlantic water resides. And you also see the transpolar drift, which is basically waters that comes from the Siberian shelf. It can mix and merge with the Beaufort Gyre circulation, but it leads to a transpolar drift that exits out of the Fram Strait. And this is, in fact, the only major route historically out of the Arctic Ocean. But lately, in the last, let's say, 5-6 years, we have also seen a growing exit of polar water through the Canadian archipelago into the Baffin Bay and Labrador Sea. Whereas on the Bering Strait side, there is only inflow. There's no outflow from the polar ocean there. Many times you know have people referring to this as the Arctic Mediterranean. It is a closed ocean that has very distinct exchange areas between this ocean and the seas further south. So why this circulation looks like that in the Arctic Ocean is largely a result of topographic steering, which you can notify here, first of all, in the mean dynamic topography. This is basically the sea surface height. For the time being, ignore the presence of sea ice.
And you see a sea surface height change from the dark blue in 50 centimeters below the mean reference surface, and the warm red nearly 50 centimeters above the reference surface. So we have a slope in the order of, or a height difference in the order of a meter here, from being just outside of the Arctic Ocean in the Norwegian Sea into the Beaufort Gyre. And the flow is along these isolines of constant mean dynamic topography. So you see the transpolar drift, you see the Beaufort Gyre, and you see the inflow of Atlantic water in the Fram Strait. So the main characteristics of the circulation pattern you see to the right is there. And this is the bathymetry. And you notice here that the red circulation inside the Arctic Ocean seem to talk very clearly to the three distinct bathymetric structures that you have. The one in the Eurasian basin, the one in the Beaufort Gyre, and the one across the more or less the pole. I forgot the name of it. So this illustrates the fact that the topography in the Arctic Ocean is rather a strong controlling factor for the mean circulation. On top of this water, we have the sea ice. And this is the sea ice extent as of 22nd of November, a few days ago. So it looks like a healthy transition from summer minima into the winter conditions, with only a little bit of open water perhaps seen inside of the Bering Strait in the Chukchi Sea. So it looks fine in a way, but I want to just remind you about one thing, that yes, it looks fine from a coverage point of view, but in terms of volume, the sea ice is certainly not the same volume as it was back in the previous century. And the reason for that is that the thickness is gradually declining as a result of global warming and Arctic amplification. So the satellites, therefore, whatever it's optical or microwave, will basically now have to interact with this sea ice cover, and contrast that interaction from interaction with the open water. And there's a number of characteristic differences in that interaction, some very challenging though. But all in all, we might say that we are in a fairly good position to use satellite observations for monitoring the sea ice in the Arctic Ocean. Of course, it blocks the possibility to see the ocean and to draw capabilities from surface two-dimensional structures seen in the ocean's surface into the ocean interior. And this sea ice cover even makes that more difficult for us to do. So it is largely unobserved from in situ observing systems, unfortunately. It's also one thing to keep in mind that with satellites over the open ocean, we are in a very good position to continuously derive information about wind speed and direction from scatterometry, and sometimes also with very fine spatial resolution from synthetic aperture radar. When you look in the Arctic Ocean and over these sea ice covered area, that capability breaks down. So we do not have any direct possibility from satellites to invert to wind speed and direction. What we instead do is to characterize the sea ice drift, which is indirectly a result of, to some extent, a result of sea ice, of wind speed and direction, but not only.
The sea ice is also moving because of the ocean currents below. And the sea ice also may have strange motion periodically due to the internal sea ice pressure. So it's therefore a tough issue, this one, on having the right forcing field in the wind to characterize the stress momentum exchange to the ocean via the sea ice. Very difficult. Also from the fact that the sea ice is not a flat surface and a continuous material. It is broken up in pieces. It has periodically and sometimes extremely rough surfaces. And below, it can even have more strange and large deviations from, let's say, a more gentle under ice surface. These are what we call pressure ridges. So it is very difficult for us to have the right way to characterize momentum exchange from the ocean to the ice, from the atmosphere to the ice, and from the ice to the ocean. When we look into the situation over the last number of years, in this case, the last 10 years or so, and then we compare to the climatology, which is how it was from the previous century, from the end of the 70s to the beginning of this century. We see the following curve here. You have the gray envelope with the blue dotted line in between. This is the climatology. This is what it was in the previous century predominantly. Then you have a range of different colors that now corresponds to different years. And the whole thing is showing the sea ice extent varying from January to December for selected years from 2007 to today. And you therefore notice that today in 2020, the red line stops here about. So we are in sort of this time frame in November. It seems to be going back towards a healthy situation with regards to the other comparable years inside that decade. But it has had a rather distinct minima that only were larger in 2012, which is known to be the year of the most extreme minima that we have encountered in the Arctic Ocean since the beginning of the century. So the satellite passive microwave systems are super well arranged for doing this kind of observation for us, for doing this monitoring for us, and it's highly needed. And here we see just a trend, a decline in sea ice extent at the monthly time scale. And we'll notice, of course, the strong variability around the red line, which to some extent illustrate the seasonal variations from the winter maxima to the summer minima. But it is also illustrating some very distinct anomalies, both positive in the previous century, in 86 and in 96, but predominantly in this century, it is characterized by a growing number of minima, and particularly the 212 minima, and also to some extent what we've seen in 2020. The analysis of the minima in 2020 is still a little bit a subject for final validation, but it seems like it's the same as it was in 2012, or just a little bit less. You have to make the distance from the red line, which is the mean, down to the peak, and the distance from the red line there to the peak, and that distance is slightly less than the distance here.
You can find more about these things on a number of different data repositories and servers. And this one is on the Arctic Rus, where you can find more of these kind of sea ice observations from passive microwaves. So the sea ice drift then is something that we can indirectly directly and indirectly observe from satellites using different approaches. From passive microwaves and scatterometry and optical data as well, one of course can recognize features and patterns, and then assume pattern stationarity over a number of days, and then try to track the pattern in motion. And when you do that, you can obtain these kind of maps on a regular basis. This is this so-called multiple objective analysis using different passive and active microwave sensing methods to characterize the sea ice motion. And it's integrated over a period of 3 days, and it moves forward from one day to the next. So this is an example from 21st to 23rd November 2020, and it's possible to go and download at this website on the OSISAF server. So here you see some well-known features, and remember now that the motion here of the sea ice is to some extent the result of the wind that is acting prior and under this acquisition time window, as well as the motion of the upper ocean current below, and also partly sometimes due to the internal mechanical behavior of the sea ice. And we notice the transpolar drift. We notice evidence of the Beaufort gyre, and we see the exit of the ice through the Fram Strait. So things are to some extent as we would expect. And we do have a chance to validate this to some extent, because we do have what is called ice tethered buoys. These are moorings put on the sea ice flow with a hole in the center or well below the mooring, where you can lower the cables into the ocean to measure the thermal structure, and also more advanced, if you can, the salinity structure and the motion, the current. But predominantly they have the ability to send GPS positions, so we track them, and hence we can see how they move around compared to what is observed from the satellite. So although they are very fragmented in number, they still provide an important contribution to the observing system. Well, as we now near into the marginal ice zone, we need to pay attention to the ocean, to the atmosphere, ocean, and sea ice interactions. And this is an illustration from APL in Washington, US, and one see the characteristic of the situation from the ice pack through the marginal ice zone and into the open ocean. And this transition here is recognized with distinct gradients in a number of physical as well as biogeochemical and biological quantities. From the temperature structure and the heat content in the upper ocean, in the open ocean, to the ice pack, to the turbulent and mixing structure and behavior under the ice pack interior versus the open ocean, where you in the open ocean have a number of direct forces that can trigger the mixing, from wind mixing, from breaking waves and turbulent mixing, from the cooling
and convective motion and so on. Whereas in the ice, on the other hand, this is much more limited. There's no wave breaking here. There could be some turbulence triggered by these very distinct pressure ridges that you see. But one of the mechanisms that stimulate mixing here is in winter, when you have sea ice freezing, you may have a brine reaction from the sea ice, meaning that very dense plume of saline water sinks out of the ice and becomes present in the water below. And they immediately have a consequence for the density, and they stimulate the mixing. In contrast, in summer, you may have melting occurring both under the ice as well as in between the ice flow that basically strengthen the stratification and prohibit mixing. And then you have the velocity fields that of course has its way to be also being fed by energy from above. And in the ice pack, the wind doesn't any longer have the chance to directly force the ocean below. It has to be taking place through exchange of momentum with the sea ice, first of all, and then from the sea ice to the ocean. So it's no longer a two-way transition, it's a three-way transition. And it's largely sensitive to a number of the issues regarding the structure of the sea ice and so on and so forth. Then in the open ocean, on the other hand, that transfer from the atmosphere to the ocean is much more direct. And the velocity is therefore comparatively different in the open ocean compared to under the sea ice. So another gradient in this as well. And eddies, well, eddies can be generated in the open ocean and then move in under the ice. And also we know that the marginal ice zone is a place for also significant eddy generation. Again, because of the contrasts, the gradients, which is set up in the different parts of the physical fields that then lead to instability processes and active development of frontal meandering and eddies. So the key word is that this is the place in the high latitude seas where the gradients are larger than any other places. And the consequence for this is still subject to a lot of studies. And keep in mind one thing, which I will not talk about, but one of the consequences of these gradients is on the biogeochemistry and biology. And the fishery in these high latitude seas, including the marginal ice zone, is well known to be very active and rich areas for fishery, well, for the ecosystem. And the reason for this stimuli to the ecosystem is, in fact, that all of these different mechanisms combined trigger this stimuli one way or the other. So it's a fascinating, challenging area for understanding the biogeochemistry and ecosystem as well. Satellite observations that basically are used here is in fact quite a large number of different sensing method possibilities. And for the sea ice, well, we do have the sea ice is an essential climate variable, and it can be broken into a number of different subsets: concentration, type, area, thickness, age, drift, leads, polynyas, iceberg, and ridges. And from the satellite observing point of view, the key sensors are passive microwaves, synthetic aperture radar, scatterometer, altimeter, Cephosat, and then I just illustrate the optical sensing methods with optical.
Of course, the limitation with optical is the cloud structure. So these remote areas in the Arctic are notoriously known for being very complicated in cloud and atmospheric boundary layer structure that often make it difficult for optical sensing to work. And as we go down the line, we see sea surface temperature, we see sea surface salinity, we see surface current, snow cover, sea level, surface waves, wind, color, and sun glitter. And as I indicated in the beginning, wind observed over the sea ice is not possible. So we have to rely on the observations in the open water outside, typically in the marginal ice zone and so on. It is not yet completely shown that sea ice, wind speed detection is possible within leads. You may do it in polynyas, which they are large enough, but in leads, there's no way you can take out the wind speed. So we are limited there on the wind information in the Arctic Ocean. For the sea ice thickness, I think this is a big challenge because sea ice do have snow on top, and we are not 100% able to always split what we call the freeboard height observations from altimetry into contribution from snow depth and from sea ice. I will talk a little bit about that towards the end. Then you have surface waves. We are expecting that surface waves will be more and more and more the dominant feature in acting on the sea ice, destroying it through breakup and allowing it therefore to be more easily moved around and further destroyed by sea ice interaction. Sea level is also very tough to take out in the Arctic Ocean because you have to remove the presence of sea ice again in order to construct the mean sea surface, not the sea ice freeboard height. So, and the surface current, also the altimetry in the open ocean, we do manage that so well, assuming the geostrophic balance, but we are not yet able to do that in the sea ice covered region. So there are plenty of challenges here, and we need all the help from you guys who are on the way of deciding what to do in your master or your PhD, and there's plenty of work for you guys. So the electromagnetic spectrum that basically is our source of the satellite remote sensing do have a characteristic structure from high energy to low energy. And the area in which we use in remote sensing spans the visible, infrared, and microwave, typically. And as you notice there, we move from relatively high energy, which means fine spatial resolution, to lower energy, which means lower spatial resolution. The high energy, fine spatial resolution, on the other hand, does have a caveat. It is cloud dependent or cloud limited. So in presence of cloud, these high energy electromagnetic waves are not able to propagate undisturbed through the cloud. Whereas in the microwave area, at the lower energy, at the longer wavelength, the microwaves do have a capacity to propagate through the atmosphere, whether it's cloudy, rich in water vapor, cloud liquid water, and so on. So therefore, we usually have this saying about the microwave that it's the all-weather day and night capability, whereas the visible and the infrared is cloud dependent, and the visible, in fact, also require sunlight, to be properly working. And a large part of the polar night, as we'd say it, typically from now, or maybe slightly from beginning December to
to the end of January at least, there's very little, if any, light available up there. So the visible sensing method doesn't work. Further to electromagnetic radiation and interaction in the marginal eye zone, well, first of all, the atmosphere above the marginal eye zone is also dominated by gradient that is a result of the coupling of the atmosphere, the sea ice, and the ocean. And some of this can be associated with the vapor content in the atmosphere. Of course, you may, in the presence of open ocean, there's a lot more ability for radiation from the ocean to the atmosphere. And that could lead to increasing vapor content. Whereas in the ice, during winter, there's basically no such radiative properties from the ocean via the sea ice to the atmosphere. And hence the atmosphere has a very different structure in association with water vapor. And water vapor is one of the mechanisms in which the electromagnetic radiation can interact with the atmosphere directly through scattering processes, absorption, and so on. Then when we come to the surface in itself, well, the electromagnetic waves do have distinctly different behavior in open water versus the sea ice. And we take benefit of that, both in the optical part as well as in the microwave part, for sure. And also clearly including the infrared, where in the marginal ice zone during winter, the sea ice surface is certainly below freezing, whereas the open water will be positive and probably 2 degrees or more. So there is a contrast also in the sea surface temperature there, when it's from the ocean to the sea ice. And the entire passive microwave emission capabilities also distinctly differ from sea ice and open water, where the emissivity of a sea ice is nearly 1 and 0.9 plus, and for the open water is half of that. So you do, in fact, have a very strong contribution, the contrast between the emissivity of water versus the emissivity of sea ice. And this leads to the super well use of passive microwaves for monitoring sea ice extent, sea ice concentration, and sea ice type. Coming to the active microwave sensors, again, scatterometry, altimetry, and synthetic aperture radar, they will now have differences here to some extent. Altimetry, looking straight down, is a specular sensing method, whereas scatterometry and SAR, looking to the side, are side-looking and more related to Bragg scattering processes or surface roughness processes, whether it's open ocean or sea ice. So, and also the spatial resolution of synthetic aperture radar becomes, of course, a super favorable element of the synthetic aperture radar, thanks to the fact that it's measuring both in amplitude and phase, which is very different from, well, it's the only sensing method that applies that combined technique. All the other sensing methods are, roughly speaking, just sensing signals in amplitude or strength. So we need to pay attention also to reflected signals and remove that eventually from the sources that we want to associate with the surface, whether it's sea ice, open water, or combination of both.
So among the most typical processes that we are finding in the marginal ice zone, we can rank those in different ways, but upwelling, mesoscale eddies, wind streaks, wave breakup are the four that I will concentrate on in this remaining part of this presentation. And we'll notice here that the sensing methods are largely illustrating synthetic aperture radar plus optical. And the reason is that these particular processes do occur on, to some extent, fine spatial scales in the order of maybe up to 50 kilometers, but details of it can be down to a few kilometers. And we do not resolve that properly in present observations from scatterometry or from passive microwaves. Although they are not excluded from being part of the sensing, its satellite sensor synergy is in fact getting more and more attention, and it's more and more important to understand how one can and maximize how we can combine, or one can learn from a high resolution signal in the synthetic aperture radar over the sea ice versus the same area covered with passive microwaves at a much coarser spatial resolution. The combination of the two do have a promising possibility, and we see more and more of this being now growing in development, particularly also taking benefit of machine learning methods. For instance, convolution neural networks. But I will now proceed by showing sequentially these four different types of processes that is dominant in the marginal ice zone, and that does in fact have a number of consequences for the Arctic Ocean in general and for the sea ice in particular. So we can start here. We are now going to look at an upwelling situation in the marginal ice zone. We have the wind, which is blowing, and the wind stress from the atmosphere to the water is usually characterized by this formula here, where you see that the wind stress is essentially proportional to air density at the surface multiplied by the drag coefficient over water, CW, and then related to the wind speed square, the square of the wind speed. And in the upwelling, in the marginal ice zone, well, we do now transition from open water with this formula TW is acting to the ice, where in fact the wind stress is no longer the TW, it's a TCI. And we notice the same quantities in there, except for the drag coefficient. The drag coefficient is no longer CW, it's C for sea ice. And here we do have a difference that can lead to substantial consequences in terms of the three-dimensional structure in the marginal ice zone. So if we do have a wind now that blows, this is a Northern Hemisphere convention. So we have the wind now marked by these two red circles, cross circles, that are blowing into the plane along the ice and along the marginal ice zone, along the ice edge and in the marginal ice zone. And due to the fact that tau W is less than tau sea ice, the Ekman adjustment to this wind regime causes a divergence along the ice edge. There is more transfer of wind momentum to the ocean in the presence of sea ice at the surface, in contrast to what it is if you have no sea ice.
The consequence of that Ekman divergence is that this interface, the mixed layer, so to say, will have to be compensated in terms of its mean depth. It needs to be lifted up in order to compensate for this divergence in the wind's stress. And consequently, that leads to a change in the Ekman. And it's not that this is exactly like that, but there are sometimes evidence that the stress over the sea ice is twice the stress over the water. So this situation now where you see that the thermocline or the mixed layer depth is lifted up is the upwelling dynamics along the marginal ice zone that occurs for wind blowing along the ice edge. This has been known for several decades and previous century as well. And this is just an illustration of this all the way back to 1983, where a colleague of mine, Lars Petter Rød and Jim O'Brien, did set up a two-layer model of the ocean to simulate the effect of a wind blowing parallel to the ice edge. And you see here how they started out with a mixed layer depth of 100 meters and a sort of gradual increase in ice concentration as we moved into the ice pack from the open ocean. And also with characteristic knowledge of density in the upper layer and density in the lower layer and some of the characteristic widths, they started to simulate what would happen. And what you clearly see is the change in the mixed layer depth that really illustrates this upwelling that takes place due to the coupled atmosphere, sea ice, ocean system that leads to the divergence in the Ekman current. And now keep this in mind and take a look at this. I mean, this can happen over a very limited area, but it can also happen over a very large area. This is the Greenland Sea. This is the Greenland. This is the Svalbard. This is the Fram Strait. This ice edge here is several thousand kilometers long. The same here in the Barents Sea. It's nearly 1,000 kilometers long. And it forms part of what we call the marginal ice zone. Here you see a situation in November 2019. And you see these wind vectors here that illustrates the wind speed and direction versus the sea ice. In this case, it may not sort of be concluded that we do have this condition that favors upwelling. But if we look at this year, and we go to 21st of November this year, look at the wind direction. It is favoring a very strong upwelling over more than 1,500 kilometers along the marginal ice zone in the Greenland Sea. And notice the wind regime. It's a low pressure system sitting here in the Norwegian Sea that has propagated in from the North Atlantic. And over a course of a day or three, when this low pressure system is propagating through these waters, this area along the marginal ice zone in the Fram Strait and Greenland Sea is exposed to a wind regime that really favors upwelling. So this distinct adjustment in the mixed layer depth along the marginal ice zone, along this very long distance, has significant consequences. And as I said, we do suspect that it is also leading to distinct contrasts in the ecosystem structure, and hence that it is in fact favoring the ecosystem diversity. So this illustrates one thing, upwelling along the marginal ice zone. And as you can now envision, when we go maybe into 2030 or 2040, there will be very little ice
in the Arctic Ocean in summer. So whereas the Arctic Ocean has been little exposed to strong marginal ice zone upwelling conditions in the previous century and also in the first part of this century, we shall see more and more of this taking place in the Arctic Ocean in the next decade. Let's go to another typical dynamic feature in the marginal ice zone. Mesoscale eddies. Usually mesoscale eddies, and this is again a convention for the Northern Hemisphere, by the way. And you see the illustrations here on the top part. It is a bird view. So we have cyclonic, counterclockwise eddies, and we have anticyclonic, clockwise circulating eddies. I do illustrate the size of these guys to be typically with a diameter in 20 to 40 kilometers here for the cyclones. And the anticyclones do have a tendency to be to be somewhat bigger, so in the order of 30 to 50 kilometers. So this is a bird view. Now let's do a vertical side view. And then you notice that dynamically, a mesoscale cyclonic eddy will trigger a compensation in the mixed layer depth like this in order to balance the slight dip in the sea surface elevation in the center of the eddy. And this sort of topography, surface and interior topography, is basically correlated and complemented with this motion being cyclonic. So it goes in here and it comes out there. And the complete opposite then takes place for a anticyclonic eddy. You see the elevation is no positive, whereas the interior mixed layer is no depressed downwards. And again, this is a dynamic adjustment that is complementarity to this motion being no clockwise. We also do have fairly good theoretical knowledge about how to characterize the size of these structures, and it is fully related to what we call the Rossby radius of deformation. And that Rossby radius of deformation is basically proportional to the square root of the gravity times the height here being not the thickness of, yes, it's a thickness of this layer. In the cyclone, that thickness is pretty big compared to in the anticyclone, this is very big compared to the cyclone. And then it's the compensation in the density difference between the upper layer and the lower layer in both cases, and normalized by the Coriolis parameter and the density. And here you immediately see what I said, that anticyclones has a tendency to be larger than cyclones. And the reason for that is this H term there, which is illustrated here to be this particular indicating a larger mixed layer depth compared to the cyclone. So when looking at satellite or aircraft photographies, this is an aircraft photography. It's in fact taken by a good colleague of mine, Robert Schuckman, that some of you know. And it's taken out of the cockpit window of a CV 130. And you see in the marginal ice zone in the Fram Strait, this super nice sea ice structure that mimics basically the presence of the mesoscale cyclonic eddy.
we had a ship up there when this photograph was taken, and it was informed us about the location and so on of the eddy. And we managed to steam into it about 30 hours later or something, and did in fact observe exactly what we would expect, this behavior. So the interface was elevated up in the center of the eddy, and indeed the motion was also found to be absolutely consistent with the cyclonic motion. So it's therefore the proxy way of looking at satellite data and in this case at aircraft photography, and the proxy for interpreting the two-dimensional surface structure into a three-dimensional upper ocean structure. This is another one taken by another colleagues of us, Paco Ocampo Torres from Mexico. And this is on the flight back from Europe to North America. And you see Greenland here. And I think they are passing towards Greenland. And this is in the East Greenland Current. And look at these sort of large meandering structures. And this one, the nearest one, that clearly illustrates this, this cyclonic structure again in the way the sea ice is formed, shaped. One are debating now, why is this sea ice structure banding? It illustrates it's not a sort of a uniform mixture of small sea ice flows you see. It seems to have some more banded structure as well. And we see that in many places. This is also discovered in synthetic aperture radar images of eddies in the open ocean. They are again banded in terms of the surface roughness, ocean surface roughness in that case. And sometimes we can also see it in optical data. And the speculation now is whether these banded structures has to do something with the fact that the mesoscale eddies may trigger internal waves that then has a secondary capability to modulate the upper layer circulation and hence tend to band the sea ice field. But this one is also, as in the previous case, therefore, taking this 2D structure and proxy it for 3D structure, it will be again the same as we see here. The last one of these examples is shown in this photograph here. This is not a, well, it is a photograph, but it's an optical image from satellite. And you see Svalbard here in the right, and this is Greenland, and this is the Fram Strait. And because it's optical and it's largely, at least place-wise, it's cloud-free, we see fascinating structures, thanks to the fact that the optical method do resolve the structures down to hundreds of meters here. So we see very detailed evidence of individual ice flows. And by the way, these are rather big. These are in the order of 10 kilometers in extent. So these are not small flows. And well, you also see here the cloudy structure, boundary layer cloudy structure here over open water just to the west of Svalbard. But if you now focus in on this area, we can step down and get nearer a picture of it. Again, you start to see an enormously rich and abundant structure of mesoscale features. Sometimes anticyclonic, clockwise, and sometimes cyclonic, anti-clockwise. And they are very clearly depicted due to the contrast between the sea ice and the open water.
So if one move down that one again, it's like this, and I'm losing the, I don't have the, this is just a TIFF file, so I don't have the chance to be giving you the best resolution in this. But here you see again the distinct presence of this cyclone here. And you have another one that seems to be here. So it's a double, it's not a cyclone, an anticyclone, excuse me. It's a double anticyclone perhaps that we see here. And then there's something here, and also this cyclone up here. And the distance here is 10 kilometers. So within this triangular structure here, which is the side distance of 10 kilometers each, we have 3 mesoscale and sub-mesoscale structures with its distinct different triggering of the subsurface structure, as illustrated by this schematic again. Again, indicating the enormous contrasts and gradients that the dynamics and the processes are faced with in this marginalized zone, and the consequences of this again for the let's say biogeochemistry and ecosystem. If I was a zooplankton or a phytoplankton, excuse me, I would be really loving this opportunity to be moved from deep to shallow in the cyclonic eddy, because I would reach potentially into the euphotic zone, and I would be stimulated through photosynthetic processes to enjoy my presence there. And momentarily, I would also be therefore exposed to a lot of interests from the zooplankton that feeds on the phytoplankton. And then I'm basically setting up the chain of reactions in the entire ecosystem. In the end, the fish will be there to eat on the zooplankton, and the bigger mammals will be there to eat on the fish. So it is really a important area to increase our understanding of, because of its subsequent very significant consequence across a lot of different fields, including resources and so on and so forth. If you go into the ice-covered area again, do the ice now destroy the ability to see eddies below the sea ice in the ice pack? It has been to some extent considered to be yes. This has been the case in the past. A winter ice-covered field with little open water and leads and structures in the ice would to some extent destroy any evidence of upper ocean structures. But what we have learned in the last decade again is that in the presence of a declining sea ice and thinning sea ice, not at least, it is more easy to destroy the sea ice, to damage it, to break it up. And momentarily, it is most easily being moved around. So here you can see a ship here in this green-red mark here. That's approximately the location of the ship somewhere in there. And you see the cross here, and then you see a structure. And I think you could all agree with me that if you were to draw a line indicating the motion direction of this, you would tend to follow the lead structure here and go this way. I don't know if you can see this properly, but it is a moving clockwise, moving clockwise around this structure, suggesting that this is a anticyclonic eddy that is sitting in the ice pack. So this has reached more and more attention lately, and it is subject for more investigations now to start to find mechanisms of automatically look at sequence of SAR images where one detect pattern
and motion from one image to the next. And out of that, classify areas with presence of cyclonic eddies, presence of anticyclonic eddies. And every now and then, these eddies may in fact also be detected in the in situ ocean observation system that is limited up there. But as I said, there could be an ice tethered buoy with a thermistor string that measures the temperature down to 700 meter or 1,000 meter. Or it could be a mooring sitting on the sea bottom that has been deployed during a summer period, and that registers also the presence of this eddy. So this co-location satellite images in situ data is now taking more and more shape for this future studies into mesoscale processes in the high latitude seas and Arctic Ocean. And machine learning will again be an essential method and tool to do this problem. Let's move to cold air outbreak and what that means for air-sea ice ocean coupling. What you see here is a NASA image, optical image from from April 2014. And it is in the Labrador Sea. So the southern tip of Greenland is here. And you see something that illustrates distinct structure of wind streaks that shoots across the marginal ice zone into the open water in the Labrador Sea. And gradually maintains and develops its structure. And then it sort of breaks down the streak structure and evolves into more three-dimensional structures, although it still has a pattern, a two-dimensional pattern still. But this wind streak structure is basically illustrating the wind direction and the change in the atmospheric boundary layer above the sea surface. And it illustrates also that when the wind comes from the cold inland areas in Canada, it is in winter, in April, this is minus 30 degrees. So boom, over the Labrador Sea, open water, where the temperature could be around 3 degrees. So you have a temperature contrast of nearly 30 degrees. That's going to stimulate an enormous, strong heat flux, turbulent heat flux. And through that turbulent heat flux, we are shaping cloud formation in the atmospheric boundary layer that becomes oriented in the predominant wind direction. We have seen this also plenty of other places. And this is an illustration just again in the Fram Strait, Svalbard here, and Greenland here. And you see the wind streaks just from the ice to the northern parts of Svalbard here. And the wind direction coming from the Arctic Ocean and the ice-covered areas towards the open ocean, again in March. So it means, well, we have temperatures of the atmospheric boundary layer in the order of minus 30, and the water here is plus 2. So a huge, again, ability for heat exchange between the ocean and the atmosphere. This has been recently studied also in terms of what for assuming some kind of climatology values in wind speed, direction, and in the air temperature and in the sea surface temperature. And you notice here the turbulent heat flux values in percent. It's not in watt per square meter, essentially. It's this color bar is in percent, and it just triggers this structure that you see that the maximum area of turbulent heat flux is along the marginal ice zone. And this is another issue that has to become more and more taken into account in coupled atmosphere, sea ice, ocean
monitoring and modeling. And it's presently, I would tell you that in climate models and coupled climate models today, this is not well incorporated as a important process in the coupling. Hence, we are not in a situation where we can fully account for this into the climate change and into teleconnections between the high latitudes, ice covered areas, and lower latitudes. I said that the atmosphere does have this ability to change quickly as the pressure field is changing. And here you see a SAR image from the Fram Strait on the day in January '92. It's almost just after ERS-1 was launched, by the way. And it's a transect of 500 kilometers with a width of about 100 kilometers. You see open ocean structures, and you see the presence of the sea ice edge, and again the richness and abundance of mesoscale, sub-mesoscale structures in the marginal ice. But this one, if you just move 3 days forward, the pressure field has changed, whereas in the first image was potentially calm winds. It looks like that because the structure in the open ocean is also mimicking a lot of the small scale features in the ocean, upper ocean, which would not be allowed to be there if the wind was strong. But when you see 3 days later, the wind has picked up and completely masked out this structure. And it is also gradually taking the sea ice edge and removing it from the shape it had before. You see the wind streaks has shaped as well. Being 16th January 1992, this is again an example of an enormously strong example of turbulent heat flux stimulations due to the presence of the cold air outbreak. And we've been lucky to see this, in fact, also in combined optical and satellite data. This is again in the Greenland Sea, East Greenland Current. And you see a structure here that illustrates in the optical signal very clearly the cloud bands, which you see in the optical. Then I take this extract here of the SAR image that was acquired just a few hours later than this acquisition. This is the SAR image to the right. And you see the wind streaks, no longer through the cloud structure, but due to the surface roughness anomalies, as a cloud structure is in fact a consequence of three-dimensional turbulence in the atmospheric boundary layer that leads to a consequence for the wind on the surface that has to adjust to this three-dimensional convective motion in the boundary layer. And out of that, we shape the wind streaks. This is from the Fram Strait and Svalbard area, again showing the same northerly winds shooting off the ice edge and creating the wind streaks, and with narrow distances near the ice, because the boundary layer is very shallow here. The atmospheric boundary layer is shallow. With distance, the atmospheric boundary layer grows. That means that the size of the convective cells are increasing, and hence the distance between the wind-roughened structure on the surface will have to adjust to that as well, and the distance, separation distance increase. It's a lot of detailed wind field information, which can be, and atmospheric boundary layer information that can be derived from such images. And it has been subject to an enormous amount of study, especially by colleagues across Canada and US has done a lot of very good work on this, building on classical atmospheric boundary layer theory developed by Bob Brown in the 70s and 80s. But you can, if you take this area here that is shown with a black box and do an FFT on that, what you immediately get out are the
recognition of the banded structure in the image. And it illustrates that the mean separation distance between the banded structures, the wind streaks, is about 1 kilometer. That allows us to claim that the boundary layer height is in the order of 1 kilometer as well. So just a proxy immediately can be sort of brought into the picture because of this ability to quantify the separation distance. And also, of course, it allows us to take out the wind direction because we would not expect this sort of structure if the wind was blowing from the open ocean towards the ice. It is a consequence of this cold air outbreak that stimulates the formation of the convective turbulent structure in the atmospheric boundary layer with warm water below. So therefore, we can remove the redundancy in the wind direction and say that this is northeasterly winds blowing out of the ice edge area in the Fram Strait. And if you look at the weather map, it's in absolute agreement with that. And part of this exercise that's been applied in order to come up with a good quantitative approximation of the interpretation of the wind streaks is that you have the geostrophic wind at the top of the atmospheric boundary layer, and then you have the surface, and in the presence of very strong convective motion because of the cold air that sits above the warmer water, we are creating gradually this turbulence organize itself into these convective rolls. And a result of that is that on the surface, the secondary motion of the wind field in the boundary layer needs to be added to the mean background near surface wind, which is a result of the geostrophic wind above. But the sum of the two leads to some sort of magnification of anomalies in the surface roughness. This is what the SAR are seeing, these guys, these roughness anomalies. Whereas the optical images are seeing these guys. This is where the air is rising, this is where air is condensating, and where clouds are formed. So it is fairly well a roadmap for how to interpret the wind streaks and the cloud structures. And with the theory, well-constrained theory, one has come a long way to understand more what's going on in the atmospheric boundary layer under the presence of these cold air outbreak. Something that has been a focus area of research at the Nansen Center lately is to understand ice breakup. And of course, ice breakup is not only, strictly speaking, taking place in the marginal ice zone, it also occurs in the sea ice interior. And we'll notice here that we have this is in the before sea, and it's an optical image of the sea ice structure. And one see a very, very clear ice edge here with a lead. And one see in the lead structures that suggest that the wind must be blowing from north, west to southeast, shaping this area above the lead into this pattern structure. And to some extent, this is supported by the fact that over the ice again, on the downwind side, we see the fog that masks the sea ice surface a bit. Then you see other breaks in the ice and distinct leads and so on and so forth. Recall, this is a period in February, so it doesn't take a long time before this lead is refrozen because it cannot sustain its ability to stay open for a long time. In February, this is an area with minus 30 degrees easily.
And this narrow area of open water the heat will be sucked out of this area momentarily, and then it will freeze again. This is in fact a very important way for sea ice formation. And whereas this sea ice formation in the previous century took place, let's say every now and then, it is considered to be one of the major causes for sea ice formation in present day conditions of sea ice in the Arctic Ocean. Because of the fact that the sea ice is a lot more fragile now, it can be destroyed by waves that breaks it up. It can be destroyed by internal mechanical behavior, and it can be destroyed by the wind to some extent. And therefore, the formation of leads is a much more occurring state in the Arctic Ocean these days than it was in the previous decade. So what does this mean? It must have consequences for heat flux, for gas exchange, for momentum transfer, for moisture transfer, for dense water formation, and for mixing. So let's see now, this that comes next is an animation based on this satellite type observations for a period of 30, I think it's from 10 February to 20th of March. And let's take a look. You see some of the things that passes by are the cloud structure, which of course mask the sea ice fully, but it periodically, boom, it's cloud free and you start to see it. This is Point Barrow here at this point. And look now what massively amount of sea ice which are suddenly being broken up. And the moment it's broken up, it can be moved. So it's really a super nice manifestation of sea ice dynamics, which is very challenging to simulate. But recently, it's been attempted to do so more systematically than before, because the previous sea ice mechanical behavior was prescribed with a fairly poor sea ice rheology. This has now gradually changed, and the one that now is in place is what is called brittle elasto sea ice rheology. And what you see here now is basically a way to illustrate sea ice breakup in the presence of a changing atmospheric pattern. And the breakup, how that leads to distinct anomalies in the heat flux. You see this area where you suddenly go from 0 heat flux to 150 watt per square meter. In isolation, this may not be so big, but in view of atmospheric boundary layer in the Arctic Ocean, it is considered to be very, potentially very important. The atmospheric boundary layers in the Arctic can be very shallow, and that means that these significant anomalies in the heat flux can lead to distinct readjustment of the atmospheric boundary layer that can subsequently interact again with the atmosphere above and change the atmospheric behavior. And you see here in this example in the left, you see basically the sea ice deformation. In the left here, this is observed from synthetic aperture radar data, RadarSat data, and it's the sea ice deformation basically as it was developed by Ron Kwok from JPL. This method of looking at sequences of SAR data
and reconstruct the motion structure, and out of that be able to estimate shear, convergence, and rotation. And he did that across the entire winter periods, where the interpretation of the data is more simple, more straightforward than it can be sometimes in summer. And he had acquisitions every 5 days, 3 to 5 days on average. So for 4 months, from November to March, he was able to produce these maps. This is an attempt to simulate this with this next-gen sea ice model, with the elasto-brittle sea ice rheology. And this is then the one you see run here to simulate the heat flux through the reeds. Just going back to the synthetic aperture radar and what von Koch did so very nicely discover and took benefit of. This is an area in Beaufort-Jaya again, and we started out with a square there. This white square is 10 by 10 kilometer, and it had a number of tie points. And then we monitored this over the sequence of the winter months, and we looked at how these tie points individually moved and changed its separation distance and so forth. And out of that, starting with a square box of 10 by 10 kilometer, 50 by 50 kilometer, one ended up with this. So we can look again. So the lateral backward motion has been removed. So you are only seeing rotation, shear, and convergence. But it is incredibly fascinating, and it illustrates the complexity which is known to occur in the sea ice field now, with all the forces that is acting on the sea ice field from the atmosphere and from the ocean below, and the way the sea ice deform and become damaged. And you also see sometimes these very strong structures that is seemingly aligned in certain directions. And maybe this is due to the imaging geometry. The radar, if the radar is flying in this direction, it will want to see these structures. This could be some pressure ridges that leads to anomalies in the sea ice roughness, surface roughness. And therefore it's attractive to see that if it looks directly on it. If it's looking along it, on the other hand, it may not be easily the same ability to detect it. This is why you periodically see that these guys are coming and going. It's not because they are that rapidly disappearing. It's because you are basically combining ascending and descending satellite tracks. So take a look again. And recall now that we have, it's a bit of a puzzle, I want to tell you. At least if I was sitting on the funding agency side of the board, I would now say the following to us, the scientists, that why isn't this now done routinely for the Arctic, under the fact that we are now flying Sentinel-1AB synthetic aperture radar. We are flying RadarSat constellation. And we will soon see more SARs coming, the NISA, the joint US-Indian SAR, and others are coming as well. Why is this now so super well managed that it is taken over by a machine to do? If any one of you have an answer to that, I would be appreciating to hearing that.
But I would also say to you guys that jump on it and start to develop those machines, that train those machines that shall do this for us, because we are not enough people to look at this first with our eyes and start to then drive into advanced analysis systems. We are not enough of that, and we have so much data that is coming. I can probably also tell you that probably only 10% of all the SAR data acquired over the Arctic Ocean is analyzed. So in the end, this sea ice simulation model now in fact allows us to go after ice velocity, ice shearing rate, and ice divergence rate. And it is currently being coupled to ocean models for fully integration with a 3D ocean below. And it's also, I'm also pleased to say that it is at the same time being coupled to a Norwegian Earth System climate models, which is a fully coupled atmosphere, sea ice, ocean system. I will just have a little bit more to close on with altimetry for sea ice thickness estimation. I want to do this because sea ice deformation is strictly speaking, a three-dimensional process, and it leads to distinct structures in the sea ice thickness, therefore. And the only way to capture this from satellites is to measure the sea ice freeboard from altimetry. So Seymour Laxon, a good colleague of us back sometimes, unfortunately he has passed away. He developed this in the beginning of this century. This is a typical way. Так, ну что, начинаем. Значит, я с вами весь экран пока буду показывать, потому что у меня несколько. I cannot answer this, Vladimir, because it's in Russian. No, it was a noise, so there is a mixing of different sections, so don't pay attention. Okay. Question will appear in the chart. Okay. Okay. Now, so this illustrates two characteristic waveforms from altimetry. One over the lead, where you see still water. It's basically, is either still open or it has just refrozen. But it is absolutely leading to what we call a specular reflection. So you see a very narrow spike and distinct energy in the return pulse, and then it drops off again really rapidly. In contrast to that pulse in the lead, you have reflected signals from the sea ice surface, and this is here. It doesn't rise as quick as in the lead case. It may have comparable values in strength, but although it is slightly less, but the trailing edge of the wave pulse completely differs from the lead. So what Seymour Laxon decided to do was to go through an enormous processing of altimeter waveforms. And number one, in doing that processing, he classified them into waveforms of the lead type versus waveform of the sea ice type. So he did a very nice breakdown there. Of course, there are some intermediate there that will be difficult to use, but he didn't bring that into his analysis. So he had that distinctly differences. Then he went and looked for the lead time of the return pulse. And if you, this is a time gating in the horizontal axis, the pulse intensity in the vertical axis, and the time gating pulse intensity in the vertical. If you look at the time gating here, you see you go 1, 2, 3, 4, nearly 5 time gates. If you look at the time gating here, you go 1, 2, 3, 4. And it's intuitive. This sea ice surface is nearer to the satellite than this lead surface.
In other words, the return pulse is coming in earlier. So we had a double way to check the validity of the split between lead return pulse and sea ice return pulse. From one thing was to distinguish them in the shape, the other one was to distinguish them in the distinct different time gating. And this has been basically the background classifier for how one can take out sea ice freeboard from satellites, because the difference in time gating between this one and this one is nothing else than the travel time difference of this electromagnetic pulse that goes with, yes, it goes with speed of light, and the difference from the signal coming from here, this lead surface, and from that surface of sea ice, the difference there is indirectly an estimate of the lead height. This is the trick. Then some of you may ask, well, it's such a rough surface here, so this will of course destroy this sort of, yes, there are absolutely challenges in this as well due to the surface roughness of the sea ice and also the presence of snow on top of the sea ice. But what Seymour did and was basically followed later was that, okay, we can at least rely on this method during winter when the snow is dry, because dry snow on top of the sea ice would not have any consequence for the propagation of the radar altimeter signal. It will go through the sea ice, the snow layers and reach the sea ice snow interface and come back from that one. Hence, pure way to get out the sea ice freeboard height. More on this is illustrated in this thing here. So it's two things. It is the time gating of the return signal, and it is the shape of the return signal. And everything is to some extent related to the satellite, which is basically measuring the time from the pulse is transmitted until the pulse has returned. So the illustration of this again is shown here, and you have the different quantities that we are after. The ice freeboard height, FC, is really the one that we want to estimate from altimetry, because if we can do that, we have a very nice way of approximate the thickness, because we do know to some extent the density of sea ice versus the density of water. And out of that, we can resolve this equation. And when you do that, you can turn this into maps of sea ice thickness. And this is work done by Alfred Wegener Institute in Germany. And you see here the sea ice thickness map from Cryosat 2 in winter of 2014 March. And the color here is the indication of the thickness in meters. So this is now total thickness. And we notice that the maximum thickness is found in the vicinity of the Canadian archipelago and Greenland, with thicknesses up to nearly 5 meters. Then the gradual decline in thickness as we approach the Siberian shelf, where the thickness is around 1 meter. And this is well known, in fact, to be the case. The sea ice production machine in the Arctic is the Siberian shelf. This is where this is the area of larger sea ice formation. But it never reaches thicknesses more than 1.5 meters from the fact that it is continuously moved with the wind and the currents. So it has to freeze again, and it freezes again, but it's never reaching any more thicknesses than this. Whereas this ice here on the Canadian archipelago north of Greenland is exposed to a continuous motion of sea ice from Siberia across the pole towards the area. So it's piling up. It's not growing to 5 meter thickness. This is becoming 5 meter thick because it's damaged. It's
it's so strong that the damage process with the thinner ice allows it to take benefit of that. So either this thin ice that is damaging is being forced on top, or it's being pushed underneath. Hence, the thickness can go to 5 meters. Then you should ask me what's the uncertainty here, and the uncertainty map is here. So I would be rather very uncertain when I see this uncertainty map. This illustrates, in fact, the challenges in this method, and therefore the caveat and constraint that we are still faced with in using these methods for investigating sea ice thickness. It is fair to say that lately, with the launch of SMOS, the salinity and soil moisture and ocean salinity mission, we, to a surprise, at least for some of us, did discover that this can be used to observe thin ice. So ice from very practically no ice to ice thickness of 50 centimeters is very well done with the SMOS missions. And it cannot be done with the cryosat, the altimeter mission, because the freeboard height in that case, for a 50 centimeter thick ice flow, the freeboard height would be in the order of 5 to 7 centimeters. And we cannot resolve that realistically well with the altimeter method that I just referred to. It has to be a freeboard height in the order of, it has to be a sea ice thickness in the order of a few meters before one really starts to be able to take out the signal, and still with the caveat that the uncertainty here is pretty challenging. You see, you have uncertainty values, some places, which is almost at the same size as the thickness of the sea ice. That's really not good. There are plenty of relevant lab sites. You will have access to these. Summary and outlook. Well, these are the quantities that is really the core of the sea ice deformation that is subject for further. It's a need of further understanding knowledge. And satellite sensor synergy must be further practiced. It is promising, and it has to be extended and also increased with new satellites. The mesoscale structures in the MIS is manifested by a mixture of processes and dynamics. The sea ice thickness, well, from altimetry, yes, but from the SMOS passive microwave L-band mission, it is also necessary to have that in place. Maybe lately we shall say that NASA and ESA agreed to adjust the orbit constellation for ISAT and cryosat. So ISAT is a laser altimeter. And now the two satellites are flying 20 minutes behind each other over the Arctic region. And that means that we now have a double chance to analyze the laser satellite freeboard height estimates from the radar freeboard height measurements, because the laser is a much more high energy type of instrument. The wavelength is much shorter, and it bounces off from the snow surface rather than from the snow sea ice interface. So in other words, if we have both of them, we have in fact the possibility to estimate the snow depth. And there is a huge amount of work on this now, because the snow depth on sea ice is a fundamental challenge in order to get this correctly estimated and therefore improve the uncertainty in the ice freeboard estimates. In fact, ESA plans to fly Crystal, which is a Copernicus high priority candidate mission, sometimes in 2027, and this will be a multi-frequency radar altimeter that is essentially also tailored to take out
the snow depth versus the sea ice freeboard. So summing up this mesoscale type of processes, and again, in the left, and the forces and the dominant forces in the middle. To the right, you see the classical satellites that we have used, the Sentinel, the RadarSat, the Scatterometer, the Cephosat. I haven't mentioned much on the Cephosat, but there are work on that, and maybe Bertrand or someone else were talking about it yesterday, will talk about it. There should also be passive microwaves in there for sure. But then the optical comes as well. But look at those red. This is what we are potentially seeing in the coming decade. Some of them do, in fact, already more or less approved. But SWOT will fly in 2022. The question is how much we can use of it in the high latitude Arctic because of the inclination. It doesn't really attract much possibilities to cover the Arctic region. But we have Simmer and we have Crystal, which are both Copernicus and Rose L. They are all three Copernicus high priority candidate mission. Crystal with a multi-frequency altimeter, Simmer multi-frequency passive microwave instrument. In fact, with sensors from the L-band SMOS type via C-band SST signals to atmospheric boundary layer structures at a much finer spatial resolution than ever before. And we have NISA, which is also approved, a joint US-Indian SAR. The Rose L is an L-band SAR from ESA. And we have also questions regarding Harmony, which is a bistatic SAR, and a skim light or a swim type of explorer satellites. So it is all there for the future, and we need more. There will just be more and more and more data, and we need more and more people to take part in this and to help us out to find new ways to analyze and interpret all the satellite data with the help of machine learning as well. So I think that was my last slide. Yes. So I think that's it. Hey, Yanni, thank you. Very, very extensive lecture with so many material. So I think even me and a student, PhD student, will study, investigate your lecture in the future. I hope it will be available. You provide us with the link to. Yeah, I will send it to you, Vladimir, so you can I send it to you in the Dropbox, so you should be able to take it out. Okay, and then we distribute them among the student. So we should look at the chat because questions should appear in the chat. And I do not see the question at the moment. Okay. I hope that's not because there is a question. Can you look? Can you to the chat? The chat. Can you ask the question? I cannot look at the chat when I'm presenting, so then I have to go out of present. Again. So the question: Who is this man? The portrait of whom you have behind you. So should be portrait behind you. Who is the man behind you? So that's the second question. Huh? The first question is more scientific. Okay. Do you see the question, Yanni? Well, then I go out of this sharing and I shall take a look at the chat. Yeah. So switch for the sharing and then chat. At the beginning, you showed the mean dynamic topography of the Arctic Ocean next to the circulation map, where we could see some similarities. Could you talk about the cause-effect relationship between the current and the thermohaline patterns in the Arctic?
Well, that's a very, it's a challenging question. The thermohaline patterns in the Arctic, I tried to say that in the beginning, that you had the polar water, which is the cold and fresh, and you have the Atlantic water, which is the warm and saline. And the two do in fact create a very distinct contrast in density that shapes up the thermohaline structure in the Arctic Ocean at large. And hence, it is to some extent influencing on the circulation. Then the circulation is largely also steered by topography. That basically means that although the distinct water masses can create gradients, sometimes it's in fact reinforced or strengthened further by the fact that you have very strong topographic steering. So it is, I think, in the future, what is worrying us in the future, in the changing Arctic, is the fact that this distinct differences of these two water masses, the polar water and the Atlantic water, may gradually weaken. And also the fact that the last sea ice leads to a lot more exposure to the atmosphere means that there will be further ability for momentum exchange and heat exchange between the ocean and the atmosphere than in the previous more ice-covered Arctic. So in the longer run, it is still a bit of a question on these and concern on these things. Did that help? I think it's help, yeah. So, and the second question, can you, if you understand what Pavel meant? Behind you, you have the drawing of you have a drawing, and Pavel is asking about the man behind you. Yes. Oh, the man behind me is the man that was we were so lucky to be able to use to name the Nansen Center. It is a drawing of Fridtjof Nansen. Yes, indeed. You see? Yeah. I think it's done by himself. Okay. So it's Nansen. Johnny, there is other question. Can you read? Yes. Are there any advances in inferring current fields from satellites in the Arctic, since we cannot use an altimeter in a conventional manner? Oh yes, thanks for that question. I have forgotten that. There are active work on this right now, and again, one have to rely on regular acquisitions of high resolution SAR data. But then one can, as Ron Kwok developed in his approach to setting up the sea ice deformation estimator, it is basically in the same line with that. You do have a chance to do sea ice drift by this way that was developed, initiated by Ron Kwok. And Anton Korosov is one working on it significantly at the Nansen Center. And he also takes into account the use of a neural network to be part of this. So basically you identify individual ice flows, or you identify patterns, and you track that over time. And you are able to derive these velocity fields, and also therefore the deformation fields. Then, having said that, one of the major promises that we do have for direct velocity takeout is related to the Doppler shift. And for a long time, we have hoped and waited for the Sentinel-1 SAR to give us the Doppler.
there has been, unfortunately, a lot of difficulties with that because it's really stupid. But Anvisat, which was the machine that Bertrand Champron analyzed, the Anvisat ASA signals, Bertrand Champron revisited some old ideas, and he basically showed that you can take out the Doppler signal from ASA mission. And that Doppler shift signal is related to motion of the surface. Very nicely done in 2004 or something. And we expected therefore to jump right onto this one with the Sentinel-1 mission when that was launched. There was just one difference. Anvisat was a 2-ton satellite. And Sentinel-1 was a 150 kilo satellite. And what does that mean? A 150 kilo satellite in space has its own way of sort of wobbling around because it's so light and therefore much more easy to disturb, in contrast to this heavy Anvisat satellite. So therefore the tracking of Sentinel-1 become a lot more difficult, and if you do not have a precise tracking and orbit control, you are not really able to have this Doppler shift signal completely related to surface motion. It is in fact also very strongly influenced by the attitude behavior of the satellite. And there has been new attempts to finding out how to learn from that. And there has been discoveries where one used the star tracking capabilities of the satellite to find out a little bit more about the rapid anomalies in the trajectory of the satellite. It seems to be working gradually, and we will therefore assume that we are soon going to see sea ice motion inverted from Doppler shift. That will be in the range direction only, meaning that you do have one component directly taken out. But when you combine that with what others are doing in terms of the deformation estimation from pattern recognition, then we are starting to see the ability to reconstruct the through vector. Для начала, перед тем, как я начну что-то рассказывать, я хочу показать ролик, который готовили мои коллеги здесь в лаборатории. В прошлом году мы участвовали в арктическом форуме, большой форум проходил в Санкт-Петербурге. И вот вы сейчас увидите видео по поводу динамики морского льда в Арктике. Это вот один сезон замерзания, начиная с августа и заканчивая мартом следующего года. Это то, что вы видите на экране, поле морского льда, которое получено с помощью данных спутниковых микроволновых радиометров. И динамика морского льда, которая здесь показана, это просто слайды, собранные из ежедневных полей сплоченности. Эти поля мы восстанавливаем здесь в лаборатории. То, что здесь крутится на экране, это получено с помощью нашего арктического портала, потому что эти поля, они имплементированы в портал. Далее увеличенный масштаб позволяет с большей детальностью посмотреть на динамику морского льда. Естественно, низкое разрешение не позволяет разобрать каких-то деталей, но низкое разрешение у нас это всегда синоним регулярности, а высокое разрешение, вот сейчас слайд остановился, это изображение РСА, это просто редкие данные, то есть высокое разрешение – данные редкие, низкое разрешение – данные регулярные, которые позволяют динамику отслеживать очень и очень хорошо. Итак, спутниковое микроволновое зондирование морского льда в Арктике. Мы начнем с того, что ответим на вопросы, зачем это вообще нужно, зачем морской лед изучать. Немножко поговорим о том, что такое морской лед,
потому что сегодня уже Сергей Владимирович много и подробно о нем рассказывал. Далее определимся с тем, какие параметры морского льда и ледяного покрова мы будем рассматривать и какие из них вообще имеют значение для дистанционного зондирования. Поговорим о дистанционных методах вообще изучения морского льда. Ну и наибольшее внимание уделим спутниковым микроволновым методам. Ну вот то, что вы видите на этом слайде, это морской лед и морская вода в Печорском море. Высокое разрешение, инструмент Sentinel-1. С левой стороны несколько снимков собраны за 5 и 6 января. С правой стороны за 7 января один снимок. И вот даже не будучи большим специалистом в том, как в понимании того, как сильно меняется морской лед во времени, сравнивая эти два рисунка, эти два изображения слева и справа, можно видеть, что всего за один день лед поменялся просто абсолютно кардинально. Это всего один день. Печорское море, январь месяц. Видно с левой стороны, вот у нас собраны несколько снимочков за 5-6 января, что тут у нас есть и полыньи, и большое количество льда вот с этой стороны. На снимке 7 января вот эта красная точка – это район месторождения Приразломное. Лед поменялся вообще кардинальным образом. Здесь уже вокруг Приразломной очень-очень тоненький лед. Это Нилос, в то время как 5-6 января вокруг станции был молодой лед толщиной до 30 сантиметров. А самое главное, мы знаем, мы имели подтверждение со станции, что вот 5-6 января вокруг станции был молодой лед толщиной до 30 сантиметров, а 7 января это уже лед тонкий, в 3 раза тоньше, Нилос, вот полосы его выстроились по ветру, то есть всего одни сутки, а лед поменялся совершенно кардинально. Ну и, конечно, изучение такой мезомасштабной изменчивости на таких масштабах времени возможно только с использованием спутников, обладающих инструментами с высоким пространственным разрешением. Разрешение радиолокаторов, установленных на спутниках Sentinel-1, это 40 метров. Другая иллюстрация того, как могут быть использованы спутниковые данные. Вот вы видите на данном слайде раскрытие Великой Сибирской полыньи. С 21 по 26 мая полынья совершенно раскрылась, освободив проход для судов. И, конечно, наблюдать за этой динамикой мы можем только с использованием спутниковых измерений. Здесь уже эта сплоченность льда, восстановленная по данным низкого пространственного разрешения, это 3 километра, и тем не менее эти регулярные данные дают нам возможность видеть, куда же направить суда в том случае, если мы планируем их эффективные маршруты. Итак, зачем изучать морской лед? Это вот 2 предыдущих слайда как раз иллюстрировали ответ на первый вопрос. Это обеспечение безопасной навигации и эффективной народно-хозяйственной деятельности в Арктике. В Арктике у нас проходит Северный морской путь. Нам совершенно точно нужно знать, как строить маршруты плавания для того, чтобы они были эффективными и безопасными, чтобы не вести суда в область толстого сплошного льда. Нам морской лед нужен для того, чтобы решать различные задачи
научные, в том числе это задача прогноза погоды и климата. В частности, вот вы сегодня слушали лекцию Сергея Владимировича, в которой он рассказывал про моделирование ледяного покрова, моделирование параметров ледяного покрова. И самый важный момент, что те параметры, с которых мы стартуем, то есть все начальные поля, которые затем эволюционируют и которые рассчитываются с использованием тех или иных моделей, все начальные поля – это спутниковые данные. Ну и, наконец, ледяной покров Арктики, его параметры, изменения этих параметров являются главным индикатором тех климатических изменений, которые происходят на нашей планете. Все вы знаете наверняка, что в Арктике, благодаря полярному усилению, эти климатические изменения проявляются наиболее сильным образом, и как раз ледяной покров Арктики является главным индикатором того, что происходит с климатом Арктики в последние годы. Вот эти два рисунка, которые здесь представлены, это иллюстрации, взятые с сайта снега и льда National Snow and Ice Data Center, которые показывают, вот если вы посмотрите на площадь минимума ледяного покрова сентябрьского, вот серая кривая – это усредненная кривая за 30 лет с 1981 по 2010 год. Это сентябрьский минимум ледяного покрова, который превышал площадь ледяного покрова в сентябре, она минимальна. Так вот, за 30 лет до 2010 года площадь ледяного покрова в Арктике составляла более 6 миллионов квадратных километров, в то время как в этом году, это вот синяя, голубая линия, в этом году она меньше, чем 4 миллиона квадратных километров. Иллюстрация справа – это площадь ледяного покрова, границы распространения ледяного покрова в Арктике. Вот опять же белые границы, белая область – это в этом году, и розовая – это усредненные границы за 30 лет с 1981 по 2010 год. Опять же видно, что все российские моря у нас летом теперь свободны ото льда, и это было совсем не всегда так. И то, что мы имеем возможность количественно оценивать эти изменения параметров ледяного покрова, это только благодаря тому, что у нас есть хорошо калиброванные спутниковые микроволновые измерения, с помощью которых мы можем количественно оценивать вот все эти изменения. Хорошо калиброванные – это для того, чтобы у нас не получалось так, что запустили новый инструмент, у которого немножко другая шкала, и вот у нас уже те изменения, которые мы диагностируем, они не благодаря действительно физическим изменениям, а только благодаря тому, что у нас съехала калибровка. Итак, морской лед – это тот лед, который образовался в соленом море при замерзании воды. И если Сергей Владимирович говорил о теплофизических свойствах льда, то для нас морской лед – это принципиально другая среда относительно пресного льда, потому что специфическая его структура, которая состоит из кристаллов льда, рассола, пузырьков воздуха, солей в твердом состоянии, они там тоже есть. Для нас важно, что диэлектрические свойства морского льда, они абсолютно другие, они абсолютно не такие, как у пресного льда. То есть с точки зрения дистанционного зондирования первостепенное значение имеет
состав льда, который определяет его диэлектрические свойства. Если мы посмотрим на фотографии морского льда в разных разрезах, то мы увидим что-нибудь типа того, что представлено на экране. Вот то, что вы видите здесь, это два слева и справа, это два разных образца морского льда. Это однолетний лед, и вот светлые такие вытянутые полосы – это кристаллы льда сверху, это у нас вертикальный разрез, вот здесь линеечка с миллиметрами для того, чтобы оценить примерно размер этих кристаллов, а темные полосы – это так называемые соляные карманы, то есть у нас лед начинает образовываться в зависимости от того, с какой скоростью он нарастает, он приобретает ту или иную структуру. И скорость образования льда, ну, плюс все, конечно, сопутствующие факторы, то есть соленость воды, ветер, температура, они влияют на то, сколько у вас будет этих соляных карманов, каковы будут их размеры, каковы размеры кристаллов. Ниже вот вы видите, что сами эти кристаллы, они тоже собираются в так называемые пластинки, в зарубежной литературе platelets, sea ice platelets. Вот эти пластинки, они организованы таким хаотичным, но в то же время определенно структурированным образом. И что можно сразу, мы введем такие понятия, как однолетний и многолетний лед, потому что для дистанционного зондирования это важно. Эти льды, они обладают принципиально разной структурой. То есть как только лед начал образовываться, в нем образовались соляные карманы, заполнены рассолом, и по мере того, как лед нарастает, рассол из него вытекает. И максимальный эффект вот этого вытекания рассола, он происходит летом во время таяния льда. Так вот, однолетний и многолетний лед, он... Я обращаю внимание, потому что им нужна что? Им нужна температура, там какая-то оптимальное течение, наличие биогенов, да, вот это все должно сложиться в единую... Опять технические накладки. Последствия этого цветения, это теперь они там будут разлагаться, это же какой-то разовый, это же недолгий процесс, потому что водоросли живут недолго, несколько дней и все, и они отмирают. Вот. Ну, вот такая картина. И она не первый раз, в принципе, просто они написаны... Отключите звук, пожалуйста. О, отлично. Спасибо. Так вот, многолетний лед – это по определению лед, который пережил в Арктике летнее таяние. Летом температуры повышаются, лед, который нарос в течение зимы, начинает таять, и в процессе таяния верхний слой льда, он практически лишается рассола. Вот у меня здесь не представлены, но если мы посмотрим на фотографии верхнего слоя многолетнего льда, то мы увидим, что никакой такой вытянутой эллипсоидной структуры кристаллов и соляных карманов в многолетнем льду нет. Соляных карманов там как бы в верхнем слое и вообще нет. Они заменяются пузырьками воздуха, которые, условно можно сказать, являются сферическими. Эллипсоидальность пропадает, и это одна из самых главных причин того, что у нас многолетний лед, он обладает низким поляризационным соотношением. Вот если мы говорим про рассеяние электромагнитного сигнала от морского льда, то однолетний лед, у него достаточно ярко выраженная
поляризационное отношение, то есть сигнала, который рассеивается на вертикальное и горизонтальное его составляющего, то у многолетнего льда такой выраженности нет. Он практически, эти сигналы не различимы. Так вот, еще раз, однолетний и многолетний лед, однолетний лед соленый, мы все время сейчас говорим о верхнем слое льда, потому что распределение солености по толщине, оно тоже зависит от того, какой это лед, однолетний и многолетний, ну и от того, какова его толщина. Однолетний лед соленый, многолетний лед верхний слой не соленый. Я не говорю, что это пресный лед, потому что его структура совершенно отлична от структуры пресноводного льда. Диэлектрические свойства от свойств пресноводного льда отличаются, но при этом они отличаются и от свойств однолетнего льда. Вот если мы посмотрим на профили, это некие квазиизмеренные, квазимодельные профили солености морского льда. Вот левая картинка – это распределение солености по толщине льда. Так вот, первые четыре кривые A, B, C и D – это распределение солености по толщине для однолетнего льда. Вот видно, у нас лед только начинает нарастать, он еще тоненький, толщина небольшая, и соленость у него наиболее высокая среди представленных типов льда. Далее лед нарастает, соленость у него уменьшается, как я уже сказала, как только он начинает нарастать, сразу соленость верхнего слоя начинает уменьшаться. То есть вначале соль есть в этих соляных карманах, потом ее все меньше и меньше. И, наконец, если мы доходим вот кривые И и F, это у нас профили солености для двух многолетних льдов разных. Так вот, вы видите, что в многолетнем льду соленость может просто достигать нулевых значений. Правая картинка – это иллюстрация роста толщины льда. Я не буду на ней очень сильно останавливаться, только скажу, что разные есть тоже и модели, и параметризации, которые основаны на экспериментальных данных, которые показывают, как растет лед, как увеличивается его толщина со временем. Но, опять же, как сегодня Сергей Владимирович упоминал, рост льда, увеличение его толщины определяется очень большим многообразием различных факторов, среди которых можно выделить не только температуры воздуха и воды, но и соленость, и то, в каких ветровых условиях происходит этот рост. Поэтому, естественно, и эксперименты дают совершенно разные значения, и параметризации различные модельные, они тоже все разные. Значит, можно говорить про параметры морского льда, а можно говорить про параметры ледяного покрова. Естественно, это связанные параметры, но в то же время, когда мы говорим про дистанционное зондирование, нужно понимать, что у нас конечное разрешение, мы всегда видим характеристики какого-то элемента поверхности, поэтому если мы смотрим на поверхность, мы плавно свое рассмотрение переносим с параметров морского льда на параметры морского льда как объекта, то есть на параметры морского ледяного покрова. Так вот, для морского льда, если мы дистанцируемся от того, что это объект ледяной покров, у него есть соленость, температура, это все какие-то профильные распределения, содержание примесей и воздуха,
структура, то есть характерные размеры соляных карманов и пузырьков воздуха, и толщина. Вот эти все параметры, их комбинация, они определяют диэлектрические свойства льда. И если мы уже постулировали, что диэлектрические свойства льда, они для нас наиболее важно имеют значение, потому что именно они определяют то, как электромагнитный сигнал взаимодействует с морским льдом, то сразу можно понять, что вот все разнообразие этих параметров, оно и определяет разнообразие вот этих диэлектрических свойств. Это все я говорю к тому, чтобы сказать, что, чтобы объяснить, насколько сложно интерпретировать электромагнитные измерения, будь то измерение рассеяния, будь то измерение излучения, потому что разнообразие вот этих свойств, оно очень и очень велико. Вот тут про возраст льда, опять же, сегодня говорили, я просто в меньшее количество групп сгруппировала типизацию льда по возрасту. Это начальные виды льда, нилос, тоненький лед до 10 сантиметров, молодой лед, однолетний лед и многолетний лед. Вот эта типизация по возрасту, она здесь фигурирует как раз на радиолокационном изображении морского льда. Это снимок Sentinel-1. И если вы на него посмотрите, то увидите, что текстура и уровень сигнала, они совершенно разные. Вот кроме того, что мы видим большое обилие трещин, но даже если, предположим, мы различаем одного и того же типа трещины, видно, что лед совершенно разный. Вот то, что мы здесь видим, это и многолетний лед вот в левой стороне, это и однолетний лед, который отличается низким уровнем сигнала в целом. Это и молодой лед, вот в правой части у нас преобладает молодой лед, для которого характерна повышенная яркость. Здесь у нас есть и молодой лед, и однолетний лед, то есть тут вот как бы смесь льда. И интерпретация радиолокационных изображений, вот та, опять же, о которой говорил Сергей Владимирович, что типа ледовый эксперт, вот он садится, смотрит на лед, и потому что он видит на изображении, он может сказать, определить возраст льда, она очень и очень неоднозначна, потому что, забегая немножко вперед, опять же, вы понимаете, что такое радиолокационное изображение. Это изображение, это рассеяние, то есть то, что мы видим на изображениях радиолокаторов, это характеристика, которая связана с рассеянием. А на рассеяние у нас влияет поверхность, шероховатость поверхности и те самые диэлектрические свойства, о которых я говорила. То есть то, что мы здесь видим, это комбинация вот этих двух факторов. И разделение этих двух факторов вот с точки зрения шероховатости и диэлектрических свойств, ну, условно, солености, оно до сих пор это настоящий челлендж в науке. Вот мы в лаборатории этим занимаемся, пока у нас нету каких-то очень уж таких революционных результатов, о которых можно было бы рассказать, но тем не менее вот это самый-самый передний край. Если переходить к ледяному покрову как объекту, как о морском льде, который занимает некоторую площадь, то появляются несколько другие параметры. Именно эти параметры мы определяем дистанционно. Это такие параметры, как сплоченность или сплоченность, не знаю, как правильно ударение ставить. В англоязычной литературе это sea ice concentration, это та самая доля льда в элементе поверхности. Это толщина льда, это его возраст, это характеристика его поверхности с точки зрения торосистости и шероховатости вообще, потому что
не только торосы вносят вклад в, например, в рассеяние, но и различные мелкомасштабные шероховатости, например, блинчатый лед очень-очень яркий, потому что у него очень много отражающих поверхностей. Это, собственно говоря, не торосы, но тем не менее они вносят большой вклад в обратное рассеяние. Это размер ледяных полей. Вот просто для иллюстрации с нашего портала мы можем посмотреть на радиолокационное изображение, увидеть льдины, определить их размер и вот определиться вот с тем, что вносится потом в ледовые карты как форма льда, то есть их размер вот этих отдельных плавающих льдин. Это такие параметры сложные, как дрейф льда, которые тоже определяются дистанционно, наличие и параметры трещин, наличие и параметры снежниц летом. Это очень важный элемент ледяного покрова. Снежницы или в англоязычной литературе melt ponds – это вода, которая находится на поверхности льда, та, которая тает, то есть на самом деле это лед, а сверху у нас такие водяные озерца образуются, вот эти melt ponds, они очень сильно мешают интерпретации дистанционного зондирования, потому что микроволновые инструменты, они чувствуют, они ощущают, ну, условно ощущают поверхность, они не проникают очень глубоко в толщу льда, поэтому они видят воду, и они эту воду, интерпретация этих измерений как раз воду и диагностируют. С этим связано как раз то, что у нас практически и микроволновые радиометры, и микроволновые скатерометры, они летом очень сильно ошибаются. Продукты, которые основаны на использовании этих данных, содержат очень и очень большие ошибки. И это именно наличие снежниц на поверхности ледяного покрова. Ну и такой макропараметр, как площадь и границы распространения, это тоже определяются эти параметры дистанционно. Сразу, чтобы конкретизировать, вы и в англоязычной литературе встретите такие параметры, как Sea Ice Area и Sea Ice Extent. Они немножко разные по смысловому содержанию. Площадь ледяного покрова – это конкретно площадь льда, а Sea Ice Extent или границы распространения ледяного покрова – это вся та поверхность, где есть лед любой концентрации. То есть если даже там концентрация совсем-совсем невелика, это все равно считается ледяным покровом и входит в эту площадь, в эти границы распространения. В этом смысле границы Sea Ice Extent всегда больше, чем Sea Ice Area. Ну и, как опять же сегодня было сказано, методы получения информации о морском льде можно условно разделить на визуальные, самолетные и спутниковые. Если спутниковые вообще, то это начиная с 1960 года нам доступны. Ну а регулярные это данные микроволновых радиометров, которые хорошо калиброваны, начиная с 1978 года. Этот год, эту дату можно запомнить просто потому, что именно начиная с этого года нам доступны вот эти так называемые долговременные ряды наблюдений, количественные наблюдения морского льда в Арктике, на основании которых и делаются все эти выводы о том, что происходит с морским льдом. Итак, что характеризует морской лед конкретно Арктики? Значит, площадь мы уже видели, его площадь – это примерно 5-10 миллионов квадратных километров, 5 – это ближе к сентябрьскому минимуму, 10 – это примерно где-то в конце зимы. Льды находятся в непрерывном
движение. И это движение отличает достаточно сильная изменчивость. Вот эта иллюстрация, которая здесь приведена, это поле дрейфа льда с сайта ОСИСАФ, то есть лед находится в непрерывном движении, которое оценивают, опять же, по данным спутниковым измерений. Обычно используются такие методы, как метод кросс-корреляции. На основании данных самых разных определяют дрейф льда, но вот конкретно эти данные, это низкое разрешение, 60 километров, они используют как раз данные спутниковых микроволновых инструментов, как радиолокационных, регулярных, скоторометрических, так и микроволновых. Толщина льда до нескольких метров, если в целом про многолетний лед, вот даже не посмотрела, не буду говорить, Кирилл Хворостовский сегодня скажет вам более точно, более подробно. Возрастной состав до десятков лет, точно, опять же, сложно сказать, потому что на самом деле, казалось бы, льды, которые пережили летнее таяние и живут себе, и живут, чтобы им не жить дальше, но на самом деле благодаря дрейфу вот эти старые льды, они тоже выносятся в более теплые воды, они тают, то есть возрастной состав, он все равно какой-то конечный. Характеризуют изменчивость ледяного покрова в зависимости как от временных, так и от пространственных масштабов. Значит, если мы говорим про горизонтальную изменчивость, то рассматривают мезомасштабную, мелкомасштабную, крупномасштабную изменчивость. Естественно, если мы говорим про какие-то региональные изменения ледяного покрова, то имеется в виду крупномасштабная изменчивость. Лед характеризуется вертикальной изменчивостью, это и по толщинам, и по солености, по температуре. И, конечно, временная изменчивость, опять же, на разных масштабах. Вот я вам самые первые слайды показала, насколько динамичен может быть лед вот в окраинных морях, в том же самом Печорском море мы просто наблюдаем, как он меняется, он даже в течение одного дня, он не стоит на месте, его изменения просто драматические. Ну и еще раз, возвращаясь к спутниковым данным, подчеркнуть, что спутниковое дистанционное зондирование у нас на сегодняшний день это основной инструмент мониторинга параметров как морского льда, так и ледяного покрова, потому что карты, площадные съемки можно проводить только со спутников, такие съемки, которые охватывают достаточно большие пространства. Арктика – это редкая сеть традиционных наблюдений, естественно, никто не отменял и данные экспедиционных наблюдений, и данные с полярных станций, которые являются чрезвычайно ценными, но их очень и очень мало. Сложность условий, в которых проводятся все эти измерения, тут и даже нечего их комментировать. Значит, то, что мы показываем почти на всех наших лекциях, это то, что, казалось бы, спутниковая система наблюдений просто на сегодняшний день она такая масштабная, что использую более 70-40 спутниковых платформ на сегодняшний день, более 1000 инструментов различных, которые финансируются космическими агентствами со всего мира. Однако для того, чтобы изучать морской лед, подходят совсем не все спутниковые данные. Значит, для того, чтобы определять параметры ледяного покрова, могут быть использованы измерения радиолокаторов, это скоторометры, альтиметры, собственно, радиолокаторы, например, бокового обзора, это радиолокаторы с синтезированной апертурой, самое разное пространственное разрешение от низкого, которое характерно для регулярных данных скоторометрических, до
очень высокого, это данные РСА. Это измерение спектральных радиометров в видимом и инфракрасном диапазоне, но вот попозднее я про их ограничения тоже скажу. Разрешение спектральных радиометров умеренное, от сотен метров до высокого, но высокого у нас очень немного. Sentinel-2 запущено очень высокое пространственное разрешение, но доступность данных очень условная, данных самих очень и очень мало. Ну и, наконец, это мои любимые данные, это то, чем я занимаюсь, это измерение спутниковых микроволновых радиометров, которые характеризуются низким пространственным разрешением, это десятки километров, но при этом это всегда регулярные данные, которые не зависят от солнечного освещения, облачности, и самое главное, они предоставляют возможность количественной оценки различных параметров, включая параметры ледяного покрова. Значит, если говорить про конкретные инструменты, которые доступны нам сегодня, то это из радиолокаторов Sentinel-1 А и Б, два спутника. Это условно доступные, то есть они в принципе существуют, но они очень дорогие, не бесплатные и дорогие, это данные Радарсат-2. Микроволновые радиометры сегодня, которые проводят измерения, это радиометры AMSAR-2, SSMI в различных модификациях, Windsat, и два радиометры СМОС и СМАП, работающие в L-диапазоне. Я потом остановлюсь подробнее на радиометрах сегодняшних. Наш радиометр МТВЗА-ГЯ на спутниках серии Метеор-М, к сожалению, нет у нас данных, никак нам их не получить, но на самом деле это вполне себе перспективный радиометр, с помощью которого можно также проводить оценку параметров ледяного покрова. Это данные альтиметров, на них тоже не останавливаюсь, Кирилл будет про них рассказывать подробнее. Ну и это данные скатерометров. Это все, значит, первые три типа инструментов – это микроволновые инструменты, ну и среди спектральных радиометров сегодня это данные MODIS, WIRS, AVH, RR, Sentinel-2 – это данные наши многоспектральные комплексы на спутниках Метеор-М, Ресурс П и Canopus В, но как вот красным тут выделено, так оно и есть. Данные эти недоступны для исследований, к сожалению, хотя вот на многоспектральные комплексы есть данные очень высокого разрешения, прям все характеристики морского льда с такой высокой степенью детальности можно на них с их помощью исследовать. Ну и вот почему микроволновые инструменты – это наше все в Арктике. Вот просто, значит, несколько иллюстраций. Практически все иллюстрации, которые здесь представлены, они сделаны на основе нашего арктического портала, который я, значит, всячески рекламирую и приглашаю завтра послушать лекцию про то, как его использовать. Вот эта облачность, это данные MODIS, которые на портале отображаются. Вот для Арктики видно, что, ну, что март, что август. Никакого ледяного покрова нам просто не увидеть. Облачность в Арктике, по данным некоторых исследований, достигает более 65%. То есть это и в пространстве, я насколько понимаю, и в пространственном измерении, и во временном. Вот на самом деле, когда мы смотрим на эти облачные снимки, нам кажется, что даже больше, потому что редко, вот у нас Маргарита занимается наполнением базы данных безоблачных, как раз по данным MODIS, безоблачные изображения льда.
И редко-редко, когда попадается кусочек, который можно увидеть сквозь облачность с использованием данных MODIS. Плюс, конечно, это то, что Арктика – это полярная ночь. Вот эта дыра в видимых изображениях, это значит, мы ничего видимо не видим. У нас, конечно, остается инфракрасное изображение, которые мы можем использовать круглогодично, нам не нужно солнечное излучение. Однако, если вы посмотрите на поле инфракрасное здесь и здесь, вот с правой стороны это тот же самый снимочек, то вы увидите, что видим-то мы, собственно, ту же самую облачность. То есть, несмотря на то, что солнышко нам не нужно для того, чтобы что-то рассмотреть, тем не менее, все, что мы увидим, это мы увидим характеристики облачной системы, а не подстилающей поверхности, не морского льда. Для сравнения рядом приведено поле характеристики микроволнового излучения. Это радиояркостная температура, измеренная в Си-диапазоне микроволновым радиометром АМСАР-2. И вот эта красная область относительно такой зеленоватой – это морской лед. Никаких сомнений быть не может. Очень высокий радиояркостный контраст, поэтому как бы вот относительно инфракрасных измерений не о чем даже и говорить. Значит, в более близком, более зумированное изображение, кромка морского льда, вот видно, опять же, радиояркостный контраст очень и очень велик. Голубая область – это вода, ну и то же самое изображение инфракрасное. Это вот все, что мы здесь видим, это всякие облачные проявления. Тут вот мы видим полярный циклон, холодное вторжение с Гренландии. Ну и вот только маленький кусочек, где-то хотела показать, вот он, маленький кусочек. Вот это вот просто по текстуре изображения мы видим, что это безоблачный кусочек, по которому можно что-то говорить про морской лед. Что-то это температура. Значит, микроволновый диапазон наш, это вот если говорить про прозрачность атмосферы, это вот от 1 миллиметра до 100 сантиметров. Тоже всегда я показываю этот слайд, чтобы сказать, что вот все, что вот здесь, все закрыто атмосферой. Вот это то, что нас интересует. Вот этот кусок поглощения, где атмосфера, с одной стороны, она не полностью прозрачна, с другой стороны, полупрозрачно, этот кусок частотный используется для исследования свойств самой атмосферы, а вот этот вот, который совсем-совсем прозрачный, этот вот как раз это наш диапазон частот для изучения морского льда. Это диапазон по длинам волн, это больше 4-5 сантиметров. Вот в этом случае мы можем условно забыть про атмосферу и говорить, что наши микроволны, они видят морской лед, видят воду, им атмосфера не помеха. Значит, ну это деление микроволнового диапазона, еще раз, чтобы сказать, что то, что мы используем, это вот все, что выше Си-диапазона, чаще всего, опять же, с какими-то оговорками, потому что вот этот диапазон Q, дальше я буду говорить об этом более подробно, но сразу скажу, чем выше частота, тем у нас выше пространственное разрешение радиометров, поэтому, конечно, нам бы очень хотелось уйти вверх по частоте, просто потому что это наше пространственное разрешение, это детальность нашей интерпретации свойств морского льда. Но тут как бы необходимы многоспектральные измерения, необходимы специальные подходы, поэтому чаще всего это частоты ниже Си-диапазона, ниже порядка там 5-6 сантиметров, то
то есть выше 5-6 сантиметров, ниже 4-8 гигагерц. Измерение радиометров и скатерометров в Арктике, измерение скатерометров активные, измерение радиометров пассивные. Для них, для обоих этих типов измерений характерна регулярность. Регулярность, значит, цена регулярности – это разрешение. Значит, пассивный микроволновый радиометр, если мы возьмем ту частоту, на которой мы прекрасно видим морской лед и можем отделить лед от воды, это вот частота Си-диапазона 6,9 ГГц. Никаких проблем с атмосферой нет, но разрешение это 60 километров. Это, конечно, очень и очень низкое разрешение, но зато это глобальные поля, и для изучения всяких крупномасштабной динамики можно использовать и эти измерения тоже. Активный радиометр та же самая примерно частота, тоже Си-диапазон. Вот картинка справа – это поле удельной эффективной площади рассеяния, измеренное радиометром, измеренное скатерометром АСКАТ. Это нормированное, это измерения, нормированные к одному и тому же углу, к 40 градусов. И вот это поле, оно построено нашими разработчиками искусственно за счет того, что у нас высокое временное разрешение измерений в Арктике, за счет того, что у нас и радиометры, и скатерометры находятся, расположены на спутниках с полярной орбитой, с солнечно-синхронной орбитой. Много измерений в Арктике позволяют это высокое временное разрешение перевести в высокое пространственное разрешение. То есть вот это как бы усредненное поле среднесуточное УЭПР, которое имеет разрешение 6 километров относительно стартового 25 за счет того, что использовано большое количество измерений. Еще сравнение пассивного для более высокого разрешения пассивного, измерений пассивного микроволнового сигнала и активного высочайшего разрешения, ну, высочайшего относительно скатерометра. Это Sentinel-1, разрешение 40 метров. Наш арктический портал, если вы презумируете эти изображения РСА, то технологии нашего портала позволяют посмотреть на изображение в его самом высоком разрешении, то есть вы увидите все детали морского льда, которые только вообще можно разглядеть вот с разрешением 40 метров. И максимально доступное с левой стороны разрешение нам применительно к пассивному микроволновому сигналу – это разрешение на частоте 89 ГГц. Это поляризационная разница в излучении на вертикальной и горизонтальной поляризации, которая тоже очень хорошо с ее использованием отделять морской лед от воды, потому что лед на излучение, он обладает очень низким поляризационным эффектом, то есть коэффициент излучения вертикально поляризованной компоненты в районе 90 ГГц, он очень мало отличается от коэффициента излучения горизонтальной компоненты. Поэтому вот у нас всегда низкая вот эта поляризационная разность. Разрешение здесь вот 6 километров, в принципе, достигается 3 километра. Это максимум того, что мы можем получить с помощью микроволновых радиометров. Ну и еще раз для сравнения, пассивные микроволновые радиометры и активные, все они устанавливаются на спутниках с солнечно-синхронной наклонной орбитой, то есть они великолепно подходят для изучения Арктики, арктического региона, ну и антарктического тоже за счет
того, что у них полярная орбита. Они имеют радиометры низкое пространственное разрешение, а активные микроволновые инструменты самое разное. Самое высокое – это разрешение РСА. Пассивные микроволновые системы за счет того, что им не требуется источник энергии, они принимают собственное микроволновое излучение, которым обладают все объекты с ненулевой температурой. За счет того, что они принимают собственное излучение, им не требуется источник энергии, поэтому можно запускать многоканальные комплексы, что и делают. То есть, как правило, микроволновые радиометры являются многоканальными. Они принимают излучение на очень большом количестве частот. Такая многоканальность, она позволяет разделять вклады в излучение от разных параметров. Именно поэтому, именно благодаря многоканальности микроволновые радиометры дают возможность восстанавливать цифру, то есть количественно восстанавливать параметры как подстилающей поверхности, так и атмосферы. Ну и радиолокационные инструменты, микроволновые активные инструменты – это чаще всего одноканальные инструменты, и измерения также позволяют восстанавливать параметры подстилающей поверхности, но в ограниченном объеме. С левой стороны еще раз демонстрация поля нормализованной площади обратного рассеяния, то есть еще раз скатерометры измеряют сигнал обратного рассеяния, удельная эффективная площадь рассеяния. Радиометры для того, чтобы измерять сигнал обратного рассеяния, нужен источник энергии, нужно этот сигнал послать, а потом уже получить обратно. Микроволновые радиометры, вот это поле поляризационной разности измерений, они измеряют интенсивность излучения. Причем понятное дело, что они измеряют интенсивность излучения всего, что находится в элементе, с которого собирает антенна все излучение. Значит, тут у меня ничего не идет. Видео, ну, это вот я уже сказала, что солнечно-синхронная орбита, на которую располагают микроволновые инструменты, это такой вид орбиты, когда спутник проходит над любой точкой земной поверхности приблизительно в одно и то же местное время. Ну и вот за счет такой орбиты у нас в Арктике и в Антарктике всегда много измерений. Чем выше широта, тем больше измерений. Значит, что дают нам, какие параметры позволяют нам, параметры морского льда позволяют определять различные инструменты. Скатерометры – это площадные измерения в рамках полосы обзора, позволяют определять границы ледяного покрова и его тип. Если я говорю тип, то в данном случае это имеется в виду либо однолетний, либо многолетний лед. Радиолокаторы с синтезированной апертурой позволяют определять как границу ледяного покрова, так и самые разные параметры ледяного покрова с высокой степенью детальности, в том числе анализ радиолокационных изображений высокого разрешения позволяет по текстуре, по изучению динамики льда вот за предыдущие дни позволяет условно определить возраст льда. Но это вот, как я уже говорила, это на самом деле не однозначная интерпретация. Ну и данные альтиметров – это не площадные измерения, это измерения вдоль треков. Они также нам позволяют изучать применительно к параметрам морского льда границу и толщину льда. Кирилл Хворостовский расскажет об этом подробнее, но я сразу скажу, что альтиметры – это единственный на сегодняшний день спутниковый инструмент, который эту толщину льда
дает возможность восстанавливать. Потом оговорюсь относительно L-band измерений. Появились в последнее время, вот тоже у меня слайд специально, чтобы сказать, что микроволновые радиометры дают возможность восстанавливать границу ледяного покрова, также тип льда, его сплоченность и толщина. Почему под вопросом? Потому что появились алгоритмы восстановления толщины льда по данным измерений радиометров, которые работают в диапазоне L. В L-бенде это радиометры SMOS и SMAP, но значит, физика здесь очень условная, то есть сами алгоритмы появились потому, что L-band – это порядка 20 сантиметров длина волны, и понятно, чем выше длина волны, тем глубже излучение проникает в лед, тем более толстый лед формирует излучение, ну и за счет того, что у нас излучение формируется в большей толще льда, говорят, можно, значит, эти радиометры использовать для восстановления толщины. Но в реальности все алгоритмы, которые основаны на использовании данных радиометров SMOS и SMAP, толщину восстанавливают только для тоненького льда толщиной до 50 сантиметров. И то точность этих алгоритмов очень и очень невысока. Значит, более подробно поговорим про микроволновое зондирование морского льда с помощью скатерометров. Ну и вот буквально недавно я наткнулась на видео, которое иллюстрирует то, как снимает, как проводит измерения скатерометр АСКАТ со спутников МИТОП. Сейчас у нас 3 таких скатерометра на орбите, у нас 3 спутника МИТОП, на каждом расположен скатерометр. Ну и вот вы видите, что у нас 6 антенн, 3 из них смотрят в одну сторону, 3 в другую, спутник летит, скатерометр проводит измерения, ну и вот у нас получается по 2 полосы обзора, кажется, километров 400 каждая полоса, он проводит вот таким образом измерения. Измерения этих 3 антенн, по 3 антенны в каждую сторону, обеспечивают съемки в 2 полосах обзора. Это съемки сигнала обратного рассеяния, вот так это выглядит для арктического региона, эти 2 полосы, которые покрывают область Арктики за целый день. Мы имеем, значит, соответственно, по примерно 28 таких полос, и наличие измерений. Вот если мы положим все эти измерения за сутки на арктическую область, мы получим, что у нас в центре, вот здесь собрано количество измерений с 2 инструментов, даже не с 3, а с 2, потому что мы эти картинки строили, когда еще последний скатерометр не был запущен. Вот видно, что в центре Арктики у нас 2 инструмента обеспечивают по 50 измерений, если мы возьмем элемент разрешения порядка 5 на 5 километров. То есть в элементе разрешения 5 на 5 километров у нас, в элементе поверхности 5 на 5 километров у нас 50, ну и чуть дальше поменьше, но тем не менее все равно много измерений скатерометрических. И эти измерения, опять же, значит, видно и понятно из геометрии сканирования, они проводятся под разными углами наклона, разными антеннами, то есть у нас азимутальные углы тоже разные. Значит, каждое измерение характеризуется азимутальным углом, одним из 6 антенн, 6 углов, и углом наклона. А угол наклона, соответственно, он в полосе обзора. Значит, вот это большое количество измерений, и их, значит, сразу я, опять же, предваряя, скажу, что у нас сигнал обратного рассеяния над морским льдом
он хоть и меньше зависит от воды, и тем не менее он меньше зависит от угла падения, чем над водой, тем не менее он все равно с углом наклона падает. И для того, чтобы как-то анализировать вот эти регулярные скоторометрические данные, мы можем нормировать измерения на один угол. Вот у нас наши разработчики это делают, и получать, соответственно, вот с разрешением 5 километров поле нормированных значений ОЭПР. И вот для сравнения рядом нерегулярные данные, это данные Sentinel-1, тоже за один день видно, что российские моря практически не покрыты этими данными, но это данные по сути своей одни и те же. Это данные о рассеивающих и диэлектрических свойствах поверхности. Вот то, что вы видите с левой стороны, вот это поле ОЭПР, поле рассеяния, сигнала обратного рассеяния, оно позволяет прекрасно видеть и многолетний лед. Вот видите, вот эта граница, это многолетний лед, который более яркий в этом поле сигнала обратного рассеяния, и однолетний лед, который более темный. Вот этот вот хвост здесь, это сюда у нас заплывает многолетний лед. И яркий молодой лед, который тоже вот эти вот яркие области выделяются для молодого льда, над которым дуют ветра, и который обладает тенденцией наслаиваться друг на друга, образовывать много вот этих вот отражающих площадок, которые увеличивают его яркость. Это очень характерный, известный факт увеличения сигнала обратного рассеяния. Но самое главное – это то, что это регулярные данные, которые можно использовать для изучения свойств морского льда с очень неплохим для регулярных данных разрешением. Они абсолютно коррелируют с тем, что мы видим на изображениях высокого пространственного разрешения, но вот, скажем, для российских морей у нас высокого пространственного разрешения просто нет. Ну, опять же, тоже все вы знаете, что спутники с высоким пространственным разрешением, вот это спутники Sentinel-1 с радиолокаторами с синтезированной апертурой, это спутники Европейского космического агентства. Спасибо этому агентству, оно бесплатно распространяет эти данные, мы можем их закачивать, можем ими пользоваться, можем использовать их для изучения свойств морского льда, но как бы понятно, что вот такие высокодетальные данные – это просто вот очень-очень большая редкость. Еще, наверное, десяток лет назад об этом никто не мог и мечтать. Значит, еще раз радиолокационный сигнал, сигнал обратного рассеяния от морской воды и от морского льда, они по-разному зависят от угла. Если мы посмотрим на ОЭПР, зависимость ОЭПР от угла падения, вот правый график, это очень большая зависимость. На левый она слабее, то есть угол вот этот меньше, но если мы будем нормировать, если мы будем рассчитывать в каждом пикселе вот эти коэффициенты линейного тренда, то есть это вот собраны, скажем, ну, за какой-то большой период по большой площади, вот данные, которые представлены здесь на этом слайде. А если мы будем строить для каждого пикселя отдельно, ну вот это про азимутальную зависимость также, значит, для воды она большая, а для льда ее практически не наблюдается. Если мы будем строить для каждого пикселя отдельно вот эти коэффициенты А и Б, вот здесь показано поле, с левой стороны показано поле нормализованной удельной эффективной площади рассеяния, а с правой стороны вы видите вот этот самый угол наклона B, то есть не угол падения, а
тот угол, который появляется, если мы строим линейный тренд аппроксимации вот точек в каждом пикселе, то вы видите вот здесь, что у нас мы даже по этому углу можем определять, отделять лед от воды и определять разные типы льда. Ну, тут может быть масштаб не очень хороший, но на самом деле этот угол, он коррелирует с сигналом. То есть у многолетнего льда угол наклона, он больше, чем у однолетнего. Ну а если сравнивать с изменчивостью, с вот этим углом, с изменчивостью над водой точек, то видно, что сразу граница льда выделяется очень и очень хорошо. Значит, суммируя по скатерометрам то, о чем я говорила, значит, разная угловая зависимость ОЭПР позволяет разделять лед и воду. Разный уровень сигнала, когда мы уже отнормировали эту зависимость, позволяет разделять однолетние и многолетние арктические льды. Это вот все, что я сейчас говорю, это то, что традиционно сейчас описывается в литературе, и то, что как бы тот край науки, который можно собрать по имеющимся публикациям. Кроме того, появились работы, которые говорят о том, что можно разделить среди многолетнего льда, выделить двухлетний лед тоже по уровню сигнала. То есть у однолетнего низкий, у двухлетнего повыше, у многолетнего еще выше. Но какова причина того, что у нас вот этот сигнал, он таким образом зависит от возраста льда, мы на самом деле не очень хорошо еще понимаем. Вот мы работаем над тем, чтобы разделить. То есть речь опять идет о том, что у нас сигнал обратного рассеяния, он определяется диэлектрической проницаемостью морского льда и шероховатостью поверхности. Так вот, какой вклад вносят эти два параметра, что является определяющим, это требует еще изучения и проведения дополнительных исследований. Традиционно из-за того, что все очень сложно со скатерометрами, когда у нас в один и тот же элемент разрешения попадает и лед, и вода, в связи с тем, что имеется вот эта разная угловая зависимость, которая разная и для типов льда, и для воды, спутниковые продукты по морскому льду на основе данных скатерометров – это лишь граница ледяного покрова и его классификация по типу однолетний и многолетний. То есть данные скатерометров для определения концентрации морского льда, я уж буду говорить по-английски, то же самое, что и сплоченность, они не используются. То есть сегодня, на сегодняшний день продуктов по концентрации морского льда на основе данных скатерометров не существует. И это, в общем-то, поле для деятельности, потому что, в принципе, получение таких продуктов возможно. Значит, ну вот немножко о том, что мы делаем в этом направлении. Мы, конечно, стараемся куда-то продвинуться дальше, чем все остальные. Вот то, что вы здесь видите, это у нас наши разработчики, вот Катя Балашова, она положила данные альтиметра, скатерометра и Sentinel-1 РСА, положила на портал, то есть визуализировала эти данные. Мы хотим вот эти вот зависимости использовать для того, чтобы понять, можем ли мы все-таки разделять лед не только в смысле однолетний и многолетний, но что-нибудь еще про него сказать, потому что данных много, это как бы дополнительное, это один и тот же диапазон, это диапазон 5-6 ГГц, альтиметр, Sentinel-3,
РСА, это просто высокое разрешение, но здесь же как бы под ложкой здесь идет скатерометр. На основании этих данных мы можем эти угловые зависимости построить. Это у нас многолетний лед, вот мы собрали по трекам альтиметров, получили точку в надире, мы получили вот эту угловую зависимость по данным скатерометров АСКАТ. И вот эти вот то, что здесь вот черненьким, это вот легли небольшой, вот все, что мы собрали для вот этой области по данным РСА, это Sentinel-1. То есть вот эта зависимость для многолетнего льда, а мы видим, что здесь у нас лед в основном многолетний, хотя понятно, что этот разброс, он определяется тем, что есть вкрапления и трещин, и другого льда, они на самом деле очень невелики, но для того, чтобы обеспечить вот этот разброс, конечно, следует иметь в виду, что лед, он неоднородный, там есть включение других типов льда тоже. Ну и вот что мы сейчас делаем, это мы пытаемся понять, как вот то, что мы получаем, это у нас получается экспериментальные измерения вот этого обратного рассеяния, как их соотнести с теорией для того, чтобы выделить свойства, понять, какие свойства льда влияют на вот эту кривую, включая вот эту вот точку в надире, которую нам дают альтиметры. Вот мы, например, посмотрели на работу исследователя Нгхейм, это 1995 год, где он моделирует различные вклады в сигнал обратного рассеяния и дальше рассчитывает, каким он должен быть на основании каких-то определенных параметров для многолетнего льда. Ну и вот если, значит, считаю, что вот у нас поверхность, лед – это такая трехслойная структура, у нас есть морская вода, морской лед, снег. Значит, для многолетнего льда это не brine inclusions, это inclusions, и они не эллипсоидные, а сферические. И вот эти исследователи, они получают кривую зависимости сигнала обратного рассеяния от угла падения. Мы хотим эту кривую, вот если посмотреть на эти вклады, вот эта вот черная кривая – это общее обратное рассеяние, вот эта штрих-пунктирная линия – это только поверхностное рассеяние многолетнего льда, то можно заключить, что для средних углов, вот для этих углов, у нас поверхностное рассеяние, поскольку вот здесь шкала вертикальная – это децибелы, то у нас для этих углов в многолетнем льду поверхностное рассеяние практически не вносит вклад. Во всяком случае, в соответствии с этой моделью, которая авторами предложена. То есть, если мы правильно аппроксимируем вот этот вот кусочек, то в этом кусочке для углов меньше 25 градусов, в этом кусочке главный вклад начинает вносить как раз поверхностное рассеяние. То есть, по идее, вот эта вот часть ответственна за поверхностное рассеяние. Если принять эту модель как правду, то, анализируя вот этот кусочек, мы изучаем свойства шероховатости поверхности. Ну, а если мы уже приняли изначально, что это многолетний лед, то вот эта часть для средних углов, она как бы ни от чего и не зависит. Ну, и вот наши пока исследования как раз показывают, что различия в разных точках вот этой кривой для многолетнего льда, они практически ничтожны. То есть все вот эти кривые, они очень и очень близки в диапазоне средних углов. Значит, дальше я, сколько у меня останется времени,
расскажу про микроволновое зондирование с помощью спутниковых микроволновых радиометров. Еще раз повторю этот слайд, что для того, чтобы подчеркнуть, что разрешение наше – это десятки километров, что мы имеем с помощью этих инструментов площадные измерения в рамках широких, гораздо шире, чем у скатерометра, полос обзора, и мы можем количественно восстанавливать такие параметры, как сплоченность, тип льда в смысле однолетнего, многолетнего, границу, толщина точно так же под вопросом. Вот я ее показываю, то, что мы положили. Наши разработчики, они совершенно фантастические, они любой спутниковый продукт, их попросишь, они тут же его скачают, визуализируют на портале, и вот можно посмотреть, что он из себя представляет. Вот эта толщина льда, про которую я говорила, что она условно измеряется радиометрами СМОС, это толщина льда, вот вы видите диапазон шкалы до 50 сантиметров, то есть все, что выше 50 сантиметров, это уже этими радиометрами не определяется. Ну и опять же, поскольку это эмпирический целиком алгоритм, то определить источники погрешностей этого алгоритма, а их очень и очень много, зачастую просто даже очень сильно затруднительно. Ну, то есть мы сами проверяли, поскольку мы занимаемся районом Приразломной в Печорском море, мы проверяли эти толщины, и ну, очень часто получалось так, что просто даже не физичные значения у этой толщины, которая поставляется как продукт по данным радиометра СМОС. Все уже, что здесь представлено на этом слайде, я говорила в течение лекции. Еще раз повторю, что достоинствами спутниковых микроволновых радиометров являются их глобальность, регулярность, как и у всех микроволновых инструментов, независимость от времени суток и погодных условий. Отличительной чертой является возможность восстанавливать количественные значения параметров. Чаще всего это за счет многоканальности мы можем восстанавливать и параметры морского льда, и параметры океана, и параметры атмосферы. Это доступность данных, поскольку все эти данные, они различными центрами данных распространяются совершенно бесплатно. Ну и вот усилия, которые тратят разработчики инструментов, научные коллективы, усилия по калибровке и интеркалибровке данных, они приводят к тому, что мы можем эти данные использовать для построения длинных временных рядов. Уже сейчас с 1978 года это получается более 40, да, нет, не более 30 лет. Можем строить временные ряды параметров и изучать изменения климата на основании анализа того, что происходит с этими параметрами. Но, как всегда, за все нужно платить. Мы имеем такие чудесные данные бесплатно, но их ограничения, они не позволяют их использовать в целом ряде задач. Низкое пространственное разрешение. Понятно, что для изучения всяких мезомасштабных динамик, в том числе мезомасштабной динамики морского льда, мы их использовать не можем. Необходимость устойчивой абсолютной калибровки – это не наши усилия, но это постоянные регулярные усилия центров данных и разработчиков на то, чтобы эта калибровка не съезжала. А как вы понимаете, микроволновый радиометр, который принимает излучение всего на свете, вот антенна чуть сбился
наклон, который используется в расчетах, чуть сбилась стабильность, и сразу в лепестки антенны попали какие-то части самого инструмента, сразу калибровка поехала. То есть на каждом, буквально каждый день, если не на каждом витке, эта стабильность калибровки, она проверяется, корректируется. Центры данных периодически пересчитывают последние продукты и выкладывают новые, потому что они пишут, что они обнаружили сбой в калибровке. Но зато мы как бы можем быть уверены, что использование этих данных позволяет нам следить действительно за количественными изменениями параметров, которые реально имеют место. Ну и еще одно ограничение, пока оно не было преодолено, микроволновые радиометры и не могли быть использованы, это необходимость высокой чувствительности самих приемников, потому что если мы вспомним функцию Планка, энергию излучения, зависимость ее от длины волны, и построим эту зависимость, то мы увидим, что для микроволнового диапазона, это вот шкала у нас в ваттах, это микроскопические совершенно доли энергии для того, чтобы их зарегистрировать, для того, чтобы они превысили шумы все. Это потребовались усилия разработчиков по разработке самой аппаратуры радиометрических приемников. Значит, на сегодняшний день у нас микроволновые радиометры основные перечислены на этом слайде. Я уже не первую лекцию этот слайд показываю, не буду подробно останавливаться на нем. Единственное, еще раз возвращусь к тому, что вот измерения нашего российского радиометра МТВЗА-ГЯ, которые с успехом могли бы быть использованы, это огромное количество частот от 10, от частоты X диапазона до 183 ГГц в широчайшей полосе обзора можно было бы использовать очень хорошо, если бы нам предоставили доступ к данным, если бы хотя бы какое-то количество данных были доступны хотя бы для исследований. Вот нам удалось достать данные для 2016 года для 3 дней измерений всего. И вот посмотрите, вот это один и тот же канал, примерно одна и та же частота, радиометр МТВЗА-ГЯ, радиометра АМСАР-2, несмотря на то, что разрешение нашего российского инструмента низкое, это почти 80 километров, а АМСАР-2 в 3 раза выше на этой частоте, гораздо более детальное изображение. Тем не менее, эти данные нашего российского радиометра можно было бы прекрасно использовать также для изучения морского льда, если бы эти данные были нам доступны. Может быть, если нас лишат данных зарубежных, может быть, Российское космическое агентство и Росгидромет изменят политику распространения данных, и мы получим возможность с ними работать. Значит, данные, с которыми мы работаем сегодня, это потрясающий совершенно радиометр АМСАР-2 с диапазоном частот от C-бенда до 89 ГГц. 89 ГГц измерения, которые мы используем также для своего алгоритма. Вот здесь показаны измерения на разных частотах. Опять же, я повторяю, чем выше частота, тем лучше разрешение, но, как вы видите, чем выше частота, тем больший вклад у нас вносит атмосфера, тем лучше нужно ее вклад можно, и он с успехом отделяется от вклада подстилающей поверхности, но для этого нужно использовать специальные подходы. Вот если мы посмотрим на поля радиояркостных температур, а радиояркостная температура – это характеристика микроволнового излучения, это характеристика его интенсивности, то еще раз вот посмотрите, низкие частоты 6,9 ГГц, C-диапазон, лед
великолепно отделяется. И вот 89 гигагерц, детальность существенно выше, чем в Си-диапазоне, но и очень много мы всего видим того, что не имеет никакого отношения к подстилающей поверхности, к морскому льду. Значит, за счет того, что у нас высокий радиояркостный контраст между льдом и водой, мы можем оценивать его сплоченность. Коэффициент, за счет того, что коэффициент излучения однолетнего льда отличается от многолетнего, он для однолетнего льда близок к единице, для многолетнего льда он существенно меньше, мы можем определять типы льда. Ну и то, о чем мы должны помнить, работая с этими данными, это о том, что плохая погода, это сильный ветер, облачности и осадки ведут к росту погрешности алгоритма, и именно плохая погода, ну, включая, конечно, летние условия, про которые я говорила, являются причиной того, что количество алгоритмов все растет и растет, никто не останавливается, мы тоже стараемся не отставать, у нас есть свой в лаборатории алгоритм восстановления сплоченности ледяного покрова. Ну вот еще одна иллюстрация того, что вот я говорила, что Си-диапазон, он прекрасен, но стараются использовать более высокие частоты. Вот используют также в ряде алгоритмов частоты, которые находятся в диапазоне от 18 до 40 гигагерц, но за счет того, что этих частот много, вклад различный от атмосферы и подстилающей поверхности, их тоже с успехом используют для восстановления концентрации льда. Мы в лаборатории используем высокую частоту, это 89 гигагерц, и свой алгоритм основываем на интерпретации поляризационной разницы в измерениях. Ее, опять же, она очень мала, ее очень хорошо отделять лед от воды с использованием этого параметра поляризационной разницы, если бы не та неприятность, что если у нас плохая атмосфера, а плохая атмосфера – это когда в ней много воды, да, хорошо, много воды или у нее сильный ветер, то в этом случае, вот видно здесь внизу, у нас это не лед, это тоже атмосфера, но плохая атмосфера, которая ведет к тому, вот это вот видите, области воды, это плохая атмосфера, она тоже понижает поляризационную разницу в измерениях на 89 гигагерц. Для того, чтобы отличить воду ото льда в таких условиях, применяются специальные подходы. Ну и вот у нас алгоритм, он такой достаточно интересный, потому что мы не используем точки привязки, то есть значения поляризационной разницы над льдом и над водой, мы не используем его какое-то конкретное, мы не используем его переменное, как некоторые алгоритмы, скажем, от полосы обзора до полосы обзора, мы берем то значение, которое вот ближайшее к кромке, и поэтому у нас на самом деле вот точность нашего алгоритма, она достаточно высока. Понятно, когда я говорю достаточно высока, это разговоры ни о чем, его точность нужно оценивать, чтобы оценивать точность, нужны какие-то надежные данные по сплоченности, а это совершенно отдельный вопрос, но мы этим занимаемся, потому что мы прям вот некоторые отдельные case-studies показывают, что мы определяем относительно стандартных алгоритмов. Вот мы можем посмотреть на радиолокационное изображение высокого разрешения и увидеть лед там, где наш алгоритм его показывает, а чужой не показывает. Мы получаем уменьшение оцениваемой сплоченности в области влажных
атмосфер, и отсутствие льда, этот наш алгоритм дает отсутствие льда там, где другие алгоритмы демонстрируют его наличие. Но это как бы не самая большая беда, как если мы имеем наоборот, вот посмотрите на альтернативный продукт университета Бремена, что если продукт, если карта льда показывает нам, что льда нет, а на самом деле он есть, а вот мы видим, что он есть по данным по счастливой случайности безоблачным модис, вот здесь кусочек льда, поляризационная разность, и наш продукт, он показывает, что лед здесь есть, и он высокой сплоченности. Спасибо за внимание. Паша, по поводу наших данных я тебе отвечу в личной беседе, потому что это отдельная история. Отношения между научно-исследовательскими организациями и Роскосмосом, они никакие. История моих попыток получить данные МТВЗА, она очень длинная, и это просто на отдельную лекцию. Даже она не закончена, но мне их не дают. Ну, условно, то есть я уже в 5 мест сделала запросы, и практически в 5 местах мне их обещали, никто не отказал, но вот уже больше года нам эти данные не получить. Какие-то данные просто, вот то, что я показывала, это благодаря каким-то личным старым связям получено в небольшом количестве, ну, это вот и все. А что, второй вопрос. Спутник, летающий по солнечной синхронной орбите, описывается как Polar Orbit. Да, так и есть. Polar Orbit – это солнечно-синхронная орбита по-русски. Так, хорошо, Лиза. Но, к сожалению, время у нас ограничено. Вышло, да, ограничено. Спасибо. У нас еще... еще да. Можно отвечу еще на вопрос? Зависимость ОПР на скользящих углах пропадает. Нет, я не говорила, что она пропадает, не говорила. Я говорила, что она пропадает, потому что у нас нет этих измерений. Она пропадает только в том смысле, что у нас нет точек на графике. Она есть, и она очень существенная, но мы ее не видим. У нас нет инструментов, которые позволили бы нам эти точки на график нанести. Спасибо, Лиза, за прекрасный доклад. Добрый день. Меня зовут Кирилл Хворостовский. Я работаю в лаборатории спутниковой океанографии. Занимаюсь в том числе изучением морского льда с помощью спутниковой альтиметрии, о чем, собственно говоря, сейчас я вам постараюсь рассказать. В принципе, Лиза уже упоминала, что спутниковая альтиметрия на данный момент является основным методом измерения толщины морского льда. Один из наименее изученных параметров на данный момент. И эта область исследований на данный момент очень бурно развивается. Но, тем не менее, еще остались довольно много проблем, поэтому, в общем, сейчас это довольно актуальная тема. В частности, Йони в своем докладе кратко уже рассказал о применении альтиметрии для измерения толщины льда, но вот я в своем докладе остановлюсь на этом более подробно. Ну, опять-таки, Лиза уже упоминала о том, почему, собственно говоря, важно изучать морской лед. Еще раз можно упомянуть коротко. Это, во-первых, прикладные аспекты, это навигация судов, это разработка шельфовых месторождений. Естественно, для того и для другого важно знать распределение толщины льда. Вот. Но также, естественно, это и научные задачи. Известно, что за последние декады морской лед в Арктике значительно сократился. И вот на рисунке на слайде внизу видите, насколько уменьшилось его распространение
в Арктике за последние 25 лет, уже 45 лет. Но если площадь и распространение морского льда уже достаточно неплохо изучается, и существует множество алгоритмов, основанных на использовании пассивной микроволновой радиометрии, как уже Лиза упоминала, то оценка толщины льда, она как раз относительно недавно начала развиваться бурно, и еще, в общем, этот процесс еще на данный момент эти исследования еще продолжаются. Ну, в частности, для чего в научном смысле важна толщина льда? Это, ну, как минимум, определять объем льда. Тот, собственно говоря, параметр, который нас в первую очередь интересует. Вот на слайде вы видите, что если на левой картинке сплоченность, ну или как концентрация, да, льда, этот параметр уже известен, по многим продуктам он у нас доступен, но большая часть Арктики заполнена льдом со 100% концентрацией, то есть он достаточно, с точки зрения сплоченности, он достаточно однороден. Вот. В то же время, если посмотреть на распределение толщины льда, то очевидно, что все очень сильно меняется, и вполне логично, что у побережья Гренландии и Канады, канадского архипелага, у нас наиболее толстый многолетний лед, у берегов российской Арктики он минимальный, однолетний. И только умножив эти две характеристики, мы можем реально оценить объем этого льда, что важно, естественно, для оценки, насколько у нас сейчас действительно сокращается этот лед, потому что, скажем, вот в районе многолетнего льда его сплоченность, она, в общем, ну, практически постоянно 100%, и не очень понятно, насколько он сократился. Данные же показывают, что он сократился за последние десятилетия очень существенно, данные по толщине. Итак, какие же спутники используются для изучения толщины морского льда? Ну, это прежде всего европейские спутники РС-1, 2, НВИСАТ, которые проводили наблюдения с начала 90-х годов с радиоальтиметрами на борту, измеряющими в Q-диапазоне. Также был запущен в 2000-х годах первый лазерный альтиметр ISAT-1. Он был не очень успешен с точки зрения регулярности наблюдений по техническим причинам, его вынуждены были периодически отключать. В результате он работал и проводил наблюдения только 2-3 периода в году, каждый период по где-то чуть больше месяца. Вот. И все это продолжалось вот в течение 6 лет, то есть, в общем, достаточно ограниченное количество данных, но тем не менее по этим данным было довольно много результатов получено. Еще следующий спутник, который можно упомянуть, это ISAT-2. Он тоже, это радиоальтиметр, работающий в Q-диапазоне, но использующий, я расскажу об этом подробнее чуть позже, так называемый режим синтезированной апертуры, в чем-то схожий с радиолокаторами синтезированной апертурой, и тоже, как и радиолокаторы с синтезированной апертурой, позволяющие улучшать разрешение. То есть основная проблема, как Лиза неоднократно говорила, в микроволновых измерениях в том, что они позволяют наблюдать, проводить измерения вне зависимости от облачности, от времени суток, но они имеют низкое разрешение по сравнению с видимым диапазоном.
Так вот, большая часть альтиметров – это как раз радиоальтиметры, измеряющие в микроволновом диапазоне Q, или вот один еще ниже, видите, спутник Сарал, он измеряет в К-диапазоне. В отличие от них, лазерные альтиметры, они, конечно же, имеют гораздо лучшее разрешение, более высокую точность, но они, к сожалению, естественно, не могут проводить измерения при наличии облачности. Хотя, тем не менее, по их данным тоже были получены уже и по ISAT, естественно, первому, и по второму спутнику лазерному, который был запущен относительно недавно, 2 года назад, было получено достаточно много уже хороших результатов. То есть, несмотря на то, что они работают в видимом диапазоне, ну или ISAT 1 в инфракрасном, ISAT 2 в видимом, они позволили уже к настоящему моменту получить довольно много хороших результатов. Из радиоальтиметров еще нужно отметить Сарал, который я уже упомянул, он работающий не в Q-диапазоне, а в K-диапазоне. То есть его диапазон ближе к видимуму, да, немножко. Вот здесь внизу на диаграммке показано, где примерно находится точка, относящаяся к Q-диапазону и где к K. Но, тем не менее, еще находящаяся в зоне микроволновом диапазоне, поэтому не зависит в большей степени, чем Q-диапазон, но все-таки практически, можно сказать, не зависит от облачности, от наличия облачности. И Sentinel-3, спутник Sentinel-3 с измерениями также в Q-диапазоне и также вот в этом новом, более точном режиме синтезированной апертуры, это вот тоже относительно недавние спутники, которые проводят измерения с 2016 года. По какому параметру еще можно провести отличие всех этих спутников? Это по покрытию, в частности, Арктики. Ну, Антарктика здесь практически полностью антарктический, южное вот море вокруг Антарктики покрывается, но Арктика покрывается не всеми достаточно полно, в частности, ЭРС и НВСАТ спутники, а также Сарал и Сентинель спутники, они действуют только, как вы видите, до широты 81,5 градуса. То есть очень большая часть Арктики является не покрытой их измерениями. В отличие от них, крайосат радиоальтиметр, покрывающий Арктику до 88 градуса, он почти полностью ее покрывает, что, конечно же, это практически мы впервые в 2010 году, когда он был запущен, получили спутник, который покрывает всю Арктику альтиметрическими измерениями, что, конечно, позволило впервые получить какие-то оценки именно толщины для всей Арктики. А также недавно, 2 года назад, вот запустили второй лазерный альтиметр ISAT-2. Он тоже покрывает, как и ISAT-1, который работал в 2000-х годах, покрывает значительную часть Арктики до 86 градуса, то есть тоже, в общем, позволяющий получать информацию практически по всей территории Арктики. Итак, как измеряют альтиметры? Ну, немножко все-таки нужно остановиться на методологическом аспекте, о том, как работают альтиметры, как они измеряют, что они измеряют. Ну, в альтиметре посылают сигнал, который, отражаясь от Земли, принимается приемником альтиметра и фиксируется время прохождения сигнала от альтиметра до Земли и обратно. По времени прохождения, зная, что скорость распространения – это скорость света, мы можем получить расстояние от спутника до Земли. То есть
с помощью альтиметров мы изначально получаем высоту относительно эллипсоида. Как разницу между высотой спутника относительно эллипсоида и расстояние от спутника до поверхности. Высота спутника относительно эллипсоида – это достаточно тоже такая в какой-то степени источник неопределенности, то есть мы должны точно знать, промоделировать движение спутника, на какой высоте он летит, чтобы относительно эллипсоида его положение высчитать. Расстояние спутника до поверхности – это то как раз, что меряет сам спутник. Ну и по разнице мы можем получить высоту. Ну а расстояние от спутника до поверхности, как я уже сказал, оно определяется как по времени прохождения сигнала от спутника до поверхности и обратно, умноженное на скорость света и деленное пополам. От чего зависит точность таких измерений? Ну, во-первых, как я сказал, нужно знать точно, модель должна быть движения спутника относительно эллипсоида. Потому что спутник, он, если для площадных съемок, о которых рассказывала Лиза или другие докладчики, там в меньшей степени важна высота, то здесь она принципиальная. То есть, поскольку спутник, он зависит его движение от гравитационных волн, то, соответственно, нужно промоделировать все эти самые волны, и все это, естественно, определенную долю неопределенности вносит. Также нужно учитывать задержку сигнала при прохождении через атмосферу. Ну, здесь мы все время говорим, что микроволновые измерения они не зависят от атмосферы, но на самом деле небольшие поправки, они все-таки необходимо вносить и на сухую атмосферу, зависящую от давления, и на содержание влаги в атмосфере. Естественно, нужно знать высоту геоида и приливов, то есть, чтобы знать, чтобы с чем-то соответствовать эту самую измеренную нами высоту. А также, естественно, зависит от рабочей частоты альтиметра. Как на предыдущем слайде показала, различные альтиметры работают на разных частотах, соответственно, имеют свои плюсы и минусы. Кто-то в большей степени подвержен влиянию атмосферы, кто-то в меньшей влиянии. Ну и, соответственно, от этого зависит еще и разрешение, потому что, как опять-таки неоднократно повторялось, микроволновые измерения, они обладают тем свойством, что они хоть и не зависят от атмосферы, но они обладают худшим разрешением. Но это связано с тем, что микроволновое разрешение гораздо менее мощное, и, соответственно, нам нужно, чтобы сигнал получить достаточно значимый, отличный от шумов, нам нужно собрать сигнал от большой территории, от большой площади поверхности, в отличие от видимого диапазона, где мы можем получать сигнал достаточно ясный и мощный от небольшой площади, но там мы зависим, соответственно, от облаков и от атмосферы в гораздо большей степени. Итак, как производится измерение, в начале радиоальтиметра, начнем с него, в традиционном режиме, я его здесь назвал режиме низкого разрешения, на самом деле большая часть альтиметров долгое время только в этом режиме и измеряла. Только после того, как появились альтиметры, измеряющие в так называемом режиме радиолокатора в режиме синтезированной апертуры, и вот только тогда, собственно говоря, появился какой-то другой режим. Изначально только вот этот и был. В результате вот здесь на этой схеме показано, что вот альтиметр посылает какой-то сигнал, и этот сигнал имеет какую-то продолжительность. Когда передний фронт сигнала достигает поверхности, вот мы начинаем принимать сигнал. Дальше, после того, как сигнал проходит дальше, то есть задний фронт сигнала постепенно тоже достигает поверхности, у нас все от большего и большего количества
больше и больше площади поверхности Земли начинает отражаться сигнал. Соответственно, раз его больше отражается, он начинает расти по мощности, достигает достигает максимума в тот момент, когда задний фронт сигнала достигает поверхности. Вот. И далее мы уже начинаем получать отраженный сигнал только вот от таких замкнутых эллипсов, и постепенно мощность сигнала снижается. Таким образом, высота по данным радиоальтиметров измеряется по вот этой части сигнала, которая соответствует тому времени, когда уже передняя часть фронт-сигнала достиг поверхности Земли, и до того момента, когда задний фронт поверхности также достиг Земли. Вот по вот этой вот части, которая у нас увеличивается, мы должны определить среднюю высоту в рамках вот этого вот, ну, так называемого футпринта или элемента разрешения. Чтобы получить среднюю, естественно, выбирается где-то вот середина вот этой самой переднего фронта сигнала. Чтобы определить, где эта середина, на самом деле это все не так просто, потому что на данном рисунке изображен более-менее идеальный какой-то случай сигнала. На самом деле он может быть сильно зашумлен. И определить, где эта середина, где вот этот максимум, где начало сигнала и где середина, это все очень довольно нетривиальная история. Вот, и в принципе сигнал аппроксимируется некой модельной функцией. Поэтому над поверхностью того же, например, морского льда, который, естественно, более шероховатый и имеет какие-то нерегулярные формы на своей поверхности, точность этой аппроксимации уменьшается, соответственно, определение высоты уменьшается. Но, тем не менее, вот, то есть это по сравнению с измерениями над морской поверхностью, здесь, конечно, некоторые сложности возникают дополнительные. Разрешение вертикального пространства, ну, вот, зависит от вертикального, от как раз продолжительности вот этого самого импульса, который составляет в большинстве случаев примерно 3 наносекунды. И вот этот сигнал получается вот в такие элементики разрешения маленькие, каждый из которых примерно полметра. То есть нужно, чтобы получить с точностью там, до сантиметров, десятка сантиметров, нужно аппроксимировать, интерполировать между вот этими маленькими элементами разрешения. Пространственное разрешение зависит то же самое от этого самого диаметра элемента разрешения, от продолжительности импульса, и при высоте спутника, ну, примерно 800 километров, вот такая номинальная диаметр этого футпринта для радиоальтиметров, работающих в режиме низкого разрешения, это примерно вот 1,7 километров. Далее, как я говорил уже, далее был такой придуман режим синтезированной апертуры, в каком-то смысле напоминающий измерение в режиме измерения радиолокатора синтезированной апертурой. То есть чем полезны, чем хороши радиолокаторы синтезированной апертуры, что они, несмотря на то, что измеряют в микроволновом диапазоне, то есть не зависит от облачности, они, в отличие от других микроволновых измерений, позволяют получить еще и высокое разрешение. Вот здесь та же самая идея была, используя радиолокаторы, используя радиоальтиметр, то есть в микроволновом диапазоне, получить более высокое разрешение. Такие альтиметры, они посылают уже серии импульсов и принимают некие конгруентные сигналы, которые позволяют получить вот, несколько измерений в одной и той же точке. Вот в этой точке было проведено измерение, когда спутник находился в этом положении, в этой же точке, когда спутник находился в этом положении, и так, соответственно, много раз в каждой из этих точек. То есть все эти измерения должны быть когерентными. Это позволяет при совместной их обработке, не вдаваясь в особые детали,
получить вот такие уже элементы разрешения, то есть это уже не пятно диаметром 2 километра, а при большей шероховатости и больше километров, а уже некая такая полоса, примерно 300 метров вдоль движения спутника и 1,7 километра поперек движения спутника. То есть в данной ситуации у нас уже измерение определяется не продолжительностью импульса только, то есть они называются в английской терминологии pulse limited footprint, а в данной ситуации они уже зависят от ширины всего луча, так называемой, от антенны, то есть и называется, соответственно, beam limited footprint. Вот, в результате, из-за того, что у нас вот такие элементы разрешения вытянутые, оказываются в таких случаях, у нас уже для определения высоты поверхности нужно определять не середину вот этого вот переднего фронта сигнала, а где-то точку, находящуюся ближе к ее максимуму, чтобы вот чтобы она соответствовала примерно середине этого элемента. Ну, дальше я немножко еще на этом остановлюсь. На самом деле все это очень непростая задача, потому что где вот эта точка, соответствующей высоте, это очень большой вопрос, который зависит от свойств поверхности. И сейчас как раз последнее исследование этому уделяет наибольшее внимание. По поводу лазерных альтиметров. В отличие от радарных альтиметров, у них, конечно, гораздо лучше разрешение. Ну, но даже если сравнивать ISAT-1 и ISAT-2, они очень сильно отличаются. ISAT-1 основан на регистрации энергии сигналов, то есть тоже те же самые вот формы сигнала, волновые формы сигнала, которые для радиоальтиметров я показывал на предыдущих слайдах, те же самые получаются здесь, но только с более высоким разрешением. Каждый 172 метров, вот с футпринтом уже не 2 километра и выше, или там несколько сотен, а уже только 70 метров. Но, как я сказал, с ISAT-1 там получились технические проблемы, потому что столько требовалось, видимо, энергии для того, чтобы посылать эти лазерные импульсы, что не рассчитали, насколько этого дела хватит. Поэтому вот и вынуждены были время от времени останавливать эти измерения и проводить только реально 2 месяца в году. В феврале-марте и в октябре-ноябре. Чтобы избежать этой проблемы, ISAT-2, который очень долго разрабатывался и вот был запущен 2 года назад, применили уже другой способ, который основан на использовании счетчика фотонов. Причем этих лучей уже посылается не 1, а 6, то есть по 3 пары. Между парами расстояние где-то 3 километра, между измерениями в паре где-то 90 метров. Ну, для чего были использованы несколько? Прежде всего, для измерений над континентальным льдом, потому что CRIOSAT, что ISAT-2, что ISAT, они по своим названиям, в общем, можно догадаться, что в первую очередь были разработаны для изучения льда, причем как морского, так и континентального. И с континентальным льдом вот там связана такая проблема, что поскольку мы имеем наклонную поверхность, она очень непросто отличать изменения. Если спутник пролетает не точно над тем же местом, над которым прилетал раньше, соответственно, очень сложно определять, насколько изменения высоты были обусловлены изменениями действительно высоты ледника или наклоном поверхности. Вот. Но для морского льда, в принципе, в общем, тоже 6 этих измерений тоже можно измерять, ну, для контроля. В принципе, уже первые исследования показали, что они достаточно неплохо друг другу соответствуют, поэтому, в общем, можно ограничиваться какими-то одними, но, тем не менее, в общем, покрытие, по крайней мере, лучше. Но, как я уже сказал, у лазерных альтиметров по сравнению с радиоальтиметрами есть большой минус, хотя они
позволяет получать более высокое пространственное разрешение с более точные измерения, их измерения пригодны только при отсутствии оптических толстых облаков. Итак, как же, собственно говоря, по альтиметрии мы можем получить толщину? Ну, Йони вот показывал схожий с этим рисунок. Ну, я остановлюсь на этом также, может быть, или для кого-то просто пояснить или повторить, ну, в общем, чуть подробнее. Итак, мы измеряем просто высоту, причем у радиоальтиметра и лазерного альтиметра мы измеряем разную высоту. Если у радиоальтиметра сигнал проходит, по крайней мере, он допускается, что он проходит через слой снега и отражается от раздела поверхности между льдом и снегом, то сигнал лазерного альтиметра, он отражается от поверхности снега. Чтобы определить толщину льда, используется измерение его превышения, то есть та высота, на которую этот лед превышает поверхность моря. Что означает, что вместе с измерениями поверхности ледниковых вот этих вот льдин, да, нам нужны измерения этой самой или какие-то данные об уровне моря. Эти данные, ну, модельные данные есть, но это их точность недостаточно, чтобы использовать эти данные. Поэтому используются опять-таки те самые данные альтиметров, которые измеряют высоту в разломах между льдинами. То есть точность измерения превышения, она в частности зависит от количества этих разломов, которые существуют, которые присутствуют. Поэтому, скажем, у многолетнего льда, где таких разломов меньше, там, соответственно, и это влияет, естественно, на точность. Таким образом, после того, как мы измерили вот это самое превышение, мы можем использовать закон Архимеда, изотахическое равновесие плавучего льда, которое связывает высоту льда, сумму высоты льда и высоты снега, лежащего на нем. Высота снега очень важна, потому что она тоже оказывает некую нагрузку на лед и его как бы опускает немного. Приравнивается к осадке, ну, по-английски называется драфт, поэтому D, умноженные, соответственно, на плотность льда, плотность снега и плотность воды. Исходя из этой формулы можно вывести, как находить толщину льда из этих всех параметров в случае, если мы измерили лазерным альтиметром высоту превышения и льда вместе со снегом, и в случае радиоальтиметров только превышение льда. Вот, соответственно, эти два параметра, которые и измеряет альтиметр. Но точность здесь еще нужно отметить, что, конечно, зависит от высоты снега, плотности снега и плотности льда. Ну, плотность снега в меньшей степени, но высота снега и плотность льда – это вот те два параметра, которые также критически важны при оценках толщины льда. То есть мало измерить точно высоту превышения, хотя это тоже не так просто, так еще и вот надо иметь эти самые параметры, чтобы правильно перевести значение превышения в значение толщины льда. Поэтому в результате, поскольку нам нужны измерения и поверхности воды, и поверхности льда, мы должны, естественно, как-то различать, какие измерения у нас измеряют поверхность воды в разломах, а какие у нас измеряют высоту самих льдин. Это делается на основе исследования форм вот этих сигналов. Ну, в данной ситуации приведены примеры вот этих самых форм сигнала, полученных для
морского льда и для разлома, характерные для данных КРСА-2, то есть для данных, которые используют режим синтезированной апертуры. Поэтому, видите, у таких сигналов у них вот эта вот задняя часть сигнала, она гораздо быстрее падает вниз, чем у радиоальтиметров с низким разрешением. Но, тем не менее, хотя у обоих он достаточно быстро падает, разница довольно заметная. И вот по этой разнице мы, соответственно, классифицируем, какие сигналы относятся к одной поверхности, какие к другой. Это, в частности, влияет на то, что по данным радиоальтиметров мы можем получить измерения только на период с октября по апрель, потому что летом образуются снежницы, то есть большие участки талого снега, которые, естественно, могут быть неправильно интерпретированы как поверхность воды в разломах. Вот, и, соответственно, летом практически данные радиоальтиметрии бесполезны. Вот здесь еще можно заметить, что нужно отличать поверхность воды в открытом море и поверхность воды в разломах. Если поверхность воды в открытом море, она может быть очень шероховатой из-за волнения ветрового, и, соответственно, еще более вот этот вот хвост сигнала быть не пикообразным, то как раз поверхность в разломах, она практически всегда абсолютно гладкая, зеркальное отражение имеем, потому что здесь волна не может развиться до такой степени, как в открытом море, и, соответственно, вот поэтому здесь они такие гладкие, но либо с водой, либо с очень тонким льдом, который, конечно, тоже может какую-то уже погрешность нести, но этот очень тонкий молодой лед, он будет точно так же восприниматься, так же, как и открытая вода в разломах, и, в общем, вносить не очень большой неопределенности в измерение, потому что он очень тонкий. Далее, после того, как мы определили значение этого превышения, то есть после того, как мы определили высоту над льдом и в разломах, мы находим превышение по, соответственно, разнице высоты морского льда и локальный уровень моря. Уровень моря, она определяется вот по этим опорным точкам в разломах и интерполируется на все остальные точки, в которых мы хотим определить превышение льда. Еще такая вещь здесь делается, что измеренные высоты, они вот H и HS, они, то есть высота морского льда и локальная высота в разломах, которые мы измеряем альтиметром, они еще определяются как разница между высотой поверхности относительно эллипсоида и средним уровнем моря. То есть мы из них вычитаем этот самый средний уровень моря. Они изначально измеряются как высота над эллипсоидом, но мы из этих значений вот вычитаем этот самый средний уровень моря, чтобы исключить крупномасштабные колебания высоты геоида. Далее, когда мы определили превышение, мы уже можем определить с помощью вот этой самой формулы гидростатического равновесия, уже можем определить толщину. Для чего нам нужны глубина и плотность снега и плотность льда? Но есть разные источники, которые позволяют определить эти параметры. Наиболее распространенные в качестве источника для значений высоты, глубины и плотности снега используется климатология на основе наблюдений российских дрейфующих станций аж еще во второй половине прошлого века. То есть это достаточно древние данные, причем они
естественно, не учитывают межгодовую изменчивость, это климатология, это средние какие-то значения, одни на всех, что называется. Поэтому, поскольку, естественно, у нас с тех пор во многом многолетний лед был заменен на однолетний, то, соответственно, чтобы более-менее привести в соответствие те значения высот, которые мы имеем для разных точек, было предложено корректировать значение глубины для однолетнего льда. Ну, брать то, что мы имеем по климатологии, и брать половину от того, что мы имеем по климатологии. Какие еще в последнее время используются источники для определения глубины, в первую очередь снега, как основной фактор, носящий неопределенность в оценку толщины? Это результаты моделирования, которые основаны, правда, естественно, тоже они, это вот, в частности, здесь я аббревиатуру одной модели привел, которая основана на данных, то есть она запускается с помощью изначальных, в качестве начальных данных используются данные эры интерим, сейчас уже эра 5, наверное, и учитывают различные процессы, которые могут происходить со снежным покровом на морском льду. Но так или иначе это данные моделирования. Можно еще получить по данным измерений спутниковой альтиметрии в случае, если есть данные в разных диапазонах частот. Потому что, скажем, вот, если сравнивать данные радиоальтиметрии лазерных альтиметров, то, соответственно, поскольку они отличаются на глубину снега, то, соответственно, это может нам дать оценку самой толщины снега. Но это все должны быть данные, которые имеются вместе с теми данными, которые мы хотим использовать. Допустим, Краесат у нас меряет, проводит измерения с 2010 года, а тех же лазерных альтиметров у нас просто нет. Вот и для этого также использовалась, была попытка использовать Сарал спутник, который использует К-диапазон, и по этой разнице тоже определять. Ну, в общем, там есть возможности, но так или иначе это пока не до конца решенная задача, нужно еще продолжаются разные исследования. Я дальше покажу первые вот исследования по этому поводу, которые уже существуют. По плотности снега тоже есть разные, в разных работах используются значения. Кто-то использует постоянные значения, вот, скажем, 915 или 925 килограмм на кубический метр. В работе Александрова было на основе данных, опять-таки наших российских данных, самолетных измерений, которые были получены с разных льдин, куда приземлялись те самые самолеты. Ну, и вот по этим измерениям он получил, что для однолетнего льда средняя плотность, она 917, а для многолетнего много меньше, 882 килограмма на метр кубический. То есть Лиза уже в своем докладе уже говорила, что многолетний лед, морской лед, он со временем, у него со временем уменьшается его плотность из-за того, что соляной раствор, который в нем находится изначально в молодом льду, он постепенно из него вымывается, и, соответственно, плотность льда уменьшается. Итак, какие были результаты получены на основе всех вот этих вот данных за последние годы? Ну, можно начать с первых результатов, которые были получены по РС и НВСАТ данным. Как вы видите, покрытие у них было только как я говорил, до 81,5 градусов, поэтому покрытие не захватывает очень большую часть Арктики. Вот, ну, в частности, вот здесь вот аномалии высоты от года к году для ИРС периода, в общем, не показали каких-то больших отклонений, а вот здесь для НВСАТ периода вот было очень заметное понижение в
в сезоне 2007-2008 годов, особенно для западной части Арктики, ну, которая была вслед за очень интенсивным таянием летом 2007 года. То есть, вот, соответственно, средняя толщина за последующий зимний период, она была значительно меньше, чем толщина льда в предыдущие годы. По данным Крайосат-2, который уже с лучшим разрешением, да, и который имеет покрытие, практически полное покрытие Арктики, позволяет получить. Вот тоже один из результатов таких, который был опубликован. Видно, что вот скажем, есть очень большая разница между толщиной льда в октябре-ноябре 2012 и 2013 годов. Ну, известно, что летом 2012 года было очень интенсивное таяние везде, в частности, и континентального льда, и морского, и поэтому очень заметная разница соответственно, в месяцы сразу после этого таяния гораздо меньше толщина льда была вот осенью после таяния 2012 года, и потом она успела опять восстановиться, нарасти этот лед уже после умеренного таяния летом 2013. В частности, на этом временном, на этом графике, который показывает временные ряды изменения всего льда синий, многолетнего льда зеленый и однолетнего красный, вот как раз в частности и видно, что вот после лета 2012 года вот у нас здесь некий минимум, а после лета 2013 у нас вот опять сюда начинается вот рост. Это, в принципе, было получено, что очень сильно это коррелирует с днями, когда температура была ниже нуля, температура была выше нуля, то есть с количеством днем таяния. И вот видно, что при большом количестве дней таяния мы имеем гораздо меньший объем льда по сравнению со следующим годом, когда у нас таяние было меньше. Но это термодинамические факторы, но также есть и динамические. Вот, в частности, в одном из исследований было показано, что если летом 2012 года у нас дрейф вдоль канадского архипелага и Гренландии был вот вдоль побережья и привел к тому, что большая часть льда была вынесена за пределы Арктики и растаяла, то летом 2013 года у нас вот направление дрейфа к канадскому архипелагу, что привело к скоплению здесь этого льда. То есть здесь совместное влияние как изменение температуры, так и вот этого динамического фактора. Оба фактора нужно иметь в виду. Вот это результаты по лазерным альтиметрам. В частности, совсем новые результаты по недавно в 2018 году запущенному ISAT-2. Вот, в частности, вот это среднемесячная толщина льда с ноября по апрель. И справа сравнение вот толщины, которая была измерена в феврале-марте, там частично в феврале, частично в марте, соответственно, тому же периоду, когда проводились измерения в период ISAT-1. И вот на правом рисунке показана разница. Заметно, что толщина льда очень существенно снизилась, особенно в западной части Арктики, вот в частности на 37 сантиметров с февраля-марта 2008 по февраль-май 2019, ну, что примерно составляет 20% от толщины, которая наблюдалась 11 лет тому назад.
Также я говорил, что измерение альтиметров на разных частотах может быть использовано для определения глубины снега. Вот, в частности, это тоже относительно новая работа по оценке глубины снега по данным превышения, оцененного по измерению МС2 и КРС2. Вот, соответственно, вот средняя колонка – это разница между ними для сезона вот, зимы 2018-2019. И правые две колонки – это сравнение, приведены для сравнения с глубиной снега, полученным по данным РИ-интерим и РА-5 реанализов. Ну, видно, что ну, в принципе, достаточно оправданные, разумные результаты получаются по распределению глубины снега. Опять-таки, естественно, максимальное над многолетним льдом, уменьшение в сторону однолетнего. И заметно также, что модельные данные реанализа очень заметно отличаются от того, что дают спутники. То есть вот данные РИ-интерим и РА-5 надо использовать, если использовать в качестве данных по глубине снега, то с очень большой осторожностью. Ну, таких результатов достаточно уже много было получено по разным инструментам, разным альтиметрам, но, как уже я по ходу упоминал, есть достаточно много проблем, которые, конечно, затрудняют получение точных оценок толщины льда. Но одна из них – это, конечно же, неопределенность толщины глубины снежного покрова. То есть, если традиционно использовалась всегда климатология Ворона, вот эта статья Ворон 1999, это статья, где была приведена зависимость, по которой можно аппроксимировать глубину снега в любую точку в Арктике. Вот. Ну, как минимум, мало того, что она устарела, не учитывает межгодовую, она еще и не учитывает межгодовую изменчивость. Ну и, как я уже говорил, что как вариант решения этой проблемы можно использовать комбинацию спутниковых измерений альтиметров на разных частотах и восстановление глубины этого самого покрова. Но это должно быть, такие данные должны быть всегда, когда мы имеем данные альтиметров, что к настоящему моменту, конечно, такого пока нет. Вот, в частности, Йони говорил про спутник «Кристалл», который планируется к запуску через сколько-то непонятно сколько лет, вот, который, предполагается, будет иметь несколько частот. Соответственно, там можно будет даже не использовать разные спутники, а прямо на одном спутнике иметь данные на разных частотах. Есть еще такая проблема, как поскольку спутники усовершенствуются по мере развития технологий, соответственно, это приводит к неоднородности рядов наблюдения, и, соответственно, нужно, когда мы хотим получить длинный ряд с помощью данных с разных спутников, мы должны это все учитывать. Это тоже достаточно большая проблема, которые были посвящены ряд работ. В общем, я здесь подробно на этом не останавливаюсь, но, в общем, это тоже нужно отметить. Дальше проникновение сигнала радиоальтиметра в снег. Как я говорил, допускается, что сигнал проходит через снег и отражается от раздела между снег и лед. Но на самом деле это далеко не всегда так, и часто он отражается уже от каких-то слоев снега. Если этот снег какой-то испытывал, допустим, перенес какие-то таяния или просто от высокой температуры его плотность увеличилась. Вот, поэтому от температуры снега эта самая глубина проникновения очень может сильно зависеть, что вносит неопределенность. Вот есть даже статья, которая показывает, что не только от температуры, но и от солености она может зависеть. Также еще нужно отметить, что на точность измерения альтиметров, по крайней мере радиоальтиметров, вносят очень большую неопределенность, шероховатость поверхности. Казалось бы, это должно просто
влиять на форму сигнала, но не на измерение высоты, но вот, работы показывают, что на самом деле эта шероховатость влияет и на точность измерения высоты, по всей видимости, из-за того, что альтиметр прежде всего реагирует на измерение верхних частей как бы вот этих вот элементов шероховатости. Также нужно отметить, что определение высоты уровня моря по измерениям в опорных точках тоже может быть вносить неопределенность. В частности, вот по радиоальтиметру, вы помните, я показывал, что для него характерно при измерениях в разломах очень такая вот пикообразность сигнала большая. И эта пикообразность, она будет даже в том случае, если разлом находится не прямо под спутником, а чуть в стороне. Сигнал от этого разлома будет настолько мощный, что он будет превалировать над сигналом, получаемых от другой поверхности, окружающей этот самый разлом от морского льда. Вот. Но измерение будет проводиться уже не точно в надир, а куда-то в сторону. Соответственно, будет преуменьшать эту самую высоту поверхности моря. Ну и то, что уже ее не отмечал, что высота тонкого льда, по данным радиоальтиметров, опять-таки, она может быть не совсем точна, то есть там разрешение будет недостаточное, чтобы получать достоверные данные, поэтому вот и Лиза тоже упоминала про данные микроволновой радиометрии, вот СМОС в частности. Но в данной ситуации, может быть, здесь можно скорее даже использовать вот эти самые новые, опять имеющиеся у нас данные лазерных альтиметров, потому что у них точность, конечно же, гораздо выше и позволяет измерять толщину и даже тонкого льда, ну, точнее превышение, да, льда. Поскольку сложность еще и в том, что это я изначально не сказал, но можно это тоже подчеркнуть, что вот это превышение льда, оно по, опять-таки, законам гидростатического равновесия Архимеда, она примерно в 10 раз меньше, чем толщина всего льда. То есть от точности измерения превышения зависит точность оценки всей толщины. В результате из-за того, что у нас очень много разных источников неопределенности, возникает вопрос о том, что наши результаты хорошо бы провалидировать, сравнить с какими-то независимыми измерениями и оценить их точность. Для валидации оценки точности измерений используются обычно 3 вида. Это в первую очередь, даже первые 2, большей частью, это, во-первых, это самолетные измерения, опять-таки, альтиметров, но у них, естественно, выше точность, потому что они с гораздо более низкой высоты измеряют, и, как правило, там проводятся измерения именно лазерных альтиметров, то есть еще повышается точность. Плюс, вот в частности, у НАСА Ice Bridge, вот этой вот программы, кроме измерения высоты, они еще и измеряют толщину снега с помощью такого вот специального прибора, радара, который может улавливать разницу на разделах воздух-снег и снег-лед. Соответственно, по определению положения этих самых разделов сред мы можем определить толщину, глубину снега. Второй источник валидации результатов – это гидролокаторы, так называемые сонары еще в английской терминологии, которые уже когда-то использовались эти данные по результатам измерений с подводных лодок, но, правда, эти данные были нерегулярные, потому что такие полузасекреченные, в общем, это не те данные, которые часто используются, а также данные с буйковых станций, заякорных таких буйковых станций. Вот, в частности, один из наиболее часто используемых источников данных для таких гидролокаторов – это вот исследовательский проект вихря в Бухорском море.
И третий источник, эти буйковые станции, они, и эти гидролокаторы, они измеряют вот эту осадку драфт льда, то есть подводную часть льда. Находясь под водой, они посылают импульсы вертикально вверх, и по разнице между поверхностью воды и тем уровнем, от которого пришел сигнал, то есть от дна морского льда, оценивается вот этот самый это самая осадка, что, естественно, гораздо точнее в смысле оценки толщины всей льда, потому что это 9/10 всей толщины льда. Также еще можно упомянуть о контактные измерения, но здесь их достаточно мало, и в частности, вот опять-таки есть вот дрейфующие данные из дрейфующих российских станций, Северный полюс, там их много, они уже еще по-моему, с 30-х годов, что ли, первые станции там появились. Вот сейчас эта программа возобновилась, время от времени какие-то станции там организовываются, то есть это просто на какой-то льдине организовывается станция, эта станция весь сезон зимний дрейфует, и по мере дрейфа проводит различные измерения, в том числе глубины снега и толщины льда. Вот, в частности, вот эти вот, один из примеров сравнения с такими контактными данными, вот, по 3 станциям, СП-37, вот, сезон 2009-2010 года, СП-38 и 39. Ну и видно, что, в принципе, разница может быть очень большая, как может быть довольно приемлемая, соответствие между данными, измеренными на станциях, и данными измерения альтиметров, так и очень большая, вот как на этой станции. Вот. Но здесь, конечно, сложно что-то интерпретировать, потому что данные измерения, они просто измерения в точке, в то время как альтиметрические данные – это гораздо большая площадь, и тут, конечно, очень много разных факторов неопределенности. Вот это еще один пример валидации данных по самолетным измерениям и измерениям гидролокаторов. Вот вверху слева это валидация по самолетным измерениям, вверху справа по самолетным, но другая программа, это вот IceBridge, это Cryovex. Вот. А это вот сравнение с данными гидролокаторов, то есть вот это вот Sea Ice Draft, осадки, измерение осадки. Внизу справа это график, который объединяет все эти три. Ну, если строить такие скаттерплоты, то сравнение, более-менее удовлетворительное, и, в общем, можно более-менее даже порадоваться этому, но на самом деле все не так просто. В частности, вот недавно у нас была опубликована статья с такими результатами, что если посмотреть на временной ряд изменения толщины, в данной ситуации вот осадка, подводной части льда, то в целом альтиметрия повторяет межгодовую и сезонную изменение толщины льда. Но если посчитать разницу между вот этими двумя, то видно, что очень есть заметная и как раз межгодовая и сезонная изменчивость, поэтому, которая, как выяснилось, зависит очень сильно от свойств поверхности, что в свою очередь определяется интенсивностью таяния в предшествующий летний сезон. То есть в зависимости от того, насколько интенсивно у нас таял снег летом, у нас, соответственно, сложились определенные условия для свойств поверхности, и что влияет на, соответственно, измерения. То есть свойства поверхности изменились, соответственно, и измерение тоже изменяется. То есть эти все вещи нужно учитывать. Поэтому вот здесь как раз можно вернуться к тому, о чем я говорил, по поводу того, где нужно, какую точку надо использовать на вот этой форме сигнала в качестве
точки, которая позволяет нам определить высоту. То есть вот в данной ситуации это, если говорить, допустим, о краеосайте, да, то есть вот то предположение, что вот нам нужно брать именно просто точку, которая поближе к пику, она здесь не совсем работает. Результаты показывают, что нужно это дело учитывать и в зависимости от свойств поверхности вот эту точку менять. Вот сейчас поэтому исследования на эту тему, они сейчас как раз ведутся, и чтобы разработать более точные алгоритмы восстановления высоты и, соответственно, превышения затем, а затем и толщины льда. Ну и в конце я вот могу показать просто тот список литературы, который был использован в моем докладе. Если у кого-то что-то больше заинтересует еще по этому поводу почитать, то вот, пожалуйста, можете обращаться. Все, спасибо за внимание. Я оказался несколько быстрее, чем планировал, но думаю, что поскольку доклад мой был последним, думаю, что все только по этому поводу порадуются. Спасибо за внимание. Как на такой большой площади можно получать такое хорошее решение по вертикали? Имеется в виду, наверное, что ошибка определения среднего уровня решения. Да, совершенно верно. Именно ошибка определения среднего уровня моря. То есть здесь, конечно, причем вот когда я говорил о более высоком разрешении, да, вот с режиме синтезированной апертуры, он используется только для измерения над континентальным и морским льдом, то есть над поверхностью воды он в этом режиме не меряет, потому что это очень большое количество дополнительных данных собирается, и просто из экономии вот эти самые он переходит в свой обычный режим. Так что да, в общем, это просто ошибка определения среднего уровня на такой большой территории, да, совершенно верно.